ТикТок. Все вместе. Так. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. وما وشا ودي شو الله يروح طعم حبشو دينا أبو صحون. make this make this one be make this باش تاخذ ديزوي زنديرا بيفتح معير ويدق عتبة. عاش بوتشان زعدالو يتيز. Да, вейбол бомби есть действительно. Босса почти как дать. Дейл рейс хил башлам объеш бол что дик бол дел си дойл. ديريس خير وشا ديريس خير. شو ده تاري؟ إيش يا تر؟ شو ده تاري؟ يا عمي شو شو خنبق سوور ديل ريس خيل شو действительно. شو يسبح كيس كيو اش دعوة شركة. دل دي عبرك تيويل. وعليكم السلام. ديريس خير وجري. ويتغنى دحو يو إفير إتياحة يوتيوب تيك توك قدعيو канал социальная сеть подключить яша так шага гоч висткалу шо Инстаграм чуверу ша висткалу шо гавай Телеграм ссылка шушуна ашуна масуса постка да язина подписаться диала юхца гоч висткалу шо га Телеграм чувел чане можете может зайти в Инстаграм, отправить запрос, мы тоже примем, ответим на вопросы, расскажу вам о поездке в Аргунское ущелье, о многих интересных деталях, очень важных. Кстати, несколько деталей про Итон Кала, представителя Чанти Тухума или Чанти очень важную деталь. Я думаю, для моих подписчиков это будет очень значимо. Сколько культурных объектов в одном Итун-Калинском районе. Вы никогда в жизни даже не догадаетесь. Это такие моменты. Башлам, Аргунский ушел-то, это Шаройский Тухум. Я не понял вопроса, Амирхан. Аргунское ущелье – это Аргунское ущелье. Шарой – это Шарой. Шаройские тайпы Тухумы мы тоже выезды делаем, еще сделаем. Обязательно, ва алейкум ассалам, обязательно, конечно же, будут выезды в Тирой-Мохк, Терлоевский. Я хочу обязательно зафиксировать там самые дальние Терлоевские башни, именно Терлоевские башни, самый край отдаленный. Я просто, когда был там 2 раза, 1 раз из-за погоды не смог попасть. 2 раз летом, когда пошли сильные дожди, и дорогу смыло, я не попал на самые отдаленные. Так я был в Терлоевских башнях, но мне нужно показать, поскольку Терлой очень важный Нохчи тейп и Тухум. Поясню, почему тейп. Мы считаем его тейпом, но официально в документах он записан как Тухум Ирой, хотя это все они из одного тейпа, просто из разных сел. Я пояснение делаю. Но поскольку в документации так, нужно пока говорить так. И почему важен тейройский тейп Тухум? Потому что Терлой являются одними из законодательными по официальным данным, как и Майстой, являются законодателями и строителями башенных комплексов, замков на территории своей родины, Нохчичуэ. То есть основоположниками. В некоторых данных указано, что Терлой являются и эту архитектуру, что они принесли из аланской эпохи. Но здесь есть небольшая... Так, Башлам, докажи нарницам, что Уциг Малсыг убивал Уарства и Нохчи. Такой вопрос поступил. Я обязательно отвечу. Доказывать ничего не нужно. Мы скажем о документах, которые есть. То есть информацию, которую можно достать. Доказывать я никому ничего не обязан. Мы можем констатировать факты, документы. Остальное
на дело каждого. Так вот, Терлоевские, то, что вот эта ситуация о том, что Аланские башни прошли Тирой, вознесли, взяли из аланской архитектуры башенные комплексы, это сомнительно в одном плане, потому что дело в том, что башенные комплексы, самый древний башенный комплекс зафиксирован именно в пласте Харачоевской, Каякена-Харачоевской или Харачоевской культуры, которая находится в восточной части Чечни, это 5-9 века. То есть башенный комплекс самый древний найден в этой области. Тогда как, нисколько не умиляя, чтобы было, поясняем, что, почему, тогда как Терлоевские башни это 10, 11, 12, 13, 14 века и выше идут. То есть до 17 века дальше уже чеченцам не нужно было его строить, они уничтожались с помощью пушек, вы знаете, и эффективность их была не настолько сильна против уже, когда появились большие пушки и просто-напросто обороняющие эти пушки могли быть уничтожены, и они теряли свою свойственность. Они остались как одними из культурными, такими духовными прошлым средневековья, не более. И мы перестали. А те, которые более свежие построили, некоторые, да, они у них хорошо сохранились в 18-19 веках, когда уже, в принципе, смысла. Сами Терлоевские башни, сейчас я вернусь обратно к Аргунскому ущелью, Терлоевские башни тоже очень сильно уничтожились, но, несмотря на это, они очень хорошо сохранились. То есть те, которые сохранились, они великолепные, они показывают ступенчато-пирамидальную крышу, они показывают цурктул, то наверху, что это было, они показывают прекрасную архитектуру, передают чеченскую архитектуру, как и в непосредственно жилые боевые башни. Поэтому до Терлоевских башен мы еще доберемся и обязательно их покажем вам всем. Вот. Что касается Аргунского ущелья, к сожалению, да, уважаемые друзья, все, кто хочет задать вопросы, аудиовопросы, вы можете зайти в телеграм-канал, поднять руку, нажать, я вас приму, чтобы вы могли там задавать вопросы, если вдруг таковые, как вы знаете, будут. Ибрахим, дай знать, мы подключились уже, есть мы в Ютубе, в ТикТоке, остальные социальные сети уже подключены. Я просто чуть раньше зашел. Почему? Потому что мы должны были проверить, чтобы все социальные сети одновременно могли вести трансляции. Я прошу прощения. Если вдруг что. Вот. В принципе, по Аргунскому ущелью. Начиная с Ибрахим, Ибрахим, мы есть уже в Ютубе, в ТикТоке прямая трансляция или нету? Могут ли оттуда, вот ты можешь ли передать вопросы? Так. Сразу, если в Инстаграм не слышно или не видно, сразу сообщайте или через Инстаграм, или через Телеграм, видно, не видно, чтобы мы знали. А то в прошлый раз у нас такая ситуация небольшая, когда перебивают, ну, я не знаю. Мы пытаемся делать из невозможного возможно, потому что одновременно вести сразу на всех площадках прямой эфир это сложновато, но пытаемся. Башлам, можешь оставлять координаты тех мест, куда едешь? Конечно, могу оставлять, но вы должны понимать, здесь есть небольшая сложность данной ситуации. Координаты данного Аргунского ущелья я оставить не могу. Вы видели мои видео, вы видели, что там погранзастава. Выдавать или давать координаты погранзаставы, это по законодательству я не могу, чтобы вам было понятно. Я вам могу сказать, что это непосредственно по Аргунскому ущелью, чтобы вы уже ориентировались по нему. А говорить прямо координаты здесь я не могу. Я могу назвать землю кому, валикум ассалам, кому принадлежать землю, какой области. Скорее всего, думаю, координаты опасно оставлять, почему могут быть вандалы, которые могут прийти и что-то. Да, да, там есть несколько вариантов, но из-за вандализма я не переживаю, потому что там почти что всегда бывают
бывают представители этих земель, этих тейпов, но давать координаты, это все-таки я не могу, честно сказать, это должны делать непосредственно администрация Итун-Калинского района, что скоро обязательно, мы говорили с главой района, мы разговаривали с ним, посоветовали ему координаты башенных комплексов, всех почти что, обязательно, он говорит, в этом году этот вопрос будет решен, вы можете увидеть, скоро увидите каждый комплекс, каждый культурный объект нашей Родины, он будет на карте, как любой турист, чтобы мог поехать, зафиксировать, да, чтобы это было понятно. Других координат вам давать не могу, вы по видео должны были понять. Я даже многие места не снимал, потому что это все-таки граница. Это благодаря руководству сегодня мы можем так близко подходить. Было время, когда туда вообще даже не пропускали. Не то, что восстанавливать или реставрировать башенные комплексы. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что вот данная ситуация, это вы должны со временем уже как-никак ориентироваться и понимать, что не все так просто, как мы рассчитываем. Так. Вопрос. координатах дом дать вежри. Чу бог долчна қиет дезой харцелюе. Так, нис қиет мадезой ши алин цачун ишяц бел ши айдал аур нис хирдаче бог. Тундел хаз башлам қиетақет. Ой хаз чу халушел видеош кауса хауш чуна пайт иец безал қиетсун. Да, там просто-напросто, Гринца, ладно, я по каким-то связям, с какими-то людьми договорился, примерно я говорю, да, поехал. Я вам показал даже больше, чем можно было показать. То есть, если рядом стоит какой-то, я не знаю, как они называются, определенный... Эрдуас, ты делаешь очень большую работу ради нашего народа, иншаллах, тебе Аллах воздаст это, да, Мукла. Аллах рисхулон. الله ده دي كانت بيقم بويلهم بشلم شم يقصر الله ديوش عارف يقوش ترمرهم دات عديش ديك الله ما تبيدي عبول بو عبيش بيك يوزهم والده دي كانت بيقم بويلهم ده ريزغيون اعمل قويتش دولهم تخونا دي نحبسو ويقوال سمو قادوش حيوش عشدون دريك خلق يخلق شي نحكي دو كيرا ديك مسو حيوك حشو عقويت ومخي حيوش عشدون تنا بيد يوش دون تندي لحي بوكس ست ما بيد ده دي كانت بيقم بويلهم يخو Султан, археолог Султан, хэшуё. Ахкюк халайбин принять венера. Султан. Султан Алязинвик, има уисунает археолог. Иваться, у него вроде бы другой аккаунт соколца вел. Иваться вроде. Да? Султан Алязинвик, археолог, вацуати обчуяный. Если его он скажет, если не он это знаешь. Ну, что такое? Это хорошо, так вот. Ишалла, вот Сурсукете, я вот здесь сказал, можно ли вот переименовать Кристой Мох, то есть Кистинский район сил, грубо говоря. Друзья, смотрите, дело в том, что название, переименование района – это прерогатива непосредственно тех жителей, которые проживают в этом районе. Там сейчас на сегодняшний день 5-6 тысяч человек проживают в Итун-Калинском районе. Это их решение должно быть. Я понимаю, что мы любим историю, мы любим все-таки это инородное название, наши соседи дали это название. Однако Итон – это человек, который первый поселился там, и от него уже пошел весь, как говорится, заселение этого района по преданиям, по рассказам, которые есть там. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, в честь него уже все это, как бы говорится, эта область названа Итун-Калинским районом. Ну, в каком году Итун-Калинским районом назвали его? Его... Йо, аласеню. Сунгу швы, в инстаграме фирчу, гушвац, но вайн сунгу швы непосредственно. Друзья, что касается Итун-Калинского района и эти названия, конечно же, они появились позже. Мы все должны знать, что оно было, раньше называлось Аргунское, непосредственно Аргунские ущелья. Башлам, исторически, если мы смотреть исторически на карты
до 19 века Так. Кистинция, Люки область, и там Ду, я не Галанчевский спорю. район. Смотри, Нынешний и Галанчевский исторический район, это место написано Кистинция. Мне кажется, там было не бы только, там правильно смотри, назвать это место Дзурдукети, Кисклой Мох. Если можно, Дзурдукети, там от Галанчевского, там не один если можно, Галанчевский, там я от дополню. Галанчевского района и Тумкалинский район, и часть, даже небольшая часть, задевая Шаройский район, эта область вся называлась Кистетия, если говорить детально правильно. Если это не один Галанчевский. Правильно было бы объединить вот этот Галанчевский район и Тумкалинский район и назвать Я с Кистинским вами районом. согласен, но это же, опять же, я хочу вам пояснить, по современному законодательству эта прерогатива зависит от людей, которые проживают в данном районе. То есть Мелхи, Тирвай, Дишни, Ченти, Хильдиарвай и все остальные, которые проживают в этом районе, они должны сами принять это решение и вынести это непосредственно в парламент Чеченской Республики. Мы можем сказать, что было... Стратегически, на перспективу, это так, самосознание, я согласен. Так вот, что я хотел сказать. Ибраим, идет трансляция уже в Ютубе? Ибраим, я хочу, здесь задают вопрос в Инстаграм. С 2008 года, с митингов ли я начал вести свою деятельность? Мне задают вопросы. Нет, мой аккаунт с 2013 года. С 2018 года я активно уже начал противодействовать норнийцам и выкладывать исторические документы с 2018 года. Пошла. Ибраим выключен, да, у него микрофон выключенный. Я включил. Все. Включил. Если можно, Башлам, вот я скажу, на самом деле я с Русикети полностью согласен, даже поддерживаю, да, вот ты перечислил тейпы, которые называли кистинцами там, Гилдехарой, Пешхой, Нашхой, да, это все нас кистинцами называют, эту область, грубо говоря, как ты сказал, Кистетия. Вот на самом деле нам эта Кистетия, Кистин, нужно за нами закрепить ее, на самом деле. Хоть даже и на названии, но даже это и на названии нужно нам закрепить, я считаю. Он правильно упомянул тех кистинцев, которые живут в Руси. Вот, я вчера в эфире у меня разговаривал с кистинцами. История чеченцев. Я вам хочу, чтобы мы в одном и том же колесе, чтобы не крутились, я вам пояснил. Ваша идея, я не говорю, что она неправильная, что она не поощряема. Меня, как человека, знающего историю, я-то ее поддерживаю. Опять же, мы люди со стороны, мы наблюдатели, мы исследователи, историки, там, гражданское общество. Однако есть жители, которые проживают в этом ущелье, в этом районе. Это должна быть их прерогатива. Понимаете, я вот о чем говорю. Чтобы мы сейчас не мутили эту воду, я поясняю, что я согласен, что исторически было правильно. Я бы вообще не назвал ее областью Кистети, я бы ее назвал область Дзурдукети. То есть всю, как исторически, как грузины зафиксировали, Дзурдукети я назвал бы, потому что это ближе всего. С Кистети есть проблемы. Кисты были ближние, кисты были дальние. Кисты ближние – это сегодня Вятпи, а кисты дальние… Ой, шедук да, харшу вежри, и та область Кистети, вож бисен нохчу, тхобич хошо, нохчу. Не, вот эту область называть Галанчевский и Тумкалинский район, объединить, сделать новый район, Кистинский район, а всю Чечню назвать Дзурдукети. Ну, как второй вариант. Чтобы уместиться, Не, почему? Вот Англия, Великобритания, ЦРЕ моей Я это все понимаю, конечно. Урбу абешбек, адохуарик. Не, раз, алло, чеченцы, можно? Раз, да, гертем, да, а что? Цунрез, вуша. Ну, берег, нохчи мох, чмудерти, и кети, мети, цебо. Не, нохчи, мох, это понятно. Никто не будет. Друзья, давайте сейчас, чтобы не терять часы времени, Конституцию менять никто не будет. Для этого должно быть осознание всего народа, для этого должны быть тысячи и тысячи людей должны изучать свою историю, знать все это. Поэтому в Конституции написано, что мы, Чеченская республика, Нохчичу.
как государственное устройство, как регион России, а именно мы записаны как государство в государстве. Поэтому я прошу, сейчас у нас время не терять на это. Мы как предложение было бы хорошо сказали, высказались, И но далее крутиться в одном и том же. Я вам про другое хочу рассказать. Вы сейчас как-то, чтобы я ваше мнение... Уважаемые мои друзья и подписчики, я так понял, Ибрахим, мы в Ютубе уже есть подключены, правильно? YouTube чахил диканду сок чуалу дайс хардай YouTube чуал хаджи шат со Telegram чау. Хорошо, я хочу, чтобы сразу мы перешли к главному вопросу. Во-первых, что касается кистети и кистинцев. У нас есть исконно носящее это имя, сохраняющее имя и место, где проживают кистинцы. Это Панкийское ущелье, Ахметовский. Да, мы в Ютубе, и Телеграме, и в ТикТоке. Все, и поскольку это имя уже закреплено, мы за это не переживаем. Ни один из грузинских ученых никогда в жизни не скажет, что чеченцы не кистинцы или чеченцы не дзудзуки. Мы исходим из документов и карт грузинских ученых, немецких ученых и остальных, указывающих, что наша область, древняя область, откуда произошел весь ногчий народ, грузины называли его вначале Дзурдзукети, далее называли Кистети. Это неопровержимый факт. Документы есть. Иншаллах, у нас скоро я вас порадую. У меня есть один проект, со мной есть еще один брат. Мы работаем, мы нашли новые карты по Кистинскому хребту. То, что раньше Андийский хребет назывался Кистинским хребтом и все остальное. Я не хочу забегать вперед. По Аргунскому ущелью. Чтобы было понятно. Я, честно сказать, не смог захватить. Вы должны понимать, у нас технически не все, как говорится, возможности большие, но и все же из тех объектов, которые мы зафиксировали в Аргунском ущелье, вы должны были уже понять, что огромное количество или целых, или половина, то, что сохранилось, или же все-таки оставшийся корень сигнальной башни находится вдоль всего Аргунского ущелья. Это раз. Во-вторых, ну что там огромное количество только одной области, Мялхиста, да, дальше в конце, который я вам показывал, непосредственно жилые башенные комплексы, это Дышный Мах был. Вот эти все комплексы, они зафиксированы, они как культурное наследие, рядом с ними стоят паспорта, то есть есть некоторые, которые реставрировали, реконструировали. Я несколько раз использовал это слово, я прошу меня простить, видать, я оговорился. Реконструкция и реставрация – это разные вещи. Это все-таки реставрация, реконструкции там нет, в основе своей нет. Хотя мечеть, как считается, она считается реконструированной. Так вот, все, начиная от этого последнее Меши, области Меши и вдоль него, все эти башенные комплексы, это всегда были, есть и остаются всегда на протяжении всех времен. Любой человек может зайти и поспорить. Тот, кто особенно необразованные нарнийцы, атаковали в YouTube-канале, атаковали в Instagram-канале, начали писать, что да, вы забрали наши башни, это наша земля, это наши башни. Нет, уважаемые, это все-таки неправильно. Недалекие умом нарнийцы, довожу до сведения, что Аргунское ущелье, то бишь Чеченская республика и Тункалинский район, никогда не был Ингушетией. Никогда. И существовало до того, когда еще вообще в проекте не было автономная область или даже такая область, которая называлась Ингушетия. Что касается двух ссылок оттуда, что произошли и перешли к реке Ассе, Тейп-Галгай, это указывают ингушские ученые. Оттуда что ушли и переселились, где река Асса, есть такие ссылки. Опять же, это вы можете посмотреть на своих ингушских преданиях и источниках. Опять, я не утверждаю и не говорю, но Аргунское ущелье никогда не было в составе Ингушетии. Никогда. А вот небольшая часть акинцев, Лам-Ахкой,
небольшая часть. Вот эта область Мирджинцев и Цечо определенное время на протяжении 4 лет, с 1862-61 года по 64 эти несколько лет были. Потом по заявлению этих же мирджинцев, цечах, орскоевцев, ламакинцев, по разным причинам, они сказали, мы хотим по единоверию, единой национальности вернуться в Аргунское ущелье, и они вернулись таким образом. Остальные домыслы, догадки, что якобы этот Апиев был ради своих бизнес-интересов, эти сказки вы можете нам не рассказывать. Чьи какие бизнес-интересы там были, вы рассказать можете потомкам, потому что потомки данных непосредственно орскоевцев проживают и на территории Чечни, и на территории, я думаю, что в принципе и у вас тоже. Там никакого бизнес-интереса как такового не было. Вот. Дальнейшее, что хочу я еще добавить по вопросам. То есть оно никогда не было. Когда вы клянетесь, божитесь, обвиняете Кадырова, обвиняете там Путина и всех остальных, то вы выглядите со стороны не стыдно, потому что люди, тысячи людей других национальностей просматривают мой блог. Смотрят и евреи, и русские, и остальные национальности. И когда эти люди, я им показываю, ссылаясь на какие-то научные документы или показываю вам свою территорию, а вы говорите, что ее у нас отняли, вы выглядите очень глупо. И само собой вот этот термин «нарнийцы» как раз-таки не национальный термин, а относится к глупым людям, сказочникам. И вы его к себе... Вот. Но дальше, после того, как я заснял эти башенные сигнальные, по захоронениям я хочу сказать. Когда вы начинаете рассказывать момент про солнечные могильники и захоронения, когда мне начали писать о том, что у вас никогда не было солнечных могильников и захоронения, ваши глупые, тупые бошки, которые это пишут, я хочу довести до вас. Проблема в том, что вы сами на самом деле там не были. Третий ролик, кажется, я вам показываю уже недалеко от Терты, селения Терты. Я показываю там могильники. Так вот, поясняю вам. Вот эти солнечные могильники, они сделаны не просто вплоть до Цойпиде, города мертвых. Эта территория, эти земли, они очень неплодородные. То есть там невозможно людей, которые проживали там, невозможно хоронить, потому что там нету земли, там скальная порода. Дело в том, что я вам поясняю. Дело в том, что изначально то, что я вам показывал, солнечные могильники, они есть по всей территории Чечни, где малоземелье. То есть эти солнечные захоронения, вот эти мавзолеи, это вся территория горной части Чечни ими заполнена. И специально поясняю для остальных. Второй, где Терти были могильные плиты, земли нет. Вот эти солнечные могильники заполнены, хоронить людей негде. И непосредственно новчи, которые проживали там из Тейпа Мелхи, да, из Тухума Мелхи, они ложили камни и делали в виде как саркофаг. Не целую усыпальницу делали, как ранее, уже позже, в исламский период. Они делали как саркофаг, ложили туда труп, накрывали его плитой, точно такой же ровной плитой камни, и ставили рядом чушь. Это уже более поздний период, это уже когда ислам распространился в этой области. Вот таким образом появились вот эти каменные. Кстати, вот таких каменных гробов или захоронений нету ни в Ингушетии, нигде нету. Есть только в этой области. Только у Мелхи я нашел вот эти саркофаги, которые сделаны. Именно как в Древнем Египте они сделаны. Поясняю вам, почему. Потому что в других местах я их вообще не видел. Возможно, они есть, я не спорю. Но из-за малоземелья они уже в исламский период начали единично одного человека хоронить. Именно таким образом сделаны чувства. Нигде в другом месте нет. Просто невозможно раскопать. Из-за этого там солнечные эти могильники. Только поэтому. Потому что там нету. С такой же проблемой мы столкнулись и в Чеберлоевском районе. Там тоже невозможно было захоронение сделать.
Там в основе не такие саркофаги, но там хоть по крайней мере какой-то 15 сантиметров слой в Чеберлоевском районе был. Так вот, что я хотел вам рассказать дальше. Ва алейкум ассалам. وعليكم السلام. Башла, это весвели. Насчет вот этих каменных саркофагов, тогда это непосредственно мои родители похоронены вот так. Это в Шаройском районе. А мы были в Чеберлое и в Дагестане. Именно из-за того, что Лахдуй с боком дохлый, потому что там земля не позволяет Лахдаху насыпется. Алло. Ибраим, я хочу сделать, я этот момент хочу чуть-чуть дополнить тебя. И черч, и диндо, и толгех, и нагдари, ахнен тигаду. Тигаха еще вайч эбер. Шара лат, тигах, мяла лат бугда, да дидуч. А мялхистяха, и кешниш толду. Лат бугла датиш толду. Толглядниш долдел. Толглядниш долдел. Например, хотя бы шуга халк юртлят, метигутига, хотя бы метигутига, например, кири юртига, юртига, يرتجع يرت لكن حبوا قوي تها يرت دو الناس يعني محمد حد يل هم خير حد ويقول احسن لك احسن ده وات لك كيش لو تجاه تجاه كش ده كش اجا قياس تجاه Туга, eu até sei que o início da и тогда и получается каменный саркофаг. Еще доллар, будь все уматен ölçek да, или толок глиняный лата хакит, ишда хакит как каменный ящик. Да, абсолютно верно. Еще я хотел добавить, что хана мёя свою. Хундак, это не мое, и ко всему еще вот насчет солнечных могильников. Чай был захили хас, он тебя видел, я твои эти, он гиня орса. Они сделаны в форме склепа. Да. Они точно копируют склеп. Да. То есть я это еще в то время говорил. Да. И кажется, чурта точно как склеп, я прямо Да. И Ал-Мэлиш, они из прошлого, инсталляции, после исламизации они сделали его. Да, абсолютно хасон. А смотрите. Они сохранили вот этот макет сохранили, да. Ассоциировал с этим склепом. Да. И поэтому из склепа сохранить. Они сохранили по-мусульмански, да, но чурта как склеп сан и яшер. Да. Необходимости насчет Юхабова, Гонабол чара, очень хорошо Ахрию описывает. Кстати, он называет из племени. Да. Что когда они пришли из Геши, местности Аргунского селения, они застали там башни и склепы, построенные другим народом, которые они называли джельтами. Что многие башни и склепы ингуши сами не знают, кто построил. Так, насчет Йемена. Вот это склеп, башенный комплекс, они построены на всем пути на всем шелковом пути, начиная с Китая до Инда, и там именно располагали, то и персы, Хосров, он указывает, что Хосров первый и Коваду, персидский начальник, он указывает, что он построил в Джудзакете 12 крепостей и башен, укреплений. Он Махара во время арабских войн, арабы пробились один раз через ущелье, ставили там крепости, примерно было, и оставили свои гарнизоны. Что согды оставляли на пути свои гарнизоны, что персы оставляли.
что арабы оставляли. Да. Мамиловы, который РЗС, который построена РЗ, Ага. Мамилову, который, они в своем пепере прямо пишут, что их родоначальник, потомок Али или Чарди Киски Эл-Осар, он пришел из Сирии, Осар, обосновался в Грузии, а потом переселился на нынешнее это место, и в свое время, царское время, они подавали прошение, чтобы их род признали дворянским, так как они княжеского происхождения. И РЗ, башенный комплекс, они говорят, что они ими построены, и они арабские. Его царь Мамила Вати, арабский Сирии, это. Джей Рахмат, ты сам знаешь, иракский ущелье, 60 всадников, он пришел с Ирана, построил там укрепления, башни, расположил там гарнизоны, поселился там, и только с его разрешения могли туда поселиться другие. Этот период как раз, когда мигрировали ингуши, примерно была, в то время нас, как там раньше назывались. Ну, то в то время уже. Историю еще. Это тоже учитывать надо было, что многие сигнальные системы, она от Дербента и до Кавказа, и далее вглубь туда, вплоть до Месопотамии, который шелковый путь шел, начиная с Китая, он напичкан этими башнями. Кто как строил, кто в дальнейшем потом, кто-то заселил эти башни, кто-то потом Ну да, и сегодня так и есть, сегодня то же самое. Да, то же самое, возможно, уже дальше кто-то уже копировал эти башни, уже строили новые башни там тоже. Не исключено, что я не говорю, что там примерно было остаться. Поэтому... ده بالشيء ده إيش معرب شيخ كن ما هلا حديث راح إما قربو Абсолютно. Это идентично, что сказать, чтобы один народ какой-то строил и себе натягивает одеяло и говорит, что это наше, что весь Кавказ напичкан ими. Но здесь речь идет, я думаю, что здесь все-таки немножко правильно будет говорить, здесь проблема в чем? Из того, что оставили археологи еще 19-20 века, советские ученые, мы, вот то, что ты говоришь, Маслабас, это зафиксировано, этих документов как таковых и сохраненных их нет. Они есть только в 3 регионах в основе своей, ну не считая Грузии. Во-первых, почему? Поясню тебе. Они очень сильно друг от друга отличаются, и они не идентичны. Масала, то, что есть башенная архитектура в Балках, от строения, во-первых, от местности, которая и твоей Мацадоева все равно, если она примерно была здесь, есть Дагестан примерно босс, они отличаются, например, босс, да? Ну, в Дагестане нету таких башен, в Дагестане, вот проблема в том, отличается. В Дагестане нет таких башенных комплексов вообще. Вот о чем я тебе говорю. Они, нет. Сами башни, сигнальные башни. Ну, во-первых, там сигнал, смотри, я тебе поясню. У меня есть книга Гольштейн, зафиксированные башенные комплексы. Начиная от Лезгин. Если ты говоришь о Дербенте, это земля Лезгин. Если мы начинаем от Лезгин идти дальше, у Лезгин башенные комплексы, вообще то, что есть башня, сохранилась, она вообще иная. Она выглядит, то есть и геометрически, то есть здесь разница не в камне, здесь разница не в этом. Если так посудить, во всем мире, там, начиная от Италии, заканчивая там Китаем, есть эти башенные комплексы, но мы не можем говорить, что это наше. Речь не об этом идет. Речь говорится, что из всего вот этого вот Северного Кавказа, центральной части Кавказа, есть только в 3 регионах. И только 3 региона, ученые советские, на пространстве Советского Союза. Туда входил Азербайджан, Армения, Грузия. Несмотря на это, в советское время зафиксировано 3 региона, которые называются «Страна башен». Это Нохчичуэ, это Ингушетия и Осетия. Нет, как гипотезу, смотри, что касается захоронений, мы с тобой тут 100% с твоим мнением я согласен. Здесь никаких споров нет. Что касается, что они были на протяжении вот шелкового пути, я согласен. Но я не могу сказать, что они были ли вот эти сигнальные башни на всей территории остального Большого Кавказа, потому что об этом не зафиксировано. Допустим, не зафиксировано в Кавказской Албании, а это древняя история, не зафиксировано у остальных народов, только близко родственных нам, допустим, Тушины, Чивсуры, Пшавы,
сваны, маслобасом, те же балкарцы-карачаевцы, которые потеряли родной язык, у них, у адыгов... Самое большое количество этих башен где? В Грузии. Нет. В Грузии. В каком ущелье оно находится? На сегодняшний день? Да. Ну, основное, какие были, использовали, например, для защиты. Почему именно, от кого они защиты? Для защиты, для чего строили эти башни, например, эти... Сам смысл слова для защиты. Защиты кого? Соблюдение для чего вообще? Сигнальные, боевые. Смотри, Грузия была вассалом примерно иранского, да, определенное время, да. И вот персидский шах, чтобы обезопасить от нападения Алана, других кочевников, которые пробирались всегда через Дарьяльское ущелье. Но Аланов нельзя назвать кочевниками. Аланы не кочевники. Вот эти сигнальные, вот эти Ваша, башни, и там располагались свои гарнизоны. Стоп, Ваша, освободил. Ты сказал хазары, если бы ты сказал кочевники, я бы мог понять. Аланы не были кочевниками. Если там был элемент кочевого... Как они не были кочевники, если они пришли кочевой народ, Нет. который пришел на Кавказе, уже дальше кем они стали, это другой вопрос. Вот об этом я тебе говорю. То, что в Аланское царство входили какие-то общества из кочевых племен, это может быть. Но что само это государство было кочевое, это недостоверно. Нету такой... إبراهيم يحط إيه وأنا ما بقرب عند أحكي وش بقصد أعتقد أعديكم. Пришли на Кавказ, примерно была, когда они на Кавказ пришли, они были кочевым народом. Куда они пришли? Ага, аланы никуда не приходили. Аланы, хазары, если они были, это и есть чеченцы. Стали уже автохтонами Кавказа. Харбич омгуте Ибраим Бошвик, вы что вообще церквякан узна острова. Откуда ты взял эту информацию? Ты можешь ссылку дать на эту информацию? Ссылка откуда ты взял? Откуда ссылку ты взял? Ссылка откуда? Просто взять, просто почитать про Алану, про Сармат, про эти... Не, подожди, Сарматы, Скифы, я читал про всех, Сарматы, Скифы, я просто хочу, на какую ссылку, на какого автора ты ссылаешься. Я, допустим, читал то, что есть у Жамирзаева, у Хизриева, ни в одном месте не сказано, что они кочевые племена. Откуда ты взял, что Аланское царство кочевое? Янцию. А? Янцию. В китайских источниках царство аорсов переименовано было куда что. Ваша, ну, в китайских источниках указано, что все гунны это южное китайское племя. То есть гунны, сегодня, которые все потомки гуннов, которые себя сегодня считают, ты думаешь, они себя считают китайцами? Северно-китайское племя хунну называется гунны. От гуннов как раз и построена была китайская стена, чтобы защитить себя. Ладно. Вот так, я единственное с тобой хорошо. Я дальше спорить не буду, просто солдата. Ты мне в директ... Просто посмотри, Алан, кочевой, посмотри. Вот так, ты мне в директ кинь ссылку, я ознакомлюсь. Источников, посмотри у Страбона, у других посмотри, которые описывают, посмотри, кем они. Нет, если, послушай, если ты говоришь... Например, знаете, венгры кем были, например, до того, как осесть в Венгрии? Как раз таки, если ты говоришь о том, что их после нашествия татаро-монгол, что и венгры появились, и все остальные появились, некоторые приписывают их к аварам. Авары – это монгольское, авары – это монгольское племя, не те, которые в Дагестане. Это такие темы, которых... Я знаю, кто такие авары, я знаю, кто они такие. Я прекрасно знаю авары, я знаю, как они, вот это название, как они это по Асвик. Асвик был Аланы изначально был кочевым племенем, который двинулся по Аздасе оттуда. Но если, послушай, ты же понимаешь, что расово... Ладно, поясню тебе. А потом уже на Кавказе уже... То есть ты хочешь сказать, когда они шли на Кавказ, это... я хочу твою логику дать. Вашай, то, что камера дается минута, шуметь тон, хочу опалить тон. И микрофон, это есть минута. Телеграм чего очень мало, вашай, экран я выгуй, и микрофон, это есть, чтобы отключить звук, шумы создавать. Свободи, ха, свободи, минута.
Микрофон, телеграм, что латин, точку били говори, ваша, и микрофон, это временно отключить не звук. Шумыш, помер, что? Захазми отцу. Зурзукети, хангула, очень, и точка, и микрофон, это временно отключить я, она. Хаза, я почему говорю, лучше так я сам сделаю. Я почему говорю тебе, смотри, ситуация в чем? В тех источниках, которые я знаком с этим источником, в этих источниках говорится, что представители Аланского царства это были белые. Понимаешь? Белая раса. А насколько мы знаем, кочевые племена это монголоидная раса. То есть это... Не, пошла. В свое время готы тоже были кочевым племенем. Ну если ты в этом плане изначально, Тараху, я все понял. Например, Я понял. тоже ираноязычные, но хотя это спорный вопрос, они тоже кочевые Ну, скифы ираноязычные, тут очень спорный вопрос. Ладно. Я понял тебя, то, что ты говоришь, изначально было два. Мы говорим здесь, а ты говоришь изначально. Хотя, ладно. И ханхалдаса, и ссылк шеря, бяхел, скинуть есть, он диктует? По Алану. Там скидывать нечего, любая, забейте, что у меня легион сейчас, все труды там есть. Скажи, просто посмотри, Аланы, Алдати, и все. Ну, Аланы, Ахер, в основном, ты классе, я просто не знаю. Даже Мелари, который писал. Зыгорь. Последний Мелари. Зыгорь. А он в Чуварке тоже, мне интересно было читать, он тоже пишет, например, тоже Новчевой тоже, что вот уже осев, уже на Кавказе, уже... Новчевой, Аланове Дуба, это... Да, Бзии, тоже. Ну, интересно работа. Есть аланские беседы, группа Эрцель, очень интересная группа была, там очень много были из Ингушетии, из Чечни, из Карачаева, Балкарии, Ишабуш, да, очень грамотные ребята были. Действительно, вот научным подходом они там многие вопросы обсуждать, это интересно. Ладно, я проверю, обязательно посмотрю, потому что я изначально насчет корней, корень, чем сейчас уже никто не называет, аланские государства никто не называет ни кочевыми, ни остальным, но суть не в этом. Мы вернемся в Аргунское ущелье, то, что есть Аргунское ущелье и остальные. И плюс ко всему, что касается сигнально-башенной системы, от Дербента до Дарьяла их не было, была одна стена, Кавказская стена, которую мы обсуждали, от него остались остатки, стена была. То, что стена была, это доказано. 60 с чем-то, сколько, я не помню, сколько есть остатки Кавказской стены. Да, остатки от то, что строили то персы, то грузины, что якобы при строительстве этих стен остались осетины, которые были ираноязычными. Вот эту тему мы рассматривали, слушали. Осетиновый вопрос, конечно, там интересно. Я вообще по этому говорю. По этому вопросу, там стена есть, но башенные комплексы в основе своей, как я говорил, в 20 веке, остатки даже. Ладно, понятно, в Чечне они разрушены. Дагестан пускай тоже может быть разрушен. Но Осетия, Ингушетия... Камер сени гюти абол, даяк саху швалон, шоуи. И мур йоити. Я слева внизу, по-моему, да, шметик. И день, и да. Цейнон, да, цейна, хагушуа полностью. Это видео камера, это Чулбуга ектау. Хозяин. Да, азмая. Либо включите. Башла. Админ, выключите его и включите, там камера выключится автоматически. Админ, дай луриацет сунца и жалеешь. Телефон, да, я халати, его. Иди дуэс. Иди дуэс. Башла. Пошла, ты можешь ему микрофон выключить и включить у него камера автоматически выключится, если ему микрофон выключишь. Башла. Хозяин. Башла, ла? Чё уж.
Вон Куса, он что-то пересошел, походу, что-то у него может быть. Я Всё. слышу, Ахмада слышу, Аиса. Башлам, Ажах, я хотел тебе подсказать, у Гольштейна описывается эта ситуация про Алан. Так. Вот, там дословно я сейчас тебя процитирую, что там он описывает: 2500 лет назад из южных степей Приуралия выдвинулись две группы скифов. Одна ушла на юго-восток, другая ушла на юго-запад. Которая ушла на юго-запад, приходит и поселилась где-то в районе прикаспийских степей, прикавказских степей. Через 500 лет из этой же территории родственные скифам племя сарматов, также две группы выдвигаются, одна на восток, другая на запад. Они приходят, уничтожают скифов на Кавказе и двигают дальше. Но из этой среды, из сарматов, выдвигается группа Аланов Эл-Дуцигах. Вот он описывает вот этот вот момент. Да, это есть то, что от сарматы. Но тогда получается и сарматы кочевое племя, и скифы кочевое племя. Да. То есть получается, что чаек кочевое племена основывались так? Хол. Вот, ну, описывается вот этот вот момент. Там. Вот я поэтому говорю, если основание, если мы говорим древний корень, сама основа создания или то, что было, Аланское царство было создано, оно создано на основе кочевых племен, если бы было бы сказано, можно понять. Но что является, Аланское царство является непосредственно кочевым государством, точнее, правильно, созданное кочевыми племенами, здесь я, конечно, большое сомнение, поскольку мы не видим, по крайней мере, я не видел, я могу вам сейчас зачитать последние данные, которые есть. То, что они появились когда-то, ну, про хазарский каганат и про гуннов я вам рассказывал. Гунны в хазарском каганате то же самое идет речь. Ну ладно, сейчас не будем отвлекаться. Ибраим, хорошо. Что я хотел сказать по нашему с тобой вопросу, чтобы оставим гуннов и дальше это как бы вернемся как-нибудь. Но про саркофаги захоронения здесь идентично. Я как раз таки говорил, инсталляцию, то, что они делали, то есть из древних солнечных могильников, Уарсуай, когда я проходил по древним могильникам, я показывал, они из язычества перенесли образ, но сделали их мусульманскими. Я как раз таки это же и показывал, я как раз таки и ждем и рассказывал о том, что именно Итонкала, Аргунское ущелье должмета и Кешниша, Хагойчхенаха, один в один, но только вот место, где были захоронены десятки и сотни других, они хоронят одного человека, и исламская инсталляция с арабскими буквами пишет и хоронение. Это говорит о чем? О том, что как раз таки с запада на восток происходила миграция и освоение земель. То есть имеется в виду, там, когда они пришли, никого не было, само собой. Нету там другой культуры. Эти земли были свободными. Плодородные земли потихоньку осваивались и вплоть до Каспийского моря. Междуречья Терека и Сулака, когда еще кумыки не перешли в 14-15 веке Сулак, Уайхи, этот период там жили только ногчи. И ауховцы осели туда намного раньше, чем и даже кумыки туда появились. К радости или к сожалению. Татар, монгол, после нашествия Тимура, это были земли, которые вообще уже были полностью уничтожены. Население, оно вообще никто там не жил. Просто... Там, чтобы туда вернуться, примерно обратно на эти земли, это я не думаю, я, наверное, тебя перебил, Бяхмабила, просто пока мысль не потерял. Я вообще считаю, что если даже мы поднялись в горы и обратно, ни один народ, например, с какой-то кучкой человек не пойдет в какой-то день, если он эту землю раньше не знал, если он не имел. Они просто вернулись на те земли, откуда они ушли в свое время. Вернувшись, они, может быть, каких-то кучка людей там заставали, каких-то людей, которые говорили, что эти земли ихние, приходилось с ними где-то отвоевывать, где-то с ними договариваться, где-то что-то. Как раз таки об этом люди вернулись на свои земли. Смотри, как раз таки об этом мы очень часто говорили в эфирах и говорили. Смотри, когда происходила реконкиста, то бишь 15 века, не стоит забывать появление там кочевых племен, тюркских племен, оно произошло во время монгольского нашествия, то бишь в 13 веке, или же оно произошло уже
с татаро-монгольским нашествием. Это другой период, это 14 век. И разный период, понимаешь? Субидай-Джабе, когда пришли, почему я говорю? Когда Тамерлан уничтожил, хромой Тамерлан уничтожил чеченские земли и спустился через Ичкерийские леса, то есть Чеберла, Махбочана, он часть, там говорится как, он часть своих войск отправил для подкрепления в область Ауха, то есть в ту сторону он отправил. Значит, это говорит о чем? Что за Гуайхи с Сулаком все-таки, видать, у них остались какие-то общества за Сулаком. Они участвовали в татаро. Так вот, и в этот момент, когда они направлялись в область для подкрепления своей, Нет, что-то не слышу, да. Что-то я тоже потом у меня, что ли. Башлам, хэш вацу, не слышно тебя. Хэшисо, Гапи, хэшисо, Алиса. Хэшво, слышно. Все. Не, гумадат, а просто ты пальцем закрыл экран, я тебя не вижу вообще, Цундер Басип. Я Али Арзина. Ну вот, я хочу сказать, что отправил часть Ачхена, я все время, мы думали и предполагали, что он отправил к ауховцам. Получалось, что ауховцы предатели, понимаешь? Я тебе поясню, почему я говорю. Это, конечно же, по сравнению, что типа ауховцы были частью исламского мира, они приняли ислам. У нас же есть некоторые горе-историки, которые утверждают, что на самом деле Тамерлан великий амир, который принес ислам, и он уничтожал язычников-чеченцев, а те, кто был правоверным, он дарил мечи, и они получали от него все блага. Я слышал это. Есть такая легенда у ауховцев, она как раз и бытует, что они выступили против Тамерлана. Они выступили против Тамерлана. Он не перебил их и сказал, типа, вы же мусульмане, почему вы пошли против меня? Да? И, короче, те как бы... Да, смотри, эта легенда как раз, смотри. Он подарил им меч. Не, меч подарил, это другая тема. Это Гаюрхан, сын его, который предали свой народ, то есть предал своего отца и пришел. У Азина Вазара. Да, это есть. Я про что тебе хочу? То, что получается, что они хотели уже в тот период, в 13 веках, они, видать, оставили какие-то общества, оно было небольшим. И когда Тамерлан ушел с частью своих войск, ушел нападать на Хунзах в эту область, как раз таки ауховцы перебили его отряд, пошли нападать. Ищутига. В этот момент он сказал, вы же являетесь такими же мусульманами. Ну, если сказал, конечно. Документального, конечно, подтверждения у меня нету, кроме как легенды. Да, но я это чему все рассказываю. Возвращаясь к нашему аргунскому ущелью, возвращаясь к нашим башенным комплексам. На протяжении этой территории... Руслан Сарукаева читал ты? Да, конечно, читал, слушал, да. Да, очень хорошо у него вот эти по башням, он был очень сильный специалист. Я его смотрел, я с его именно материалом про Черные горы и наших орстхоевцев, я согласен на 99% с ним. То есть он четко описывает, и тут я не спорю с ним насчет орстхоевцев, которые от Галаши и до Ауха занимали все Черные горы. Ну ладно, я сейчас... Чеченцы проживают в Аухе с середины 9 века. От Эла до Пуа. Мы знаем, когда появились там вообще, упоминаются ауховцы, они намного раньше, чем 9 век, если что. Ну да ладно. Если можно, Баклам, как ты закончишь, я кое-что, какой-нибудь вопрос поднял бы, если можно. Ты уже. Да, мы сейчас по очереди, мы сейчас быстро закончим этот момент. Я проверял лезгинские башни, тех, которые по пути. Ну, у кумыков, само собой, никаких башен быть не может. Я смотрел, есть и даргинские башни. Я говорю тебе про автохтонные народы, которые в Дагестане есть, да? Я смотрел на аварские башни, которых тоже нету, и те, что есть, они очень далеко, вообще не близко не стоят к нашим. И дальше, начиная от Ауха, где были башни,
Шарое, Чеберлое, где были высокие 4-5-этажные башни. И они... Гольштейн, конечно, написал, что влияние соседнего региона играет. Он описал это. Да, там есть какие-то моменты, но они незначительные в отличие. Почему? Потому что Хуайская башня полностью идентична Сванской башне. То есть Сванским башням, которые до сих пор существуют. Хуай. А Уарсвай башня, она вообще не была похожа на Сюли башню. И Уарсвай это фактически наша граница горной части, которую защищали. Я говорю о раньше. Харкаройская башня тоже не совпадает вообще с дагестанскими башнями. И эти башни, эти дороги, Макажойская башня, дальше, когда Аюшик Баунас, Чеберла, Шарахдеш Баунас, Хакмадвай, Химуай, Сандхуай, Сербанш, вообще Терьяцар. Почему? Заметь, Грузия, Чечня, Ингушетия, вот именно эта область, Осетия, в этой области компактной, где проживали фактически мы и пару христианских государств, такие как Грузия и Осетия, остальные все мусульманские в основе своей, да, и Балкария. Я смотрел балкарские башни, они очень маленькие, напоминают чуть-чуть сванские башни, они наполовину. А адыгские это вообще другое, там замковые комплексы, но они другие. И именно наши башни отличаются от них. Я не знаю, и почему они настолько высокие, наши и ингушские. Я отдельно ингушей не считаю, потому что в то время не было отдельно. Это сейчас, после 17 века появились отдельно. А в то время не было никаких отдельно. И ты аргунский ущелье, так вот, поэтому аргунскому ущелью гинахон, организация хадуич саагуду, укаут ирвай больше хадуич шел году, мелхиство хадуич вож году, дышный больше желание хадуич отдельно что промежуток чупсига юка и латнич долдолча, дик метк человека. Все эти пути в основном они снабжали. Я почему говорю про шелковый путь и про то, что проходили. Некоторые норвийцы говорили, что у нас даже шелковый путь не проходил. Но я хочу тебе пояснить. Еще в 17-18 веках грузинские князья, царевич, мы этот документ публиковали, жалуются российскому царю, ну, российскому, московскому царю, называйте на тот период уже, как-нибудь Московии, говорит, он жалуется, что я прошел вдоль кистинских кабаков и наткнулся на город Чачан, и через каждые кабаки, когда я проходил, кистинцы заставляли меня давать дань или подать, или дарить дорогие подарки. Прошу с меня снять это обременение, Оли, жаловаться дашь, по-моему. В каких кистинских кабаках и откуда он мог прийти, если не через Шатили и Аргунское ущелье, он говорит. Эти пути были всегда стратегически важными, и через него как раз-таки заходил Тамерлан. Но Аргунское ущелье, не все же Аргунское ущелье, в одном и том Калинском районе. Сейчас я сегодня хочу довести до вас, послушайте. Ну, Осетия, там живут дигорцы, это и бывший Галгай. Нет, Коммок, это неправда. Дигорцы никогда не были ингушами. Дигорцы близко родственны чеченскому тэпу Лам-Эхкой. Они прямые потомки акинцев. И гаплогруппу их можете проверить. Их поэтому они носят фамилии Дударовы, Басаевы, Дудаевы, эти фамилии. У них нету ингушских фамилий. У них как раз таки чеченские фамилии. И к Галгаям они не имеют ни отношения. Галгай это 3. Кокалой был Галгай. Эти остальные это ингуши. Если не веришь, посмотри, они сами об этом рассказывают. А что касается дигорцев, дигорцы это наши лам-эхты и факинцы, которые смешались и с осетинами и остались там. А все ученые советского периода, ладно, я говорю сейчас, Махлита, посмотри советского периода ученые, они говорят, и все предания и легенды говорят, что это потомки лам-эхты, а эхты это чистокровные ногчи. Понимаешь, вот в чем проблема. Они не Галгай, они не ингуши. Ну да ладно, возвращаемся к нам. По Аргунскому ущелью. И теперь у меня вопрос ко всем, и в том включая Ибраима. Как вы думаете, назовите мне примерное число, сколько в Аргуне, Аргунском ущелье, в Итумкалинском районе, в Аргунском ущелье, сколько объектов культурного наследия? Число можете кто-нибудь из вас назвать? Я вам показал там штук 20 всего лишь. Можете мне примерно назвать? Культурного наследия. То есть они под защитой государства. Нынче они под защитой государства. 1000 чем-то. Нет, не так много. Я говорю только про Итумкалинский район. Нет, я имею в виду по всей Чечне.
Не, я только Итункалинский сказал, только Итункалинский. Ну, там, наверное, будет в любом случае где-то за 300 вперед говоришь. Теперь всем, кто не знает, что вы услышали. В одном Итункалинском ущелье, Аргунское ущелье, которое называется, Арби Адамаш, нет, находится, запомните и гордитесь своей историей, находится 456 объектов культурного наследия. 456, понимаете? Аллаху Не 50, не 100. Аллаху Акбар. Когда я узнал, у меня у самого глаза полезли на лоб. 456 объектов культурного наследия. Это не новоделы. Это только, я говорю только по непосредственно Итункалинский район. Только Итункалинский. Не Галанчошский, не Шаройский, не Чеберлоевский, не Шатоевский. Сейчас сердце трогнуло меня сейчас. У меня сейчас сердце трогнуло. Поэтому Друла. эти данные скоро, иншаллах, увидите. Они будут опубликованы, они официальные. Это ничего нового в этом нету. К сожалению, но мы сейчас договорились, я надеюсь. Так вот, мне здесь задают вопрос, говорили про Итона. По обратном пути уже было темно, после того, как я снял в Тазбиче две башни, Дюри-1 и Дюри-2, две башни 13 века, 13 и 14 веков, две башни, когда я зафиксировал. Хаскалинская считается одной из самых древних башен. Но я не успел к нему, к сожалению. Уже время было темное, и кадры бы вообще не получились. А по возвращению обратно мы остановились на чае. И так получилось, что туда зашел человек, с которым мы начали говорить на эту тему. Это самое очень важное и интересное, я хочу, чтобы все послушали. Здесь затронут очень важный один момент. И я спросил у него разрешения и сказал, пурблой сюэк идейц. Потому что не все так просто, как порой бывает. Аманат там дац или аманат. И как он мне говорит, слово в слово, я цитирую вам, чтобы вы рассказывали своим потомкам и рассказывали всех, кого знаете. Мы заговорили о нескольких темах. Первая тема – это непосредственно Итон. Кем же был Итон на самом деле? Какого происхождения он был ли он ингушом или вообще? На что он рассмеялся? Он знал 15 имен своих предков. 15. Он говорит, я не всех знаю, но знаю 15. И 15-й предок его был Итон. От него они пошли. И он знает и гары каждого, имена всех. Я обязательно, если вы на то желаете, я эти имена... Совпадает советское время записано, легенды. Совпадает пора с советским время. Амат Сулейманов не ношу. Амат Сулейманов не ношу барцу, не ношу барцу. Но я, чтобы понимал, что я Исмаилу, имя цель, фамилия. Так вот, и он 15 убасов, и он был чистокровным ченти, ногчи. Они себя никак иначе, как ногчи, не называют. Их отцы, которым по 100 лет, по 90 лет им рассказывали. Это один момент, что никакого отношения к ингушам они не имеют. И родства с ними не имеют, кроме как они всегда называли нашими братьями, единым целым. И вот второй момент, чтобы очень важно, чтобы вы запомнили, чтобы вы передавали. Речь зашла о осетино-ингушском конфликте. Я этот вопрос поднимаю не просто так, потому что мы видим десятки и сотни, хотя мы опровергали, но этой информации у меня не было. Дело в том, что во время конфликта, осетино-ингушского конфликта или ингушско-осетинского конфликта в 1992 году, беженцы, вот тут интересно, точное число знает, беженцы в количестве 200 человек из пригородного района, то есть из конфликтного района, приехали беженцами в Итункали. 200 человек были размещены в дом-интернат, в школе-интернат, и рядом с общежитием, в 2 домах. 200 человек. Девушки, старики, парни, 200 человек в Итункалинском районе. Приехали они на желтых пазиках.
Итомкали я не знал, честно сказать. Насчет Итомкали я не знал. Вот, Сободя, дальше. Я тоже, это самое интересное, что... Это время. Сободя, я сейчас расскажу. Вот этот круг, который я знал, что там творилось. Ибрahim, Сободя, сейчас я закончу, мы продолжим. 200 человек прибыли, их разместили в одной школе и в доме-интернат. Количество было точно, чтобы вам было понятно. 200 или с лишним. И тут момент. Само собой, он говорит, я был в то время молодым парнем. Говорит. И наши старейшины, заметьте, строго-настрого запретили даже смотреть в их сторону. И если кто-нибудь каким-нибудь образом, хотя бы даже пойдет на свидание, не сносить ему головы, а ищет указания базу. И все, действует жимстаг ваш. Единственное, что даже для нас было диковинкой, потому что у нас не так много жителей, говорит, в этом районе, чем 200 келстаг, тем более городские, он говорит, 200 человек мы приняли, говорит. И дальше он рассказывает, каждый день, каждый божий день, им не то, чтобы взять деньги или что-либо. Каждый день один человек по режиму каждый день убивал или Истар, или Бежандуша, каждый день. Пока они были там, они сказали, то ли 2 месяца, то ли 3 месяца, он сказал. За этот период, пока они были там, 2 месяца или 12 часов, они полностью снабжали их питанием, снабжали их всем, что есть. И ни один человек даже не подошел к ним. Вот такая ситуация была только в одном Итум-Калинском районе. Почему я вам рассказываю? Люди, которые использовали одного старичка, который там сел и говорил, что якобы через пост в Серноводск не пустили ни одного человека. Этот Серяжный, который рассказывает, что не помогли. Вот эти сказки и байки. Я был очевидцем и свидетелем, это могу на чем угодно поклясться. 92-й еще год конфликта, потому что у меня очень много было друзей в Алга, примерно был остался очень добр, Махай, в то время мы еще и не разошлись, как говорится, вся Чечня, и в то время Чечена, Ингушетия, там, в принципе, кого-то не пускать, это миф, это был сон, как сейчас помню, когда вот это все затеивало, сейчас пусть с любой метя, с глубоком sein Angela sein Reisen, sei очевидец, sei выгнал метегю и хилил метегеркой. Делегация, когда вот это начинался, вот это 200 сыр был на его лучан, да, вы там, суверенитет, книги, да, я понял. Когда начались вот эти пригородные район, разговор и Щелчана, лично в то время Дудаев, Хакайкин, в то время Халсбелтигаса, Богатырёве, еще Барбарсинарёв, Богатырёв ходил. Что там кивош душу? И на ханасана были доктордуаш. Ати матигди, ати кига садяши. Из пригородного района Болнаха, Хазалла бутига Ашбари Гала. Они уже там и отвоевывать ничего не надо было. Царь потихоньку хили баса, да метик шапьют. Вытеснять пеши, метик сега, короче, уже долго yok царь. Тебя аж Болнаха, Хунхайнха, самая элита такая, ингушская, примерно была, это пригородный район. И в основном Грозненский, Галгабад, Ишбар, всегда они представляли самую элитную часть Мусул, да, аристократию, самую. Ну да, самый зажиточный. Самый зажиточный. Самые такие были, Камилдас, Микаэл, Гуцериев, которые это было, я всегда с уважением отношусь и относился к этим людям. Но в то время ее Лучана, и когда этот конфликт начался, когда этот конфликт начался этот конфликт, оттуда назрали митинг, Шерпенигер, короче, Герзи. عندك دوغ حقوق حق إيش خوش إنكوش يتأجر داس بوك يبقى داس خوزا إيميل يولو تشاست الشيء ليش وشانا خوزا نروني نقطة سنة دوي يعني يولو تشاست دوي هالغاش كتوك جرس كدير كما زي مدح بيوشدر إنكوش يتأ بروست يوتنير يقول إنكوش يتأجر سنة مدر كابو كاكيست يا جورو
Я сам с этими ребят знал, конечно, всегда хуёшься. Это не суть, когда говорят... Не, ну, имеется в виду, может быть, они имеют в виду танки, БТРов не было. Герц примерно был, знаете, всегда. Его отсюда, я с ними ездил. Когда мы приехали, и всегда уанчана, 600 в то время, мерсене, дахватин, лячи, экипировки, каждый дахватин, ты вот, инца да госон, и цель фамилии сейчас, он цель, те вон, отсюда, ажа, что кузаца, он дешь даться, ارجع قطع ليلة تليوش إجازة طريق حلوة هات قطع شو ده نو تعام دي ده عواش تعوي عولي عوي عوي شو ده عواش كوا يوش ده تعام ما بوشه камион стеш слипсовский там вообще тишина была там да там вообще даже хода он но куда мечаду худу милду бо да это в начале был конфликт очень да нахан я чудо зума диртига зиедир пригородный район хазнехсан тига болгалгашен тахта азер дир не отрицаю это когда этот движение бас тига хасирно вот тига и тига курорт я иоча там по-моему шагылга урит я директор в то время директор вот они когда часть населения участвовала это наши разместить бетига он им отказал в этом курорте и сказал, это не моей компетенции. Гала, шварт метик, шушон выделить, общежитие, шушон, гостиница, шушон, в принципе, галгашин, гостиница, потому что половина населения Ингушетии проживала в Грозном. Это их родственники были. Я знаю, которые здесь сюда приехали, еще родственники больше разместиться один. В то время такого еще. Я его один не слышу. Юхвеле. Все, думаю, что-то у меня заморосило, что ли. Вот что-то по интернету позвонили ему. Пошла, сам ваша. Что-то пошла Матоши, стабильность походу. Вяпи, захоси. Слышно? Во, Вяпи, прием. Как слышно? Кайфуй, раз, два, три, четыре, пять, кайфуй. Все хорошо, не слышу. Что тут из заморосило, походу? Этот квест растворился, Ингушетии где-то по рынкам разошелся. Шикамаз, спецслужитель, контор всегда в то время таможенный, лячволчан. Бюсин ходан, долчан, хондак долчан, случай по телевизору, гойча, рэски, бархалец, уазик сены. Бар. Придется, как мулецем барханиш, в Джахаре охранять тига даючан, тига худу хажбы овчана. Ачхой мастан техбел, семашко, метигас, алдовиденки олметик. Тига рэски, уазик, воен, уазик, кинцар, сацаир. Вы что делаете на территории суверенного государства, ЛДАС? Во время суверенного государства ЛДАС вы нарушили границу Алучкошпача. Какая граница? Мы на территории Ингушетии, барцы. Какая территория Ингушетии? Кто вам сказал? Да вот, бат, алхаквати, мочи. Мочи, зерхан бахкин, ишхак бахкин, бас, граница, граница, куда еще, дагой, ишбух. Бать, алл дуйбал, помнишь, что смахивался по телефону, куда колонна двинулась, вы что, хотите нас еще с ченцами поссорить? Кто вам сказал про границы? Нет у нас никаких границ с ними, бог, да, какие границы, бог, да, смахивался? Это было после звонка Джахару Аушеве, она будет тебя с провокацией, ешь. Немедленно, дуй, короче, да, ты с тебе ища. Ища тебе, да, тебя, питан. Да, в то время, и питандер. После этого с Исламбеком сиговал, что танк наши эти съеды лобошла, не? Если можно. Помощь братьям войнахам, ЛДС, Хаилин, пунктшир. Братьям Ингушам, Хаилин. Дейл Коран вардуйба юшос, мадвал нохчетига ахчанс, щенёлчат, хасболчат, чурхадян, герз дамадортига, мелдулхум дамадор. Куда это дальше девалось? Я был свидетелем, когда вот с одного места вой нохчи халха вахтит, хасболчат. Галгаш бас хаид. Охузара,
эти биха перепродавать еще на месте уже и спекуляции волинер. Это наха. نص متجع يلا لازم شركة جوكا كموت وين أنت بلا نحن دوهم خلصنا أساس بوتي أنا نأتم نجيت تدريستي. Это как всегда. Насчет гуманитарной организации, наших беженцев. Вы беженцы тебя хилил списки, гуманитарные списки составлять течана, и когда ты в гуманитарных организациях тебя население полностью пригородного из Чечни доехали население полностью список шукаером. Это там 200 чем-то тысяч беженцев было. 220 марцев. 220. Да, я тебе могу поклясться, даже гуманитарная организация на их территории хватит на условиях 50% шейна бутигер ингушистов без 50% нанимать пешпол, на будь рабочие места шалить. И шерстик хиттин. Лелю палаточный лагеря, кан ламшей тигана, раздать те, что латни, что если палаточный лагеря хватит, сюда подвести эти за счет гуманитарных организаций, свет, газ, ёлома. После того, как эти палатки все это сняли, эти земли они продали с подводкой коммуникации, ЮРЛ, да, 3 дорого, да, чуешь, да, асфальтирование, школ, ремонт, чир, короче, да, духом, дефтика гуманитарная организация, за счет этих гуманитарных организаций, там, بيت خلصت كان آخر أسم ده بيت كدوت أنا أسم ثاني خلاه خلقي صبور أسده ساس يعني يدو сам нагрузки передуем и школать. И половина из этих беженцев, которые были в списках, пригородный район, полностью обеспечен. Чечня был беженцев, не в списке школы. И все получали помощь. Аусов сказал же. Вообще статус беженцев получили. Еще получили КамАЗ-центр Ёлчига Цигаяс, вот зрение, из гуманитарной организации. Счет этих Евросоюз выделить примерно было. Поэтому говорить о том, что наоборот, как бы это социальный бутика, Гергер, я когда начинается этот разговор, я им объясняю, говорю, я еще живой свидетель этих событий. Если мозги новому поколению пудрят и делают, например, из нас каких-то врагов, я говорю, значит, кому-то это надо, не знаю, я говорю. Ну, кому-то надо, ладно. В 94-95 году Если можно, пошла, я одну тему поднял бы, если вы закончили. И шла. Что-то все, да, что-то пропадает, все что-то заметил я. Вяпи, Тём, как слышно? Нахожу история. Все. Что-то пошла, мой сын что-то моросит. Связь, юха, астун, сихся, гучер бол, иш, гамел деш, бершик. Да. Somsa şun bale vel isur tadakır, çür ere vel yok çü eniz düdet savur açu. Assalamu alaikum. Ve aleyküm selam. Буквально так, Федот, я говорю, стирочки, холодильник. Muhammed, sobar dela. Muhammed Amagel, sobar dela. Ibrahim, itsvala valitinu. Sad, dolitar donog, вопрос. Микшу. Что? Ахали вала, Ибрахим. Сурака тахляса дыркой, его, короче, Ахмад Сулейман упоминает Аргунский, Ущелье, Юча, с первым мохтем связана дырка. Он написывает, что суракат это как раз вот вторжение или татаро-монголов было, или было до этого какой-то период. Монгольские нападения, да, и монгольские. Татаро-монголия это уже более, да.
Сравнение. Симсир государство. Это уже до восточной части. Поднялся в Аргунское ущелье, хотел обосноваться Терловское общество вел Меттигят, Сигаха, оставил своих вельмож, те, короче, как бы с местным населением общий язык не нашли, ушли, и дальше ушел Дагестан, Канигадол, и Хунзарский пласт, и Цигдя. То есть в своих источниках, примерно была связана династия Сураката, Аварских ханов, начало юга, примерно, да, они сами пишут, что Суракат не был коренным этим аварцем, он был из Орос, примерно была, да, Орос. Из рода Рос. Но ошибочно вот это приписывают к русским. То есть они говорят, что если после власти Сураката они должны были передать власть или армянам, или грузинам, а это уже идет типа христианство или лаха, какие-то вот эти отношения. Мужской передать. Это тема, которую можно было бы развить в раз, потому что обязательно говорят про это. Ибраим, обязательно по да, обязательно рассмотрим, поговорим об этом. Просто сейчас по очереди задаю еще вопрос. Я приношу свои большие извинения. Не, все нормально, Ибраим. Все нормально. Все нормально, по очереди все задают. Ибраим, Дел Расул. İbrahim Хунча духом шхылыч, Хунча дах yok. Palbu no единственный режим кайчаги душ дикшерду. Мухаммад Амагов, Фухат Рачвара. هما خاطر كواتو توصيرنا وستيخم صوتو دعني تغيرتو دوك حيخ دا شغلتو غلط نص دينا كلام قالوا ديجين يلا خذ كروستي ناس كبيت أكه يورت ناس يورت بقيتنا إلى كروست بوم شو تجينا أدخل بس تغير شوت متك شو تغشو أخو شو كروت ناس غالة يو قدر ميسي يو نرجي يورت يو ورس مرتاني يوان السنة وقت تقول في الأساس أنت سنة وقت نجرني تلاقيه كان كور خدا كل عول وري كل حلا وري بوش عندك تكدات سؤالين ده الدولة ما ده يسلوش просто да غير просто صدعار هو Дему, которую я хотел история чеченцев, Собордела. Сейчас я быстро, у нас здесь вопросы задает. В Мялхисте был один пастух Сюли, и он всегда пас по всему Аргунскому ущелью овец. Когда он убежал из рабства, он пошел к своим, начал рассказывать, что он владел всем ущельем. Бах Мялхисте, ой, вошел. Салам алейкум. У нас в Гиляни старейшины приняли Сюли. Сейчас называют себя истинными гилнойцами. Гилнабовду. Но это уже, я знаю одно. У нас была традиция, всегда им напоминали и всегда знали этот момент нашими предками, который входил в этический кодекс непосредственно, чтобы напоминали время от времени, что они пришли, что они, кем они являются. Это нисколько не оскорбление, это просто дает людям знать, кто они есть. Что касается остальных моментов, почему я это рассказал? Не для того, чтобы именно рассматривать конфликт Ибраимсом. То, что Ибраим рассказал, мы все это уже и говорили в эфире, и рассказывали. Я непосредственно говорил с представителями людей, которые непосредственно сами ездили, отдавали полные багажники оружия во время этого конфликта и всего остального. То, что Кавказ, гостиница и многие общежития в городе Грозном были забиты беженцами из пригородного района, это все, я понимаю, здесь прямая дорога, асфальт, это все ясно. Но чтобы было понятно, речь идет, я почему это рассказал, это и Тумкалинский район. Это труднодоступный район. Даже для жителей Грозного сегодня там сплошной асфальт, да. Но на тот период проще добраться было намного в Грозный.
и это было меньше проблем. Но несмотря на это, и тумкалинцы в этот период, несмотря на то, что маленький район, финансово, то есть там не нефтедобывающий, там, то есть скотоводство, вы знаете, да, в горной части всегда проживает у нас меньшая часть людей. И это уже сегодня в процветающей республике, когда все нормально, там проживает всего лишь 6500 человек во всем Итумкалинском районе. Поэтому я вам говорю, для того периода, чтобы люди знали, даже в Итумкалинском районе, алейкум ассалам, приняли до 200 человек. Может быть, это немного в глазах, но когда говорят, что не приняли ни одного, не приняли вообще, не помогли Бог, что чуть-чуть больше, опровержение. Что касается башенных комплексов, которые были там, насчет культурных объектов Аргунского ущелья, их я обязательно, как я вам сказал, и насчет Терлоевских я тоже опубликую. Поездки будут продолжаться, да, несмотря на мои технические и финансовые проблемы, мы всегда понемножку начинаем показывать. И вот эти вопросы, которые задавались мне в эфире, я вам отвечу. Дальний, ближний, русский, дальний и ближний русские придумали, мне кажется, как Северный Кавказ и Закавказье тоже русские придумали. Но терминологию, да, Башлам, насколько древние башни в селении Гухвай. Но наши башенные комплексы, которые есть, допустим, в Мелхристе, начинаются с 13 века. Точно так же в 13 и Тумкалинском районе в основе своей все башенные комплексы 12, 13, 14, 15, 16, 17 до 18 века там башенные комплексы. Все вот в этой области, чтобы было понятно. Мне один дедовец написал, я отвечаю, чтобы вы услышали тоже, написал, почему ты не говоришь об имаме Шамиле, который тоже строил башни на территории Чечни. Отвечаю этому дедойцу и всем, кто меня слушает. Имам Шамиль не строил ни одной башенного комплекса или замкового комплекса на территории Аргунского ущелья, Галанчурского района и везде, где бы я ни перечислял. Имам Шамиль, при имаме Шамиле есть документы, и описываются они четко, как разрушались, как бедные шаройцы в количестве 30 человек были сожжены за неподчинение имаму Шамилю в башенном комплексе, как Чеберлоевские башни были уничтожены имамом Шамилем, тоже есть информация, не только башенные комплексы, но и тайпы. Как были уничтожены точно так же Мехтией, вы знаете, да, тот самый котел, на котором были по некоторым данным тайповые гербы, по другим данным тайпы, названия тайпов. Что построил имам Шамиль? Имам Шамиль сделал две столицы. Он построил небольшую часть Ведено, от нее осталась стена небольшая, которая вообще по архитектуре не напоминает чеченское зодчество, поскольку уже на тот период у имама Шамиля были такие зодчие и такие стратегии военные, как с Египта, с Ближнего Востока, как перебежчики русские или поляки и так далее и тому подобное. То есть это хоть и небольшое количество, но строители, там кто-то отливал пушки, кто-то строил башни. И эта крепость, она очень сильно отличается. Ну, допустим, возьмем Назрановскую крепость. Она тоже не напоминает абсолютно зодчество тех же древних ингушей, да, или которые находились там в Джайравском районе, которые строили, и построена крепость Назрань, или же крепость Грозная, или же крепость Кизляр, они отличались. Кстати, по такому же типу на рисунке вы можете увидеть крепость Ведено, которая была построена при имаме Шамиле. Две столицы, одна в Дарго, одна в Ведено. Других никаких документов, что имам Шамиль построил хоть один башенный комплекс, замковый комплекс или что-либо, документов нет. Об уничтожении документы есть. Любят его, не любят, речь не об этом. Сейчас не об этом. Вы говорите об исторических документах. Я отвечаю этому дедойцу со всем уважением. Я ему написал в эфире это тоже самое. Башла, можно я добавлю для дедойца одно слово по имаму Шамилю? Чтобы он, это может быть предметом гордости и для дедойцев, и для чеченцев. Имам Шамиль впервые применил окопы против артиллерии. До этого, кроме горцев Кавказа, никто не использовал окопную защиту. Поэтому уже в то время было бесперспективно
строить какие-то либо замковые комплексы, потому что уходили в землю, защищаясь. Редуты раньше ставили до этого. Да. Впервые окопы были применены именно горцами Кавказа, то есть в Имамате. Вопрос, Вот Башлам, если не сложно, назови самую молодую башню в Чечне. Не сложно, самая молодая башня в Чечне находится в центре города Грозного, рядом с мостами. Это молодые башни в Чечне. Ну, это, конечно, ирония, отвечаю. Молодые башни, ну да, Грозненские и, наверное, Герменчукская башня тоже, молодая башня. Остальные, то, что находится в Галанчожском и Тумкалинском, Шатойском, Шаройском, Чеберлоевском районе, эти башенные комплексы, они имеют свою историю, они старые. К сожалению, ханкарские башни были уничтожены и не восстановлены, то есть Сюйлькуартах. Там говорилось, были две башни, которые ныне Сюйлькуарт и пригородные Олшмет-Кшуиш. В этой местности указывается учеными, что были две башни в честь победы над Крымским ханом построенные, но их уничтожили. Вот. Их нету. Точно так же Эрзангал, неподалеку от Эрзангал, то есть это получается Черленое. В этой области тоже был башенный комплекс, они тоже уничтожены. Но вы должны понимать, допустим, чтобы было понимание, в Аухе были башенные комплексы, Ауховские башни тоже уничтожены. Эти места, там, где Ермолов, там, где казаки, они ничего не оставили. Как и чеченское население не оставили междуречье Терека и Сулак. Вот такой вот ответ. Задают вопросы. Уважаемые друзья, не нужно мне задавать вопросы. Я же написал. Вот видите снизу номер карты для поддержки нашего канала. Кто хочет, там есть реквизиты. Кто в Европе, через Donation Alerts. Я указал реквизиты. Если вы хотите поддержать, не нужно писать мне этот вопрос в личку, а вот здесь указаны все номера, если у кого-то есть желание. Если вы таким образом пытаетесь меня отвлечь, но это самим вам должно быть. Я никому ничего не говорю, каждый делает то, что он желает, и от своей души, кто хочет поддерживать, кто нет, нет. Вот так вот. Дальше продолжаем. Все, я в принципе ответил на вопросы. Если есть вопросы, Ибрахим, отправляйте. Из Телеграма у нас 28 участников в прямом эфире. Вы тоже можете задавать вопросы, если у вас есть по данной проблеме. Башлам, могу я один момент дополнить по поводу вот притязаний наших соседей на Галанчожский район? Конечно, конечно. Вот смотри, эта история, она известна, когда пришли крестоносцы в Галанчож и устроили там церковь, да? Ну и были изгнаны они. Да. Вот я даже могу тебе прямо сейчас прислать эту книгу, название, где там описывается. Там все это описано, оно все известно, но там есть один интересный момент. Человек, офицер, там историк, который записал эту историю, который побывал в Галанчожском районе у озера Галанчож, это было где-то 150 лет назад. Если у вас есть вопросы, пишите. Что события, которые происходили, ему передали, это происходили где-то 400 с лишним лет назад. Ну, кругом-бегом более 500, около 600 лет назад это происходило. Так что он там описывает? Он пишет, что со стороны галгаевских обществ пришли монахи в Галанчож и стали строить. То есть они пришли оттуда, с галгаевских обществ, то есть на территории Галанчожа, озеро Галанчож, там селение Галанчож было, никаких галгаевцев не было. И после того, когда они были разбиты и изгнаны, они по этой же дороге, там описывается, оттуда, откуда они пришли, именно в эти галгаевские общества, они туда были изгнаны. То есть вот эта история, она описана. И сегодня... Да, и сегодня я закончу. И сегодня, и сегодня он описывает, этот историк, и сегодня потомки акинцев и терлоевцев показывают место, где это было последнее кровопролитное сражение, где они были разбиты и разрушили эту церковь и так далее. Поэтому там описывается те, кто с ними сражался, кто там жил непосредственно, и те, кто откуда-то пришли. Аллахин башлам, ладошвама. Теперь я хочу эту историю, я ее читал, я хочу тебе дополнить. Во-первых, речь идет о Тевтонском ордене, о тамплиерах, которые пришли. Во-вторых, здесь указывается в этой истории, говорится, что они пришли. Но после того, как они пришли, они не были сразу уничтожены.
что они пришли со стороны галгаевцев, это так. Что они пришли, они поговорили, им позволили построить эту церковь на высоте, высокой этой горе. Да. И у этой горы, сейчас я тебе поясню тебе, что у этой горы было 4 выхода на 4 больших общества, которые входили в это святилище. Это святилище было с 4 сторон, они входили туда и проводили ритуалы. Но возник вопрос, они некоторыми даже породнились. Это приписывается моему родовому тейпу. То есть они говорят, что потомки, то есть они говорят, что это предки Эксбату, тевтонцы, якобы пришли. Но и дальше, я тебе поясню, эту статью я читал, я потом с этим человеком встретился, само собой, он потом сказал, что он был неправ. Дальше продолжение как? Это святилище и представители вот этой знати, которые пришли Тевтонского ордена, они само собой говорят, что они принесли огромное количество денег, и они начали родниться, но начали показывать, что они привилегированный класс. То есть они начали сейчас вести себя высокомерно. И в этот момент терлоевцы, ламакинцы и другие нашхоевцы там перечисливаются даже. Эти общества начали их убивать. Они многих поубивали, часть из них, которые же вели себя нормально, растворились среди остальных обществ чеченцев, а остальные были перебиты, убиты, и этот храм был уничтожен. На это ислам, там 4 входа было, они там проводили свои оккультные дела и так далее, об этом рассказывается. Но проблема, что это, да, это легенда, да, это рассказ, но искали люди, кому бы приписать это. То есть какой-то тейп, там говорится четко, что там остались какое-то количество от этих людей, остались, которые себя вели достойно, показывали свое мужество и доблество, поскольку они относились к аристократии, и разошлись. Некоторые говорят, что это Садлай. Некоторые говорят, что это там Эрсбатлай. Некоторые говорят, что это другие. Почему это, вот этот миф, никто не знает. Но этот миф, он заканчивается на том, когда появляется генетика. То есть, когда мы получаем генетический код, ДНК-анализы. По ДНК-анализам у нас нету никого из этой области, который там пришел бы и оставил бы свое наследие. У нас нет такого. Поэтому вполне возможно, что они их на этом месте уже после того, как они себя почувствовали, начали вести себя высокомерно, они их уничтожили. И храм был разрушен. То, что в Галанчожской области приходили миссионеры из Грузии и пытались распространить христианство, особенно сильно Тируай Муахка, особенно сильно Лам-Аки Муахка, мы это знаем. Что это не прижилось, мы знаем, что они оттуда тоже были изгнаны и ногчи оставили за собой верование старое, это тоже знаем. Все речь идет о доисламской, чтобы было понятно, это доисламское время. То бишь это больше 1400 лет тому назад, чтобы люди понимали. Вот такая ситуация, об этом я знаю, я его читал. Но что они пришли с этой области, конечно, придут с этой области. Тот, кто знает, где находится Галанчож, он может непосредственно, тот, кто знает пути туда, должен понимать. Или же им нужно было пройти через Шатой и Тонхали, и потом уже пойти на Галанчож, или же просто пройти по ущелью, где проживают галгайцы. Это было намного ближе, и, само собой, пути проходили. Там была плоскостная территория. Как мы знаем, это Низовье, это дальше Назрань, это Дарьяльское ущелье, это военно-грузинская дорога, то есть выход на Европу, грубо говоря. Поэтому Хучарна, это мы знаем. Но, опять же, еще я заодно по этому вопросу отвечу. Мне многие пишут, шутайпом, галыш, даршум, галыдар признать, где вот у меня есть артефакты и доказательства, что шугала дубов, все это хамел дэшку. Шудукдаш. Вот на протяжении, наверное, 600 лет Эхшбатуай, я про свой тейп говорю, за других я не говорю. Эхшбатуай точно так же по крови с ними единые тейпы. Энгнуай, Гуардлуай, Дишни, Цеси, Мазархуай. Это те, которые имеют одну гаплогруппу Бахшунасши.
относящие. Дышни имеет несколько, но одна из ветвей тоже имеет. Братья Цеси, Мукуай, все вот эти тейпами жили одной семьей и являлись одним единым целым. И мы себя не считаем, Галга, никогда не считали. Со всем моим уважением к вам, ну нету, бац, бату, Галга. От того, что один из наших предков имел среди вас авторитет, и он попросил вас спуститься с гор и сказал: осядьте на плодородных землях, где находится Назрань, это не обозначает, что мой предок, наш предок был ингушом. Не был он. До 1860 года не было такой автономии, как и название народа ингуши. Не было такого никогда. Шудук Дахадж. Только в 1860 появилось. А названия, как Галгай или ингуши, появились в 18 веке. В 1770 впервые это зафиксировано. Если вы начнете говорить про глигвы и остальное, но мы себя глигвами не называли. Мы не называли себя другими названиями. Ну, солнцашу, кахудист есть. Если ашдубаха асбашу, эш батуай шаш нохчи дубоша, нохч махвай тухом юпредоша, жимтай, да, нас-то и самих не так мало. 35, почти 40 тысяч тейпана, шаш анна хадил дуцаха, или яхиеш бумяч душу. Я не понимаю этого. Или вардуай ишжа доктейп, энгной кик доктейп, ну, мы не знаем, откуда мы произошли, чья у нас кровь и все остальное, я не знаю, что кахудист есть солнца. Пошла. Анекдот, он, короче, да, вот так, вот, короче. Если он багар, короче, вот, масала, с этой пишет, вот у нас на родовых надписях пишут во пишут. Он говорит, говорит, что голова душу пешкой, короче. Ну да, точно так же. Здесь Нохчу пишет, Башлам, Хуай это исконно Нохчи, древний тейп. Есть город Хуай и в Иране, Бах. Как это объясняете? Очень просто объясняем. Мы указываем конкретно, указываем и говорим, название есть очень много. И сегодня в Азербайджане, есть и в Армении, Нахичеване, есть и в Северном Афганистане, и в Иране. Эти названия есть, эти древние, но это говорит только об одном. О том, что у нас древний язык, который близко родственный хуритскому, урартскому, некоторые говорят шумерскому. И вполне возможно, поскольку у нас древний язык, или же кто-то из основателей от нашего названия дал, или кто-либо, без разницы. Вот таким образом, каким-то образом, которые разошлись по всему миру, просто перенесли. Чтобы вы понимали, не было такого понимания, когда Ной на своем ковчеге пристал к одному месту, и у него не было, вот мы потомки Ноя, мы один народ. У них не было этого понимания, чтобы вы знали. Или наше название армяне, или наше название Азербайджан. Тогда не было. Из разных обществ прибивались к сильному тейпу или обществу. Из него потихоньку они сильнее становились, мощнее, образовалось государство, образовался этот сильный, передавал свой язык, свое название. От него уже перенимали, и появлялось таким образом и название народа, и название языка, я не знаю, или язык появлялся. Вот таким образом. И все. Ничего тут нового. Почему мы говорим, есть одна из версий появления чеченского названия нашего этнонима, самоназвания Нахчи, что мы народ Ноя. Мы же не говорим, что остальные не народ Ноя. Нет, конечно. Одна из версий, еще раз повторюсь. Народ Ноя, просто мы от Ноя и взяли это звание Нохчи, Нахчи, без разницы. От этого пошло название. Но мы не говорим, что другие нет. И точно так же каждый берет от чего-то там. Армяне от своего, азербайджане от своего, казахи от своего, ну, если кто дал. Может, русские, может, завоеватели дали. Допустим, нам завоеватели пытаются, они навязали нам название чеченцы. Это не наше название. Оно никогда не было. Точно так же завоеватели назвали ингушей ингушами. Чеченцев назвали чеченцами. Там разделили, Дагестан назвали Дагестаном, потому что он не был Дагестаном. Это название тоже им дали. Это были разные общества, это лоскуток из разных национальностей. Грузия тоже получила свое название от персов, Гурджистан.
и далее и тому подобное. Поэтому нужно это понимать, и откуда появились. Вот появились это уж, что мы древний народ, древний язык, и вполне возможно, что один из нашего народа основался там и название дал там, и все, ни больше, ни меньше. Башлам, кто такие Нарт Орспай? Про Нарт Орспай я рассказывал. У нас были Орспай, Нарт Орспай называли именно это общество из всего чеченского народа. Выбирались войны, а войны были устрашающие огромными телами, двухметровыми, ну, имеется в виду, это элитные войска были, которые охраняли непосредственно от Галашек, грубо говоря, Черной горы. Как раз об этом говорил Руслан Арсунакян. И заканчивая Ауха, это Шатой, это Курчалой, это Аргун. Ну, тот, кто понимает, Черные горы. Можно поменять тот современный полоса защитная. Это вот только когда в горы вступаешь, это лесными массивами, черными горы называют, их охраняли Нарт-Орстхой. Орстхой их называют. Они по всей территории, начиная оттуда и заканчивая нашими землями Ичкерии и Аухом, вот до этой области, там, где горная лесистая часть. Они защищали этот кордон, который только первый. И там они набирались из разных чеченских обществ. Чуантруай, Пешхуай, Чэнти, Мелхи, со всех. То есть Мехкел принял решение, чтобы у вас было понятие, как это происходило. Мехкел принимает решение. Вот наша земля, наша родина. И для охраны этой родины, то есть глубинки ее, не плоскостные территории, для глубины защиты этой родины должны предоставить каждую тейп из самых сильных, достойных воинов. Вот их собрали. Ныне их называют, допустим, спецназ, да? Назовем их элитные войска. Или, я не знаю, морские котики, чтобы вы понимали, военное сословие. Вот точно так же Орцдах, первые, самые сильные войны, чтобы враг был устрашен, боялся, высокие тела, светлые в основе своей, голубоглазые, дакки дома, что же, из каждого тейпа, пешхуайц, антруай, кебеш, дишни, недишни, масера, юкера, каждый тейп должен был выставить определенное количество воинов. И эти войны по всей этой территории занимались защитой, обороной нашей Родины. Это не говорит, что они были передовыми, нет. Плоскостные территории уже дальше были остальные войска. Но эти горы, именно начиная оттуда, появилось название Нарт-Орстхой. Дакки дома, что ж, красивые, чуть ли не великаны. Это передалось через легенды. Я вам поясню, моя бабушка, ну, я тоже уже не молодой, как вы знаете, моя бабушка рассказывала мне непосредственно, кого называли. Она говорит, что слышала от своего отца и ей рассказывал свой отец. Когда они видели и Тумкалях, они в то время, когда занимались, когда они видят, до сих пор, они не называют их Уарстпай, до сих пор, когда они видели огромных людей, они по памяти своей называли всех, у кого большие тела, великанами, и они называли Нарт-Орстхой или Орстхой через А или Оз. Ну, эта транскрипция зависит от диалекта. Суть одна, что это войны. Вот эта каста людей из всех тейпов, поэтому сегодня, когда Орстхой сдают ДНК, у них близко родственные появляются и Бенуай, и Цуантруай, и Эхки, и все остальные. Из-за этого мы видим одну и ту же ДНК. Мы никогда, ногчи их не называли, никогда не называли ни кипчаками, не называли их пастухами, не называли всем остальным. Они не были ни пастухами, ни имеется в виду в плане каком. Конечно же, животноводством занимались все горцы занимались этим. Но Орстхой, Эрстхой, Орстхой, по-разному все называют. Смысл, как бы ты ни менял буквы, это одно и то же. Но Орстхой, Ошпешбу. Но что я хочу сказать про Орстхой?
Орсква была военная каста. Многие со мной, кстати, у меня идут по этим вопросам очень сильные жаркие дебаты и идут спорные вопросы. Вот как раз-таки они были, вот, и это название после определенного времени они разошлись. То есть части разошлись, кто-то примкнул своим тейпом, и большая из этих частей осталась в Галанчожском районе. В той области, где проживают, сверху живут акинцы, ламнахки, снизу живут орсква. Вот они за собой, как нынешние, как пример вам приведу, нынешние кистинцы, кто такие? Чистокровные кисты, кто такие? В Панкийском ущелье. Это тейпы. Дишни, Майствай, Нашхвай, Экки, Хильдиарвай, Мелхи, Ирвай. Вот 7 тейпов, которые являются чистокровными кистами, которые на протяжении последних 200 лет сохранили это название. Но, несмотря на то, что их зовут кистинцами, панкийскими кистинцами, они являются нохчи, потому что они дишни, чанты и так далее. Но зовут их кистинцем. Точно так же их называли Нарт Арсквай или Орсквай. Но эти же Орсквай состояли из остальных. Поэтому экки говорят хунюк и нишбо, трах хабюльбо, и записано это есть. Я одного пошла, не слышу. Лепа. Сухаси. Пошла, пересойти, тебя не слышно. Уходишь, вац. Короче говоря, ой, нарт нахдуй. Хэшу. А так, что массу аурел, бях мобилаш, но трафик, да, я лерса, и нужно было... Это, больницы нападают, это через интернет, понятно? Да, нападать, да. Это яйца пошла. Вот, вот таким образом, вот это предание, устное предание, которое осталось от наших предков, оно точно таким же образом обозначает великан. Великаны, войны, вот что обозначало когда-то, по крайней мере. Про отдельный народ или отдельную нардскую, я не знаю, как, откуда появилось оно там. Я знаю, что об этом предании есть у карачаевцев, кажется, у осетин есть. Даже некоторые ингуши начали сейчас к себе приписывать, якобы нарты это наши. Но, насколько я знаю, эти воины, вот кем они были. У нас есть вот такое доказательство. Вопрос, пошла. Да. Пошла. Задавай. Многие, вот, масала, цатуата, варса, короче, орстхо. Орстхоуис, короче, без какого он тейпа, я не вспомню, орстхоуис, короче. Вот он мне, помню, рассказ, вот вы ду нарт орстхо, это мы орстхо, короче, халица, это именно мы, короче. Вот современный орстхо, это нарт орстхо, или как правильно? Это вот. Ну, одно и то же, орстхвай, разница есть, суть одна и та же. Не, инах бой, бой тукум, моту орстхо, тукум, да? Вот это они нарт орстхо, либо это разные, то есть разные люди, или что-то ситуация, как это, ну. Они, я же объяснил, это остатки от тех военной касты, которая у нас защищала Черные горы. И они остатки не в обиду. Имя получили от этих нартов, да, грубо говоря. Да, они переняли за собой. Ну, как кистинцы остались за панкийскими, точно так же орстхойцы остались нарт или орстхой остались за ними. Вот и все. А насчет этих двух версий, что орстхой берут свою наименную цель, от аштхо, либо от арц, либо лесистая там предгорье. Ну, это есть версия, это уже лингвисты занимаются. Я тебе сказал о своей версии, то есть то, что я узнал. А то, что там они были арцхдоули, лесистое место, но эти версии есть, вы его читали, они свободно. Село Хай является Цоринским, оно находится в Чечне. Чье это село?
Ирисхан Алдамов. Ирисхан, давай скажем так. В Чечне есть второй, они являются чеченцами. В Ингушетии есть второй, они говорят, что они ингуши. Но их большинство в Ингушетии, и сегодня Цхорой Лам находится в Ингушетии. Нохчи с ними это не оспаривают. Хотя есть Нохчи Тайп Цхорой. И их никто никогда не будет не ущемлять и говорить, что они не чеченцы, тоже не будут. Я тебе поясняю. Если сегодня получилось так, что Хай, гора, или село, или земля оказалась на территории Нохчичуя, значит это Нохчичуя. Будь оно Цоринским, будь оно другим. Почему? Поясню тебе. Несмотря на то, что сегодня правая сторона Фортанги, Мартанки, ныне старое название, осталась в Чечне, а левая сторона осталась в Ингушетии. По левой стороне живут Уарспай, по правой стороне живут Уарспай, которые относятся к Нохчи народу. Вот. С той стороны их земля и с этой стороны их земля. С этой стороны Нохчичуя, с той стороны Ингушетия. Я надеюсь, я тебе ответил. Нас разделили когда-то. Мы сегодня две республики. Но территории, которых ты перечисляешь, Маслабас, Галанчорский район, которые были вернули в 2018 году, Евкуров вернул. Валлахи, биллахи, талахи, именем Аллаха я могу поклясться, и может любой эхи вам поклясться, любой цьечо межу может, любой очкой мартановский вам может поклясться и сказать, что эти земли всегда на протяжении последних, как сказала Марьям Арабханова, на протяжении последних 150 лет они всегда были чеченскими. И во времена Ичкерии. И только в 2009 году каким-то странным образом сам Евкуров передал, что их подсунули. Подсунули, и он спросил, ему утвердили, что это да, что это ингушские земли, и он подписал. Но когда ему доказали, что это не его земли и никогда не были, он эти земли вернул. Все. Если можно, я эту тему хотел поднять. Вот почему-то говорят, там есть норница. Если она сегодня находится на территории Чечни, мне этот вопрос задавали. Если она находится по реестру государства, находится на территории Чечни, это чеченская земля, это Нохчичуя. Если она находится в Ингушетии, пошла, если можно, цагум дарсатиц. Точнее, хатер дарится. Вот есть нападки, вот Норница, вот я встречаю это постоянно, там, Норницких каналов, там, очкой Мартан, Ингушская, это. Но это понятно, это на своих нацистских амбициях строят, короче, это понятно, что это такое, короче. Ну, давайте быть честными, хорошо. Смотри, сегодня, как ты упомянул, как оно является, есть две республики. Ингушская республика Галгайче, как бы ни странно случалось, я первый раз только слышу Галгайче, я всегда слышал Галгай Мохк. И под Галгай Мохк я всегда помню в детстве, когда был маленький участок в Чайрахе, метр на метр, да, грубо говоря, аж сегодня Галгай, ну не сегодня, вот 90-х, да, но все равно Галгайче. Ну сейчас не суть, оставьте их этноним. Не суть. Большинство ингушей, которые живут сегодня в Ингушетии, я не говорю со всех ингушей, потому что есть многие ингуши, которые живут в Европе и в Турции, себя называют нохчи, то есть, да, им проблем нету. Именно говорю со тех, кто живет в Ингушетии, то есть большинство, которые вот попало под эту пропаганду, под эту ангушскую насрановскую милицию, ну понятно, да, история это. Считают себя отдельным народом. Ну и кто-то, там, давай получается, хорошо, да, выходили в свою республику, мы хотим в свою, проблем нету. Но давайте быть честными, когда Чечено-Ингушетия раскололась, когда мы остались в суверенитете, независимости, они вошли в состав России, грубо говоря, да, вот такая история там присутствует, они сами вошли, потом там, ну это долгая история. Ну о чем я говорю, то есть? Сами же ингуши говорили, мы хотим территории 1934 года, Соколцевяла. Они это прямо на митингах говорили. Давайте посмотрим карту 1934 года, Соколцевял, можете перепроверить. Сунчинский и части Малкопекского района чеченские. Так, я задаю вопрос. Сейчас мы находимся в составе Российской Федерации.
мы как законопослушные гражданины этой федерации страны, нашей, да, с нашей страны, почему мы сейчас не можем по законным правам, которые были в 90-х, да, насчет этих двух районов, почему сегодня мы как в Тверь Республике да, мы не можем ее вернуть? Мы не можем вернуть, но почему? Я могу тебе ответить. Я понял твой вопрос, я могу дальше, можешь не продолжать, я могу тебе ответить. По соглашениям 2018 года, по войнавским братским адатам, 77 тысяч гектар земли, туда входили селения Карабулак, Троицкое, Аршты, Даттых, часть Малгобекского района, Ахкиев. Если можно, Эндервала и Пситах тоже, Пситах, там даже вот табличка Псидах не относился к этому. Псидах не относился, не надо. И врать не будем. Псидах всегда был как Косово в Югославии, это был чеченский анклав. Это было всегда. С тех пор, как это было Малой Кабардой, после они выкупили землю у Бека Черкасского, а остальные вокруг земли были остальные земли. Там написано. Ответить дайте так. Остальные земли вокруг Псидаха и Псидахского района были проданы царской России. Царская Россия эти земли, они не могут вырвать оттуда Псидах, понимаешь? Он находится там, где он находится. Вместе с Псидахом эти земли были отданы терским казакам. Заселены эти земли Сунжинского казачьего округа, заселены разными, вплоть до Грозного, Петропавловки и Ильиновки, вдоль реки Сунжа. Крепость Грозная, Полша были розданы терским казакам. Я забегаю вперед, чтобы было понятно людям, откуда растут ноги. Началась война, построили чеченцы, воевали против Российской империи. На одном промежутке времени, в 1790-х, в этих годах, была договоренность Бейбулата Таймиева и кабардинских князей, которые вместе договорились и сказали, что они позволяют спуститься с гор и поселиться на плодородной земле ингушам, поскольку они родственный народ чеченцам, при условии, если они примут ислам и построят мечети. После началась война с царской Россией, начала наступать, где-то пришлось отступать чеченцам, кабардинцы тоже начали, не кабардинцы, а правильно будет сказать черкесы, адыги, после постройки крепости Моздок начались волнения. Само собой, царская Россия со своей кордонной линией продвигалась вперед. Я так вкратце пробегаюсь, чтобы было понятно людям. В этой войне в 1800-х годах, когда чеченцы Бейбулат Таймиев воюют против Ермолова, проконсула Кавказа, ингуши, не все, по крайней мере, так указывается, принимают сторону царской России. Они заключают договор, подданство или акт, или как называйте, как хотите. Это написано в их книге истории, посмотреть можете. Где они говорят, мы такие-то народ вольный, свободный, больше не будем платить подати и не будем заключать договора там с кабардинцами, с чеченцами, и там пункты, что будем воевать, добивать всех, кто будет против Российской империи. За счет этого им позволяют садиться в крепости Назрань и в окружности. Само собой разрастается дальше, больше становится, чеченцы воюют. Те, которые в горной части. Граница переходит в область Галашек. В 1836 году граница между Чечней и Россией было селение Галашки. Галашки селение относилось к Малой Чечне. Чтобы было понятно, это 1836 год. Поэтому на всех картах, в том числе на ингушской истории ингушского народа, на ней есть эти карты, вы можете посмотреть, иллюстрированы, цветные. Это гаковские карты
там ничего, Башлама нет, и у нас нету. Эти земли за галашевцами, они входят в состав имамата, точнее, Малая Чечня. Малая Чечня, вы знаете, до реки Гихи доходит она, после реки Гойты, до реки Гойты. Малая Чечня, за рекой Гойты Большая Чечня. Река Гойты являлась делением между Большой и Малой Чечней. Вот, чеченцы воюют, северная часть заселяет чеченцев, которые называются так называемые мирные чеченцы. Ну, хотя сами историки описывают, насколько они мирные. Они днем были мирными, ночью они переходили, воевали против. Об этом тоже описывает Терский вестник. Но сейчас не суть не в этом, я что вам хочу. По крайней мере, я вам по документам хочу. Заключает этот договор, после этого договора они селятся, строится крепость Назрань и так далее. И опять же, я не утверждаю, что все, по крайней мере, те общества, которые назрановские общества, появляются то самое ополчение или милиция, как она называется, которая состоит из назрановских ингушей. Но такая же милиция, нужно быть честным, была и чеченская. Об этом вы видели, есть документы чеченской милиции, которые Ермолов называет, что это мирные чеченцы. Вот. Возвращаемся к Сунжинскому району. Продолжаем дальше. По Сунжинскому району. Чем больше воевали в Кавказской войне чеченцы, тем больше они теряли земли. Россия, само собой, наступала, земли освобождались, и эти земли раздавались кому? Тем царским офицерам, которые были награждены, участвовали в тех или иных экспедициях военных против, чеченских обществ, против орскоевских обществ, без разницы, каких бы ни было. Тот, кто был на стороне имамата, имама Шамиля. А орскоевцы были не почти, а все на стороне имамата Шамиля. То есть они были со своим общим народом и воевали против царской России. Чтобы было понятно. По крайней мере, большинство, 99%. Там, кроме одной-двух фамилий, насколько я знаю. Поэтому орства всегда были и в исламе были, и воевали против царской России. Эти земли раздавались царским офицерам. На это есть основания. Галашки потеряли, то есть война продолжалась. В 1859 году заключается договор между чеченскими наибами и Борятинским. Великая прокламация Борятинского, которую я вам зачитывал, которая есть в документах, в котором говорится четко. Все земли, которые были по 1839, 36 и 39 года, все земли чеченские будут возвращены их жителям, тем, на которых принадлежали. Кроме тех земель, которые были подарены превосходительством Его Величества, которые были и так далее, то есть царем, в знак воинской доблестной службы и так далее и тому подобное. То есть те офицеры, которые служили в царской России, воевали, им раздали земли, которые находились вдоль и Псидаха, и в этой области, которые проживали в основном карабулаки. Псидах и карабулаки рядом, которые были земли. Северная часть, так называемая. Эти земли поселились и раздались, не только эти, там, вдоль Назрани, вплоть до верха, были разданы царским офицерам. Не все земли, а часть. Их, будь то Галашки или все остальные, Слепцовск и так далее, их никому не возвращают. Как бы они ни закончили войну, не отказались от имама Шамиля, эти земли не возвращаются. И они входят автоматически, кроме казачьего округа, входят в состав Ингушского округа, который был впервые создан в 1860 году. На тот период Сунжинский район и до этого периода Сунжинский район не входил в Ингушский округ. Никогда. Со времен своего создания. Но те тайпы, которые проживали
и которые называли себя ингушами, представители этого народа имели земли в этой части, не все земли, а частично, которые они получили в знак служения царю. Чтобы до вас доходило. Я разжевываю вам все. Этот период заканчивается. Наступает время революции. Период революции, вы знаете, белое казачество очень сильно поддерживало терских казаков, оно состояло из них. Мы знаем, да, пришли красные, они сказали, само собой, для них казаки были врагами. Они на этих заседаниях, вплоть до Асламбека Шарипова, они выступают и говорят, что эти земли исконно наши, что их нужно вернуть обратно. С этими выступлениями выступают чеченцы, а с этими выступлениями выступают и ингуши. Потому что казачьи земли доходили вплоть до Владикавказа. То есть этот треугольник на картах, он везде отмечен. Уалейкум ассалам. Так, пошла. Вопрос И там. сейчас я закончу. После этого мы видим, что происходит. Красные побеждают, они выделяют огромные наделы. Опять же, в эти наделы входит Псидах и Псидахский район частично, но не входит остальная часть. Почему? Потому что в 1929 году, я какие-то моменты пропускаю, вы можете проверить, создается Горская республика, из Горской этой республики уходит Чечня, Кабарда, Ингушетия. Никто не претендует на эти земли. Ни один из, ни чеченцы, ни ингуши. Это еще до сих пор казачьи земли. В 1929 году сами жители этого района, Сунжинского военного казачьего округа, принимают решение, что мы, включая Первомайское, Чечбалка, которая находится, кто знает, где находится Моздок, Троицкая и все остальные, они говорят, мы входим в состав Чеченской автономной республики в 1929 году. Оно становится единым целым с Чечней. В 1934 году при решении нашего ненавистного душегубца и диктатора Иосифа Виссарионовича Сталина объединяется Чечня и Ингушетия. В 1934 году создается город Малгобек. До этого эта часть назывался Псидах и Псидахский район. Чтобы было понятно. До этого там были казаки, до казаков там был Бек Черкасский, Малая Кабарда, и ему принадлежало это. Вот так оно идет. Псидах всегда был анклавом. И с тех пор, как они поселились, когда там жили адыгейцы, то бишь черкесы, кабардинцы, там они изначально жили. Количество, фамилии, это все без разницы. Основали селение Псидах такие там Алруай, Пешхуай, Чертуай, Энгнуай, там, ну, shadow, самый цвет чеченских абреков, которые в этой местности говорят вообще по преданию, что они первые осели там, и первые, это место очень красивое, урочище, рядом вода, все красиво, все, на самом деле, но так получилось, что были, потом вокруг были, рядом были Уарсквай, потом появились Голлы, теперь оказались только Голлы, и вот так все это закончилось. Но оно, Псидах, исторически по документам не входил в Сунжинский казачий округ. По документам он не входит, чтобы было понятно. Но Псидах еще в 90-е годы, когда Чечня объявляла независимость, когда российские колонны входили, Чеченская республика, селение Псидах было Трафарет, поскольку это чеченский анклав, туда направлялись по донесению некоторых людей зачистки, и они себя считали всегда неотъемлемой частью Чечни. Эти видеоролики есть, эти куски нарезки есть. Де-факто они чувствовали, де-юре они были в составе Республики Ингушетия. Так и все осталось. Сегодня они находятся там. Вот так. Если можно,
если можно, я хотел бы уточнить, скажем так, когда образовывалась Ингушская республика, как и Валейкум салам, детали идет. то есть Хана пошла, Хутейц Хайон. Вот смотри, как там получается, то есть. Да, высказал. Смотри, по решению съезда ингушского народа, границы при восстановлении республики должны были соответствовать границам Ингушской АО, автономной области, 1934 года от объединения. Смотри как, если посмотреть любые карты, по идее, по праву, масалаях, если ингуши не считают, типа, что мы один народ, они хотят жить отдельно от нас. Ради Бога, живите, но наши верните. Вот смотри, как получается. По законным правам, по Конституции Российской Федерации, по законам Российской Федерации, по любым законам, любую бумагу, архив, документ, везде можем любую дырку закрыть, то есть хотя. И вернуть... Только ты не можешь закрыть одно. История Чечни. Поясню тебе. Давай я тебе поясню. Хорошо, чтобы ты понял. Документально, юридически эти территории принадлежали чеченской автономии. Никаких споров там нет. Никаких. Потому что даже в 90-е годы сводки селения Чемульга отказывалась ингушская прокуратура туда выезжать, и они говорили, Чемульга – это территория Чечни, и там должны быть чеченские прокуроры. Этот документ я опубликовал. Поэтому я доношу до вас и довожу до тебя по сегодняшнему закону. Сегодня 90%, если не больше, всех жителей пригородного района проживают в северной части Ингушетии. Новые Риданты и остальные, Сагапши и так далее и тому подобное. Чтобы ты понимал. И всех этих селениях, там Бердюр, не Бердюр, уехавшие из Чечни беженцы ингушские. Сегодня большинство жителей в этих районах и в этих селах проживают в Ингушетии. И если по закону как? Документально ты докажешь, да. Но нужно провести референдум. Скажи мне, если там проживает 90%, грубо говоря, да? 90% проживает там ингуши. Как ты думаешь, во время референдума? Пошла. Да? Во время референдума, если они скажут, мы неотъемлемая часть Ингушской республики, они не имеют права, ни один закон не имеет права их присоединить к Чечне. Какие бы у тебя документы не были, насильственным путем нельзя заставить людей. Если можно, пошла, вместо того, всего лишь я перебью. Моя позиция какова? Хоть пусть там 99... Оппозиции с оппозицией. Моя цель, история Чечни. Ты меня спросил про закон. История Чечни. Честно говоря, нужно быть честными. Вот просто наша ошибка в том, мы как обычно в войнах, в войнах. И так все грехи прощаем, грубо говоря. Я говорю прямо, ничего скрывать не надо дома сегодня. Нужно все карты на стол, не добавлять, не убавлять, все прямо. Вот эти ингушские беженцы, которые с пригородного были, я ничего плохого не говорю. Кто там погиб, толкай, что понял, да, но я хочу сказать, это не беженцы, это переселенцы. Я даже думаю, их специально переселяли в Сунчский район, да, чтобы вот сегодня была такая проблема. На что должен 90% ингуши проживать. Это как-то... Азалоша, давай так. Я эти вещи говорить не буду, поскольку я не знаю. И Сунцаха, пояснить дом, Хунцаха, и дала, и дать асатан, и дютил дать. Эти теории заговора, царь специально дини и хытрян дини бошел, камилша из-за войнюка, и что хрупкий мир ери. И да, я окончательно другу. Иш была бы цель, да была меть, если им не вернули пригородный район. Пригородный район им не возвращают. Хадуют, что картине хаял гайрча бацуш. Иш сана ама бизи. Уже аин, уахошин, ашболшнаха, талнештина. Референдум я по закону бас. Царь ходут, конокса ставя аля хадон дат. Я хак дат сад дат. Есть другой вариант.
если Москва захочет, это примерно, Москва захочет, она опять сделает Чечено-Ингушетию. И все. И дадут это. Опять это будет Чечено-Ингушетия. Как Кабардино-Балкария и так далее. Об этом говорил Жириновский. Нужно Ингушетию, Чечню и Дагестан объединить и назвать ее какой-нибудь Кавказской республикой или областью Бахсу. Об этом мы говорим. Ты говоришь мне о вещах, которые вот из масла бас. Хильч дикдари, царь специально дини. Хари, я такие вещи себе позволить не могу, поймите меня. Я должен видеть документ. Не, я и тоже ты не имеешь. это И ты, Сободян, почему первый Астрин Чешкин дуинда, а с первого дня этой истории Чечни. Мы не имеем права говорить о теории заговоров, если у нас нету на то подтверждающих документов. Кто-то сделал специально, кто-то подселил, кто-то, может быть, абы, дабы, кабы, божьего ума. У них точно так же есть такие же фантазеры, которые говорят, ашам специально Денир, специально Сирновский, я, допустим, не нарниец, и я не хочу такие вещи слышать. Если у тебя есть конкретно доказательство документально, доказательство, все, так, дек должен. Должен архивный документ. Да, так? Документ доч мақуис войси районч. Киси церк киси. Ой ишдац. Если можно, пошла. Ой, хаслас. Хаслас вызри. Ассаламу алейкум. Пошла, после эфира как-нибудь все соберу. Чему сам десишь по очереди. После эфира писательный весь материал соберу, скину тебе. Там очень интересно. Вот и материал скинь, по этому материалу мы с тобой поработаем. Или я прочту, я скажу, так это или нет. Алло. Ассаламу алейкум. Ара طبعا تاعي ريون شات هينت تاع دокумент توش как само захват لا تشوف تاع الدنيا تشوف تاع دокументات ингушский لا تشتغل Хинц, после 18-го года, Если можно, Эндер должен. Если по 18-му году, до 18-го года, да, царь. А после 18-го года, Ачерхаджи, теперь документы есть. Потому что по соглашению официальных властей Чеченской Республики и Республики Ингушетии при соучастии, при непосредственно в Пятигорске был подписан документ, что Москва спрашивает, вы согласны, да, все отныне вот государственная граница между Республикой Чечня и Ингушетией. Понятно. То есть по границам вопрос Ингушетии решен. И до Бахца. Но если завтра он хаззацайсас, он Кадыров селил. Баламутить мадье, адит. Не поднимайте до отца фитон бари, мы не оставим землю. Хайох тарюй, галанчож, крайни тарюй, хари, вазибов, камил сляшвена. Он сказал повторно, и дарцу Аллах. Аж баламутить дой, у меня достаточно документов и основания, чтобы забрать эти земли. И дарцу Аллах. Если вы не остановитесь, что ай, мы братское соглашение, выжрешсан, шун 7 тысяч гектар дитна, хардади ярзит хаш, юкни машер багач, ой лец буйня. Что рездати, шега то алфир жду, шай вопрос поднятый, и 10 тысяч адорду. И дарцу Аллах. Я так понял его, почему, потому что на самом деле, документы, по последним, если основой является последней границей до соединения и разъединения, Ичкерия, смотри, я тебе поясню, Россия не признала суверенитет Ичкерии, де юре, де-факто, хоть она существовала. Граница ее не признавала. Джохар Дудаев был нелегитимным президентом, по его словам, так. Если это было все и нелегитимное, нужно пересматривать все документы по 1934 году, во время объединения Чечни и Ингушетии. По этому закону, по этой карте, Сунжинский район относится к Чеченской Республике.
Если Ичкерия не существовала, то есть Россия не признала ее как государство, ее границы. Если это так, значит все эти границы отменяются, все должно быть по 1934 году. Иду. Но когда они начинают этот вопрос поднимать, они говорят, собор делаешь, бахцар. Собор делаешь, бахцар. И те моиц, шунелил ширай ониц. Елил ширай он. Это 1900, после возвращения с депортации, 57 год. Где здесь 57 год и где здесь 34 год. Поэтому, когда в 90-х годах расходилась Чечня-Ингушетия на всех митингах, в Назране и в других местах, история Чечни свидетельствовал, видеоролик, выступление этой женщины, всех из Авгаева, они говорят, мы хотим, чтобы разошлись по 1934 году. Потому что в то время чеченцы вообще были тогда царем. Другого бы ночи не оставили. Почему? Потому что в то время еще не было войны. Понимаете? И не было никаких оснований, что Ичкерич, еще гош, что выше, бош. В то время была ЧССР, и при распаде ЧССР мирное расхождение оставалась эта ситуация. Ишти ее ситуация. Если Сундер и Шейх Да'аллага, некоторые, один коман эллерам, са'алир, Рамзан дин коман элдас, я так понимаю. Я Даудов дин коман элдас. Он говорил, тот, кто баламутит, Эрпаник швил, что галанчожах кик оттурдат. Это вообще, там и никаких шансов нету. Циг вообще верт не штат. Галанчож уже все, это ЖБ. Там уже фамилии, списки созданы. Эхки, Мержуай, Цечуай, Цер, фамилии, Санда, Ваш, Свет, Тегин, Газюкшу. Это уже все, дадели. Там будут жить уарсхоевцы, те, которые веками проживали. Никто им мешает. Я беной бацик албаш. Тига хайн был, эхки ирбу тига хайн была уарсхоа ирбу тига. Фамилии их собираются, им помогут, фермы построить, остальное. Свет, газ проводит, дорога великолепная, шикарная дорога и все остальное. Хоть Бузуртана говорит, стройте, мы заберем бахца. Валлахи, не заберешь, пока есть хоть один достойный ногчик. Ни один кусок. Если разошлись, если не хотят вместе быть, правая сторона Фортанги Нокчичу, левая сторона Фортанги Ингушетии. Может скрыться без, ненависть скрыться есть. Каждому пускай достается то, что у него есть. Пошла. Если можно, момент я упомяну, я тебе ссылку скину, я это прочитал. История. Айна остави. Если бы ко мне не приходило ничего, если что-то поддерживает наш канал, который отправляют donation, я говорю, или Ибрахим Сун сообщение хаятина, поддержать на канал, хакача поддержать на донатятин, дерезкирол, саятин, что зязин свет, сакач духвахи, и карт бол бяшту, сашайл программ бол бяшту, и свет хакочи, асмасял ошту шей духдаш, и хакача ари, кайлдакаш сават, йойчи, йохкум шаяца. Если придет поддержки, кто-то поддержал канал, а сразу же дает душу. Смотри, я тебе потом скину ссылку, где это прочитала, потом найду его. Помню, читала такую тему, грубо говоря, когда Евгуру и Вай мягко Рамзан. Вот сейчас, есть документ. У меня сразу на двух телефонах идет эфир. Закалцевела, да? Я не могу зачитывать в эфире, у меня телефон просто прямой эфир ушился. И смотри, пошла. Рамсан упоминал Евгурову, что по договору ингуши не имеют права, я сейчас не вспомню, как точно было там написано, там на Сунжского района, либо заселять там эти пустые территории, что-то в таком роде, я сейчас вспомню, точно не смогу я. Если хочешь, я потом после эфира ссылку найду, тебе скину. Что-то не слышал о таком, не случал? Там им не то я слышал о таком документе, но только между Дудаевым и Аушевым. Между Кадыровым и Евкуровым, что не будут какие-то... Не, Кадыров упомянул Евкур, упомянул он ему про это такого Дудаева и Аушева. Он упомянул, то есть.
Он упомянул, да, это было, что Дудаев, Аушев обещал, что и Дудаев ему сказал, что это место демилитационной зоны, что там никто не должен строить села, чтобы не было споров, что не будут этого делать. Да, Но да. на этих землях взяли и построили село. Вот видишь, уже что-то нехорошо. Ну, Хинц, вот, Аушев, вот, Дудаев, вот, сейчас, Бажлам. А. Как насчет мирных чеченцев, сам газдер, диабешпат, Галой. Оцен дерсен, мирные чеченцы, что он Да, я тебе поясню. Мирными чеченцы называли тех, кто проживал за Сунжинским хребтом, то есть это территории между крепостью Моздок и крепостью Грозная. Горогорск, Ломазюрт, Эйль-Юрт, Бено-Юрт, Чург-Юрт. Признавал российскую власть. Да, нет, там какая тема была? Они мирными почему назывались? Они говорят, они относились к русским нормально и проводили с ними экономические и торговые отношения. Терский вестник описывает, я буквально недавно публиковал это. И они, имеется в виду, что там, где, допустим, Бено-Юрт Маэтика, Бено-Нажаюртаю, Сигара, там те общества, которые были более боеспособные, они брали их и спускали насильственно с гор и отправляли их в те территории, где их было контролировать легко. Давали им большие наделы земель и начали называть их мирные. Но это не говорит о том, что, еще раз я хочу, чтобы вы понимали, и некоторые из этих сел, они были под предводительством кабардинских князей, там, кумыкских шамхалов, то есть российская администрация позволяла там селиться чеченцам, но над ними специально ставили стукачка другой национальности, чтобы он доносил. Ну, понимаете, да, чтобы контролировали, регулировали. Да, потому что их начали прогонять, убивать в центральной части Чечни. То есть Нохчиду Ходжиха, царь Лахшвош. Возможно, куда до отца мирные хилдер царь подданство принятиндер отца садуити. Нет, там мирные из-за того, что они не воевали против России. Из-за этого. Башлам, насчет Бено Юрт так ой Азмат Юрти Иршастон еще Азамат Юрто это авоят бюрмерс гюмс. Самого Ярчи от Теркистя Ярчи я потерику. Уж ой тепш тохомшды ой. Казак свой уж сияться боли, это специально заселять меткшибу, на самом деле. Нет, например, Азмат Юрт, он дружильно. Например, Бено Юрт, Бено Жильна, Бен Руабон. Ваша, Хазла, на самом поясник том. Он дуал был штатсон, я тебе говорю, как есть. Эти селения, эти земли заняты были по-другому. Дело в том, что была кордонная линия. Первая военная кордонная линия, которая выстроена Ермолом. Это крепость Моздок, это Александровская, Невская, Наурская, Ишорская, Станичери, Черленно-Узловая и дальше до Кизляра. Это первая военная... Да, когда они укрепились, царская власть, султана уже все возможно. Но до укрепления вот этих сел, они уже заранее до укрепления, вот как раз таки, до укрепления что у нас было? Нашествие калмыцкого хана. До укрепления у нас было что? Уничтожение Ногайского ханства. Суворов уничтожил их. До Вайтани граничили аж Ногайби Мацарали. С нами нагайцы граничили. По левую сторону Терека Баунасой. Нагайцев уничтожили. С калмыками мы решили. И эти земли уже были направлены с Астрахани, были направлены, терские казаки начали их называть, но они крепостными были. Им сказали, все, что вы ограбите, все, что вы уничтожите, и все, что вы завоюете, это будут ваши земли, и вы будете
передовой границей нашей империи Аллахошин был терский казаки. Иш хабяхтин шхена, войниш уже теркал дихабар, цига варандуай бар, цига гунуай бар, цига цьечуай орсвай бар, цига ха кидал тайпниш ногчи дамаду на левой стороне терика. Цуга вой ашмадар, цигар войниш выбит бин, уэрзан гал, хайлин цига. Гунуаш, варандуаш сарилин маез. ديحة ويبيت بين وايت إيه تجار سياح ده خسر خلال سياح لحكينسا إيش وي غالناش ويورش دقيقنا سياح بيوشوت حتى أقوى خوشن بو إمتكش أسبيت ألنا تندح الخوشن بات إيش ده تيجي واحد نش دح الميرش بو هايون هم خايد باونس تسيز بيش نش بري أشر خجي وي لحكين بول غونكي غيبر تواي سولي تير كنيزي أشبري سان خينا ويكوارجي شو واخوشنا ويديك لاتنش تشيني وجامجي جيمسي واخوشن عش مغلش وينوقش نيت كزبولش خينا مسكوانو دحلو ما يني عن نوقش دحلو ما يني كذاك يشعبو ايش اتا وتي نوقش هلك باش نوقش يوني حنش حلبلش ايش عشكلش تصديق لاتشكا يو نحكي وحبحنا شاغبل شاغ بيننا حتى يبوي شهلك باش لوقت خلش إيش بلده إدعيازين كيرش دو أسيش بوبليكا واتنا السندروش مدو ديش دو داخلش أشي كيرش ديش تسوتيع جيتش مدو وغدا حارة غاس بتشحق واتخو خلك ديش دو نوقش قلت سدو هنا قصدل دايت يوصون أسبوع ديش خليت حارة بوش غاس بش ديخش ديش خلتسان إديخش شق سدوليتا ويشار واحدة مش ألدو تيجا سؤال جل ديح باخش سؤال جلدية بأختي وترسكي خربت أوش مت كان خاي شرطوغي بيترا باكيو شرطوغي دي عقيسنا إيش غابر طوابو إيش دا برغني وعباتين غنكي بو سؤال ما قزر لحكينا وبشي دي دا ميرني تشينس أوش بول دا لوما زيورتي عيلورتي إتس أو وعبانا إيش إتس دي تاني إتس ردو تاني ترسكي خربت أوشنا سون دي عقيسنا إيش سيك دي واخوشنا أقل سيجا عش نقشش تاني بانا سير تاني يرش أسنواتنا دولة جري خليل إز نوميرز خليل إز تأق إله نشة بريباديرش كيسارس كرسي شو عش بيش دوقا بيش نقشي بولش نوت إخواتنا وكارتا وجا يسولي يا غيبتوا يا غنكي وش إيش بيسن وش قيتها إيش يحتنو يرش أوينش موخلا as قيتم كلتها كراس إرمونسكي وشيلة التانتين دعيونك لو ما ديبا وجد بريتول بعد شد إقاش هنا تعدلوا شيلات يوني حداخل يقبل بل ويوكش يرتشالوش يوق آتخ شوريل تشيتشن شوريل قيد قير تشيلين بيرك إليلين أستراد غاليلين جال قيلين قيجيلين وايت يوني وايت إلين شاغين جيت وعباكين إيش تعيس باش وعبوش هندش أدم سوما دالنا حا قيدع خيتاني بوش وعبوش خلا إيش وعبور ترى بول عدولات نشد عقلاتها تعس دوتين مش حالخي وعدانا تعسدش إحودانا وعمل وده لك إزجلوشة وي ورك بارك إت بير خبير وعبياش خلا سان لك نشدل ديزي سان دا وشدل ديزي عدلو لا لك نشة خدو تردي خكنيزي أشلو بوش قميش دي أشلو خلا غابر طوال خلا سندر بوش مده الشيخ منصور وجه خنا دو قبل غابر طوال دبغنا بس نشة تحتي علاقش تحتي إيش وع بيولش ترك ثاني أتو أغو ترك يستوي تيجي وحوش نلوم زورت عير يورت شول يورت بينو يورت وقطع حبوش بش إيش أزمت يورت دويكر أول باند أول وميلش خيته بارمني إيش وحوش بنوتشي كيتو وعباكين دايكن يو إيش جدية بديا وكازاخستان حداكن بيسات سيمون قدو حمد يحكي غير شاري كبرلي قلنج أجي حلواتين ويدني ده حلواتنا نخ هتأباكين شخنا يو شيء تأبيزنا وحوشين سولي خلا وقنا وحوشين غمتي خلا وقنا وحلبوش سلا هوش لوم حلبولها شيء وزي حلق بارتيزانسكي أبريكش توان بيربو خسوق دينو سونت أخي تربيش بو قاري ونبا ديني شيري يو بالخير بو ألا سار بدو دوك حباك مش دوك بو ديابنا
цана вой куда диес. Халхарят нишцер хирду эти вой вахан вой казак сани ибир боле цар яу шар чебер лой шар мохти واحد نورس كراين شولتيو حق نجا يرتر دولات نشدري على رواي اند نواي قبش حق جنسيل قاشتيل او اتيا نشا چبرتيك حالسا بايتنش تر حق يوتي مخدي قاشت ابوت شلكوسكو району шо нохшима там мохдي قاشتي и отправляет туда иш тадел ду хунд элча гала чубуч сахилла ой наурский район там ажа нуш аспу шарвай бу чебер вай бу почти шабеш тигерниш бу тига ашбеш наурский шилковский район милшбу назы бил той би трой хок вай ичкерийский волшел округи вабоншбу вот таким образом илатниш хундяча ой хадаха илатниш шендия сюли бар хундяча уша никогда в жизни эт сулакал сиябел бош уш сиябел уш кизлари кат кизлари вабелш и Ставропольский край и Галгайский оч оч تر ديبس بات إيش وعبي أشوا كل غام قوات إقات إيش غلغاس كش دعتويات شه ينس دوك نواس شو دوك حاجوش قدك دو تر نيت بياش وش دعوياش إلاتنيش ستاورابولسكي كراي أوسنا غلغاس كلاتنيش وحوش تر داغستان إنس عشيش تقاب جزء خليات شلا وعيوش وجدا Курский область баса Курский район قاتشس وعيوش إيش تتجاه يوم سيتواتي ويا وي وغدو وي جوك سنت حلميت حق الله هينت وغالي والجرمسية نشلوما نشا урбанизацию шо вой хокка хаятна. Я так понял, наше правительство сейчас уже эту ситуацию взяла под контроль. Наур теперь будет город. Серноводск будет город. Часть населения будет отправлена туда. Часть населения будет... Вот когда они укрепятся, почему не хотели некоторые нордийские средства массовой информации, когда сказали, что Ачхой-Мартан, ныне старое название Даут-Мартан, станет городом, пани Кундяли, они прекрасно понимали, если Ачхой-Мартан будет город, земли будут розданы, территория должна быть больше, и якобы этот Ачхой-Мартан перейдет территорию Ингушетии и возьмет ингушские земли, и это опасно больше, чундари. Идут царь, ну, чтобы они не боялись, это наше решение, это наша родина. Ачхой-Мартан, машаллах, иншаллах, стал городом. Теперь там строятся высотки, все остальное. Точно так же Серноводск и население, которое там проживает, уже не нужно будет стекаться к центру Грозному. Можно будет часть отправить в Наур, часть Серноводск, часть Ачхой-Мартан, шейче ашбол меткбори шейдебча, семьи можно раздать в квартире, хадик прибер, хачвахош. Плюс у нас почти что больше 500 000 населения в Европе. Хацабах бешбу, цабах вахош меттег ез, келганиш ез, дикни хриду иншаллах. Ой баш хальчани. Иншаллах. Иш халдон. Как-то я далеко зашел, конечно. Дерезал башлам. Масса Серноводск, город Харинчо, Хавайн, Сахам, Чидик Хейдер, Уэйд Лаболчаг, Дахачу, Серноводска, сельскохозяйственную техникуму еще Советского Союза, видишь. На базе этого техникума можно было сделать московский филиал сельскохозяйственной академии, наподобие МГУ филиал МУНа. يديس ده ويفيرا ويش مدك تدون حال حاجة دين وش ديك ده هون سلخص أكاديمي نو تيجا أول بير شغال حاسة غير شعب زواني كله شيء ده بلس كذا ما يأخير فيها Тимирязевская академия. Тимирязевский ما يرى да Москва еще شلون سلخص أكاديمي شيخ أتنيخ هذا فيليال هون ده Ярославской области عيون سلخص أكاديمي فيليال يو موسковский Костромской области, сельхозакадемии филиалы московские. Также можно сделать филиал и в Чечне. Так, студент, я думаю, проблем не будет. Всегда Мохкирнч, где же был Сунжинский район, Острый Мохкирнч, где же был. Я так думаю, даже Голгай, из Серноводске. Серноводске, Гал, хули?
поверь мне, 1000000% Цунахирюхон, филиал Хирю. Да, Там это очень... градообразующие организации. Да, там это, я думаю, что это будет однозначно. Филиал Скрябина, Академии с имени Скрябина, ветеринарного и сельхозугодья Шмаевой тоже можно открыть. Спортивную академию можно. Главное, нужно построить город, главное, чтобы люди свои жили в комфорте, дальше люди потянутся. Да. Ибрахим, есть вопросы по ТикТоку, по Ютубу, Шейхаттар, Штала? Если кто-то хочет аудио вопрос задать. Обошла. Сам хатит Асвик. Я сейчас не могу вспомнить, из какого источника, что не так давно кабардинцы, черкесы, они жили за Кубанью. И они перешли Кубань и поселились вот в современной Кабарде, в Черкесии, поближе к нам. Вот это несколько сот лет назад. Хелдубош. Что на холмахаун. Ищи их, гунки, бац, ищи. За счет царской России они вообще... Гунки, понял твой вопрос. Скажу тебе так, гунки только благодаря царской России проживают по всей территории нашей Родины, вплоть до Моздока. Они получили очень хорошую поддержку уже во времена Ермолова, после Ермолова в этот период. У них были достаточно серьезные. Там проблема в чем? Им проще было договориться с царской Россией. У них была знать, у них была... То есть совпадало, ты понимаешь, о чем я? Были князья, были подвольные. Да, дворяне были, дворянское сословие. Да, дворянское сословие, княжеское сословие было. Им проще было договориться, кто служит, там, сына, другого отправить. И они получили прекрасное образование и участвовали. Хотя во времена шейха Мансура они были на нашей стороне, а уже потом были на стороне непосредственно, как говорится, на стороне царской России. Я опять же говорю не за всех, но, по крайней мере, те, которые есть. Они вплоть до Пятигорья проживают сегодня спокойно, компактно. В многих местах они живут целыми семьями. Допустим, некогда местность, которая называлась Чеченская Балка, это правая сторона Терека, прямо с Моздоком, кто знает, где находится Моздок. Раньше это была Чеченская Балка, там проживали большинство чеченцев. Оттуда полностью выкурили, там живут теперь только кумыки. Они еще одно селение, там называется Кизилюрт, кажется, если не ошибаюсь, или Кизляр они назвали это село. Потом селение Терское, притык уже подошли к селению Терскому. В Терском проживали в основном терские казаки, там грузины, осетины, чеченцы жили. А теперь самая последняя кордонная линия, раньше была селение Братское и Октябрьское частично. В Терском была только одна семья чеченцев. Все, теперь уже все везде, там кумыки, весь Моздокский район заполонили кумыками. Не столько там осетинов, сколько кумыков больше всего. Цундера так появились. А что касается Кабарда, с нами граничили только черкесы, то есть адыги. Граница между нами не было, ни ингушей не было, ни осетин, никого. У нас была огромная территория, имеется в виду, с которой мы граничили. Это только с одной стороны были черкесы, с другой стороны были нагайцы, с другой стороны были кумыки уже по Сулаку Балнасу раньше, в более раннем периоде. С другой стороны там были лезгины, потом в горной части были какие-то горные общества, андийцы, дидойцы, хотя сегодня Азамат и еще некоторые, и Амин, и некоторые есть у нас исследователи, которые утверждают, что андийцы и дидойцы это полностью чеченцы, с чем я не сильно согласен. Да, у нас были хорошие отношения, но только часть андийцев является исконно новчей, а остальные андийцы это андийцы, дидойцы это дидойцы. Ищу ситуацию. Что касается кабардинцев, что они жили по реке Кубань, я бы не стал бы утверждать. Мы можем сказать по реке Кума. Но опять же, Гумба говорит, что по Куме, то есть по его старой карте, река Кумадуй, вот по ней. Но то, что у нас были очень хорошие, сильные взаимоотношения с адыгами, с черкесами, это 1000000%.
очень сильные были хорошие взаимоотношения. Башлам, Не скажу, что были именно с кабардинцами, не скажу со всеми, но именно с черкесами, с адыгами, с западной частью имеется в виду, с ними были великолепно хорошие отношения. Да, вот Такие я же хотел хорошие сказать, отношения. Абдошик Айдалла, вот адыги, даже сами адыги и в прошлом, и в настоящем, они очень нехорошо относятся и к кабардинцам, и к черкесам. Они их, то есть у них такое Ну, отчуждение. это, конечно, глупо. Почему, я поясню. Но дело в том, что, кто такие адыги? Кто такие черкесы, кабардинцы? Это то же самое. Это то же самое будет сказать, если Нохчи нехорошо относятся к Терквай. Как это? Еще Нохчибошеву. Просто разные места, разные взаимоотношения. Кто-то более мирный, допустим. Почему вот эта дилемма появилась? Никто не задумывается, почему психология с тех пор, во времена Ермолова, заложенный этот фундамент, называем мирные чеченцы. Вы помните, появился в 90-х годах термин «оппозиция чеченская». Из кого состояла эта оппозиция? Из тех самых мирных чеченцев. То есть были чеченцы, которые хотели воевать, а были чеченцы, которые не хотели воевать. Но в трудный момент и те, и другие могли взяться за оружие. Вот этот проект, заложенный Ермоловым еще в тот период, психологически, он заложен как? У вас большие земельные наделы, у вас все хорошо, у вас русские не угнетают, вы спокойно, у вас все нормально. Исторически вы тоже жили с нами хорошо, нету сожженных сел, нету как таковой большой борьбы и противостояния. Когда у тебя проходит 4-5 поколения, среди тех, кем ты проживаешь, там вокруг живут русские, там казаки, кумыки, осетины, и ты со всеми с ними живешь, в принципе, у тебя нет никаких проблем с ними. Ну, ты живешь там, проходит 1, 2, 3, 4, 5 поколений. Ну, нормально у вас все идет. Никаких проблем нету, никто не ущемляет. Появляется на подсознании этих людей, появляется, Хэшвацу обошла. Хэш Уйсо. Раз, два, три, четыре. Слышно? Да, слышно. Вот. Психология у этих людей другая. В отличие, сейчас как я вам пояснить. Итон Калона, я разговариваю с представителем, тот, кто проживает всю жизнь в Итумкали. Я городской парень, да? Сюржалашу и Тонкалашу. Даже между нами есть разница, потому что я более прогрессивный, там слушаю музыку другую, там рок-музыку слушаю, современные машины. У него, живущий в этом колях, у него совсем другое мышление. Хоть мы одной крови. Он остался там, я спустился. Я живу в комфортабельной многоэтажке, а он каждый день там идет откуда-то воду носит, скотину пасет там и так далее, на лошади есть, более здоровый образ жизни ведет. У нас и мышление такое же, он более воинственный и более подготовлен к войне и к ведению партизанской войны. И он в любое время будет готов. Вот это и есть кистинцы и дзурдзуки, которые проживали там. И зная вот это, к родным горам и более суровый нрав, поэтому спускали людей, чтобы они среди других стали мягче, чтобы у них не было воинственности и так далее и тому подобное. Некий интернационализм. И даже я это к чему говорю? У нас есть разница. А когда и он, и я, более или менее знающие войну, что такое, поедем сегодня, допустим, примерно в Братское, Гвардейское, Знаменское, Ишорское, Наурское, Микенское. Люди там, таких войн, которые были у нас, даже в последних 2 чеченских войнах, они ее не видели такой.
У них другое мышление. Башлам, Понимаете? можно я... Вот поэтому, я вот поэтому говорю. Да, я не говорю, что они вообще не знают. Конечно, они знают. Но они не знают реальности той кровопролитной, жесточайшей войны, потому что когда заходили оттуда, сопротивление было, но оно было смято за короткое время. И в основе своей там не сжигались села. Я не говорю, что там не было жертв. Я не говорю, что и у нас. Но по отношению каждое село здесь, когда нужно было большой Чечне, большой и малой Чечне, когда каждое село брали огнем и мечом, там это проходило более спокойно, потому что никто не стрелял, ну, как говорится, в отличие от... Поэтому мышление и деление мирное, немирное с тех пор. Сравнительный вверх, чем идешь дальше, тем суровее климат, тем суровее нрав, тем суровее традиции, язык, все сохраняется первозданно. Поэтому кто живет глубоко в горах, он больше сильно соблюл. А тот, кто спустился, у него есть, для сравнения, он может там посмотреть, здесь посмотреть. Но это такова психология, такова история нашего народа. И чем ниже, чем больше ты среди других людей живешь, тем мягче у тебя нрав, тем отношения. Потому что عادة لي غارتي قلت إهم يا نوختي كويخ بيز محسش خليز تعزابر شيء تكواسني ملي ديسكتيك этого нету там. خاطيجا حاجة любой كسيك ما أعويه يمونيه حتى يبدأ استقامات أعولي رعاين عنك عويلو هو شيء يهوي إيدو أتام عزامو ما إيردات عشمور دي أكسن ليالش оттуда у нас вот эта вседозволенность молодежи, которая выехав за пределы вантяхтушек, да регастыш. Арма бөлна дахуете, яу, все. Дахуете, наверное, ног чуть-чуть. Ой, дахуя, что по полной. Харваю, кое держать, я шибос, конечно. Почему? Башлам, я хотел про другое сказать. Вот, например, вот адыги, да, я имею в виду исторически, да, которые были там 200-300 лет назад. Вот там, например, у шапсугов, абадждехов, убыхов, это у них, это абазинов, у них... Они более воинственные. Они, во-первых, воинственные были, а вот кабардинцы и черкесы, они договаривались и с Иваном Грозным, и своих отдавали дочей. Черкесы не столько, кабардинцы больше. Черкесы не столько. Ну да. Вот и они вот в это время, они как-то вот использовали эту ситуацию и заняли вот эти территории. Они, говорят, жили за Кубанью, потом они переселились к нам, ну, используя тех же татар, того же Тамерлана, как и, впрочем, и кумыки. Это самое, они тоже использовали империю для захвата территорий. И Адуич, Долгума, и мирные чеченцы, я вот читал, что Российская империя разделяла чеченский народ на 3 категории. Это мирные чеченцы, это независимые чеченцы и горные враждебные чеченцы. Вот ну, они, да, на карте так и не написано. Так и написано. Да, они вот... У Бронецкого. И Валерийское сражение, и Гунхел-Эльче, эти мирных начали крепостить их, это царь Леба Булбельш, это сам, они стали уходить в горы, и их эти гартас белокеш, вот эта вот ситуация. Понятно тогда, мне говорится, Ага. Башлам, почему мы строим на сельхозземлях, можно заселяться в Ставропольский край, как делают наши соседи? Ой, соседи, йол мышление, ой, сахладукай, кайомадат. Ой, мы тянемся все ближе к центру. Гал, уля, все. И ой, мышление. А цера у них стратегическое на будущее. Они продвигают свои границы. Мы нет. Мы замыкаемся в себе. Они продвигают и подселяют туда своих, подселяют. Я мутур, вайча от Шилковского района я свили фуф эле, кузар боуда беуда дабана, сует эфириван. Прошло после этого 13 лет прошло. После этой ситуации в Шилковском районе, когда они массово начали уезжать с Чечни. Сураван прошло через 13 лет Сюличувар, вы нас прогнали с Шилковского района. Через 13 лет. И причем это говорил парень, которому было не больше 25 лет. Вот разница. Царь дицало, царь лилош бушей болх. Хабяш бу болх.
И все. Должно быть стратегическое мышление, должно быть о будущем думать. Нужно все новые земли осваивать, нужно пахать, нужно строить сельское хозяйство, аграрное, нужно сады сажать. Для этого всего не нужно рассчитывать, что всегда будут идти пособия детские и все остальное. Это мы еще не знаем, каковы будут последствия этого. Те, кто проживает на Кавказе, не знают, каковы будут последствия этого. Имеется в виду все, кто получает это. То есть, если у тебя несколько детей, и ты получаешь детские и так далее и тому подобное, это не обозначает, что ты должен не работать, что ты должен не развиваться, что ты просто покупаешь, тратишь эти деньги. Нет. Нужно вкладывать эти деньги. Нужно развиваться, нужно скотину покупать, малый рогатый скот, большой рогатый скот, птицу надо покупать. Нет. Мы деградируем. Мы становимся обществом потребителей. Мы, я имею в виду весь Кавказ. Мы становимся рабами и заложниками этой ситуации. Потому что завтра, если хоп, остановят, ты ничего делать не умеешь. Что ты будешь делать? Во-первых, в стрессовой ситуации, когда нету денег, когда нечего есть, ты начинаешь делать. Или же, если у тебя слабый нрав и характер, ты начинаешь бухать, ты начинаешь наркоманить, ты начинаешь нарушаются все твои моральные принципы, традиции. Если ты это не делаешь, хорошо, у тебя сильным духом ты начинаешь заниматься разбоем, грабежами. Почему? Потому что другого ты ничего не умеешь. За все время, которое тебе дается, ты должен научиться противостоять любой сложной ситуации. Завтра деньги остановят. Как платить за квартиру, как платить за коммуналки, что нужно делать. Заводов нет, этого нет. Нужно освоить какое-то ремесло, нужно быть подготовленным. Средний бизнес не выживает и не вытянет все наше население. Потому что не будет этих, понимаете, сегодня государственный сектор экономики это там примерно 60-70%, то есть государственные рабочие учреждения, это социалка, не социалка, остальные. Ну что вы будете, завтра этого не будет. Мы же столкнулись с этим 2 войны. Когда остановили пенсии, поэтому люди заранее картошку, муку, даже может они не будут, может это все испортится, может это все выкинут, понимаете? Я не говорю, что, но люди уже на подсознание во время войны уже привыкли, окружали села, не открывали, закрывали, проводили зачистки, месяцами нельзя было выехать, людям нужно было выживать, нужно было что-то есть, нужно было своих детей кормить. Во время депортации загнали вагоны, опять то же самое. И чеченский народ на подсознании уже всегда готовится к тому, что завтра может быть война, завтра могут куда-нибудь отправить. Поэтому пандемия, целыми вагонами. Вот почему это откладывается все на подсознание. Мы это должны понять. Это не просто так, это выработалось у нашего народа как инстинкт самосохранения. Но мы забываем о другом. Да, мы предполагаем, Аллах располагает, но Всевышний Аллах вам говорит, и наши предки, наши адаты всегда были независимы от этого государства. В самое тяжелое время, когда шла война кавказская, я же публиковал это экономический потенциал чеченского народа. Делали одежду, бурки, шапки, все делали, оружие холодное делали и так далее и тому подобное. Они не ждали пособия, не ждали пенсии, не ждали, пока там царь-батюшка подарит земли. Они не были царскими офицерами. 90% своими руками зарабатывали. В советские тяжелые времена ездили чеченцы в Сибирь, на север не ради хорошей жизни, а чтобы в сезон заработать, привезти домой, построить дом, купить машину, женить сына, выдать замуж дочку. Трудились. А сейчас где этот труд? Вот такой носик сделать, вот такие губки сделать и ходить, да, по ресторанам. Вот это инстинкт самохранения. Или бицуху накачать, это инстинкт сохранения. Это вам поможет завтра в критической ситуации? Маловероятно. Красота не всегда, здоровье не всегда. Вот, котелок нужен для этого. Говорить о каких-то государственных устройствах, вот у нас должно быть государство, наши села должны. Кого не послушаешь, все
Геродоты, Аристотеля, я не знаю, Страбона и все, что можно быть. Все великие ученые. А предложите модель, как это должно быть. Как мы видим дальнейшую свою жизнь, своего народа. Элементарно даже, ты свою историю даже не хочешь учить. Бесплатно ее рассказываю, бесплатно. Сейчас я в эфире зашел, 21:00 начался. Первый час. Ты приходишь, рассказываешь. 456 памятников культурного наследия чеченского народа, которые находятся в одном и Тумкалинском районе. Сигнальные башни, солнечные захваты. Когда ты показываешь 50 там часу, процентов 70-80% нашего населения, нашей республики, не были в Аргунском ущелье и не были в Тумкалинском районе. Это страшнейшая картина. Почему? Потому что не развитый. Хотя говорят, внутренний туризм. И как дурачки, Дагестане урьер, Дагестане урьер. Я в Дагестане сейчас, я на море. Я Сосулакский каньон урьер. 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч. Понимаете? Это все рассказывают, это все говорят. Внутреннего туризма нет. Начали делать кольцевую дорогу по Чеченской Республике. Дела нет. Мы показываем элементарно лямнич халава хайбауи сурца докша. Да, галгаши халиня кай касса шурул кайо банши сурч дохе. Тачукуши нохчи банши. Но нету у чеченцев белых башенных комплексов. Нету. Церковь известь, у нас нет таких башен. Наши башни уже от времени, от этих ветров, от этих погоды, хаусиш мою, мхом желтоватым покрылись. Вот о чем я говорю. Нету дела до своей истории. А если нету даже до истории, а элементарно ты приходишь, ты говоришь людям, вот так-то, нужно это сделать, нужно это сделать. Хабуэ. Вот написал, самое яснее, Башлам, когда ты напишешь книгу, который будет говорить о чеченских селениях, я бы написал, друзья, я бы и книгу написал, и другое сделал. Но у меня нету финансовой поддержки. Нету. Я не государственный, я независимый блогер. И все, что я могу использовать, это то, что мне отправляют, поддерживают мой канал. Если поддерживают. Один брат поддержал, купил, я как ребенок, говорю, он показывал, хаусиш, сун уарс хочу, воин иатил кинч, хаусиш, аркинч, меня лезю хаишун. Он хала, кодекс чеченского народа, юшун аркинч, хона, тэх байтим дюхом, кинчка, хаусиш, меня чою, кик таши кинчки, езер бог, что дихаршляш, ешь маусу масер. Я понимаю, у всех положение такое же. Беж болчана воючил, хумша, ах, ума неинтересно. Ты другим рассказываешь, вот это нужно. Хаял долгучал, да я дагдагю, алганюр торчат, и ханадин ахашина, ногчик он, зудбеш, ногчик он хая, шейт анпиаса, унятин, динир, в ариахаш, лирша, я боршаю. Клеч, он цеха, я не знаю, куда направиться культурное наше наследие показывать. Или воевать против этого дебила, который не знает наш народ, он пытается с ведущим, одним из знающих, сейчас закончивший исламский университет, историят, шейх Гугл любовь, перевод, и он я не знаю, против него мне надо воевать. Или ладно, оставим, еще понятное дело. Но в общем, хотя бы хайниш, бардокиниш, царь, хартхаду, гюнси, тхайер, гал, тхайер, борни, тхаю, хаат ашу, да, дикахлил, дуатхалду, кидекду. Но не получается разорваться. Аро история Чечни, Цашиста, Гуса, хотя ты такой на вас тут хопкиял, вот.
Цангюхи карт, дахара, да, ихара, ахсуя, ол, цанг, ол, хукунг, ол. На все это нужно финансирование, на все это нужно. А книжку написать, это, когда тебе, извините меня, ниоткуда не капает, я понимаю, что вы считаете, что у всех все есть, но нету. Книгу написать, финансовая поддержка нужна. Нужен какой-то ноутбук, есть книги, элементарно умшман есть. А если я там хаяцул, даже если мне присылают, я покупаю книги, чтобы оттуда материал до вас довести. Не сказки рассказывать, не вахи, не пичить. Нет, вот в книге написано. Вот в этой книге написано это, на этой странице. Вот так-то указать. На все не хватает. Понимаете? А соуч будет, бать. Хоп, а пичуть. Ладушу. Очень печально. Ва алейкум салам. Башлан, захаттер дидер қасмук. Андийский ребята из камел дырка видео алукас гойчана. Да. Суна хаттер худраш. Андийский хуно олцар бош, хуно граничтеш, ван гуржцарсан граничтеш. Хуча Андий швайцани примерно бос с мялхи холцуна. Майсто хилде арой, асант хой, холандой, вот это тайпус царцан граничтеш. Гуржи бу, ну цуна андийский хун облош, Ага. Султан. Ага. Поясню тебе. Во-первых, ты говоришь немножко разные вещи. То, что ты говоришь, области грузины с нами, где граничат, эта область не называется Андийским хребтом. Эта область, как они называются, эти Йол-Метигери, Андийский хребет, они назвали, вот по картам, я как раз таки же указал, я нашел, точнее мы об этом говорили, на немецких картах пишется, что это граница между чеченцами и дагестанцами, современная Болдусей. Там идет снизу андийская Койсуя. Я могу понять там почему, потому что Уарсуай Болчира, Хакмадуай Болчира, Харкарвай Болчира, Хуай Болчир, Уахашбула, Ботлих, Гагатли, Ансалта, Ишелмет Шери, Ишинца, Анди Ашболмети, Геосюли Ашболмети, Юбай. Я мог бы понять, Лаха Ашма будешь, а почему хребет назвали андийский? Он раньше, его немцы первые назвали Кистинский хребет. Но поскольку прямо Эцгу-Бюха получилось так, Эцгу-Бюха Аша Анди Юрчук, Шико Хулиш, Сакши Хулиш, Ишт Хулиш. Это рахаяца, основываясь на них, российские ученые этот хребет переименовали. Они же убрали вообще слово Кистинский. Они убрали, сказали, что это грузины используют, что это не... Они потом изменили, мисджегами начали их называть. Потом мичикизовцами, но каждый ученый по-своему начал называть. И взяли и назвали вот этот хребет, который между андийским Койсу и чеченцами, и Дури, андийский хребет, хотя изначально он называется Кистинский хребет. Вот так. А андийское было Койсу. По идее, все остальные села, кроме этих Анди Шикоюрт, все Андич Ашболметига Ерчелахачуаюч. И почему они назвали из-за 2-3 селений, которые находятся на вышке, я не знаю почему. Но они поменяли. Вместо Кистинского хребта, как было это ранее, они переименовали в Андийский хребет. Но я думаю, что... Начали, конец из Кистинский хребет, кардина была, немцы кардина доллаш. А в чем опасность? Гацегино? Начали, конец, мичер даю лошицу, не? Начало, мичер угаем, начало, шарёчир хаю, шарер, да, конец, хастовюрт и областью, цигаю. شارع ده خاص يحال بيجبل لقلام بوي نحاولات ويتقابل لحليه سيجام تخلصو ну короче шарер да инс шарер махкара гюржи махсани доздук вай сига вай шарой гюржи шарер махкара чеберлон махкулани чак долша нажаюркол чак долша
ичкери олшел область шайк этьеда до конца уабивичтег да из-за андийских хребет мадардич وحلقة بوصلة أنسلتا باشلام حجل تمدينسكي رأيون حجلا ديكلم ستابوش لام بواهن أقوز با با راس خش ويسا ديكلم ستاب لام بوي حجل لام باتسي تمدينسكي رأيون تست на 3 часть бекач илама Цумадинский район, сейчас Сюлешкю, сейчас Вайгю, сейчас Гуржицаню. А низ или начало он оттуда дать и Дикламста, Тигарда, Дайволш, и хребет, инсут ахки, они испуатах. Так и кистинский хребет, так начале, конец, мичерицум был из-за дасан хаттер. Начало, если ты идешь обычно у нас, как и реки, идут сверху вниз. Значит, да, всегда реки идут не снизу вверх, а считается сверху вниз. Если сверху вниз, то есть получается от Большого Кавказского хребта, от нашей границы и Абич Болбетигери, Шарвай Варивай, границу Мадинский район, эти данис Уахнияха, Хасавюр Телметкюй, Хасавюрт Мишай Хайон. Ты в виду имеешь андийский хребет? Да. Да. Там же он раньше назывался Кистинским хребтом. Сейчас он называется Андийский хребет. Это? Начало от Цумады, Грузии, от Грузии и Цумады, да? И заканчивается в области Иштауаю, Черножеюр, Тумачакаяла, Навалакиевой, Ауховский районы. Это Аухаю, Шаару, Ау, но чуть-чуть Шаиюк полностью Андийский хребет. Хинс Иштюка. Уцатитра. Хинс вас Гуржицаню, границу, Хинс вас Гуржицаню. Ос Дикламста, Дюн, да Юлил и Халла Мелхи. Юсак уже и к границу, до Мелхисти, до Халкачот. По хребту между Гуржи и Вайхвонас, между вот его как надо называть тогда? Из-за Кистин считает ящаться. Башлам, хэшваться. Башлам, не слышно тебя. Пересойди, Башлам, пересойди, Дино. Не слышно, не слышно. Нарнийцы тебе связь спевают. Интернет на штурм делал твоего интернета. Раз, 24, хэшвуй. Все. Сокити Султан Абошек, то, что ты говоришь, у нас он никак не называется. Эта область, этот хребет не называется ни Кистинским, никаким. Там большие Кавказские горы, то, что ты говоришь. Название я свой. По крайней мере, на карте не указано. Там написано Кавказские горы. Главный Кавказский хребет, наверное, он называется. Да, там написано, да, как он есть везде. Так идет. Он прямо, у нас определения этого хребта нету. Там нету. Потому что там сложнее. Почему, знаешь? Потому что дело в том, что если мы начинаем называть кистинцами, если бы назвали там Кистинский хребет, это было бы немножко неправильно, потому что кистинцы живут в Панкийском ущелье. Опять же, некоторые там говорят, зимой Алвании, там, кабешет этого было большое исполнение. Башлам, мерджа ил банши сурч дуйте, мерджа ил сурч ду, иншаллах, инсажим юах маэля асва вана, Аргунский ущелье Асана, Масана, иш заснят, яша, дал, лаха, еще вы чуху сарюк содин, виса, самок шел хласа, эту хла.
Да, Мукла. Дела, пошла. Цахатар, дарса, резко вспомнил. Очень такой вопрос мне щепетильный к тебе. Спор ерса, за орство вон, короче, ингушетия, аж выйса. Типа, и отдельно орство, типа, отдельно пам так далее, са, плалакил, ёлышса, кэнг выйс, короче. Он мне чего дает? Он говорит, что орствой никогда в горах не жили, мы всю жизнь на равнине жили, у нас пашин нету, короче, понял? Чего? Такое ересь, а мне нет. Давай. И точно орство Ватсон и Полисня. Он прав, наверное, он никогда не жил в горах. Конечно, жили в горах орство, уютизм, не, тент чема ерил. Орство, течой, медлой, вондлой, галай. Галай, у вас вообще биться цибисом, галай, ног читай в душе, дин орство, это не сравнить, дал это ширадуш. Но, еще мелдуш, да эллуш, شاعر بعينش إسكون دول لاتنش غلامش كعدو تاسون إيمي شربالم تاسون давайте нырни идем Петрежик, он не слушай даже таких. Не, я наоборот не спорил, он даже свою фамилию назвал, Дейб назвал, так думаю. Значит, он просто не знает историю, просто. Молодой, как говорится, короче. И главное, мечтает район. Еще в Телеграме идет эфир, да, идет Джамаат 95, в Телеграме идет эфир. Пошла, еще один вопрос. Вот касательно, есть такой тейп, называется Гяги. Гяги, наверное, знаешь про этот тейп. Гяги? Да. Вот по ТНК вообще голая пацуш. Там у них L3 есть, да, вообще голая пацуш. Стоп. L3 ночи бац был кукомелду. Не, голая паца, яхас. Типа, когда Николаевская. Голая, цахилах бегиш. L3 чисто кровно ночи тейп до. Ду. Не, я тебе говорю, что кяки, у них не Галкаевская, ведь не кинетика, не ингушская у них. Ну, они, там у них есть один момент, я не хочу туда влазить, кровный месте уж, да, он цатеми уж засуны, они примкнули, там начали себя называть, но я не хочу туда влазить, все, что касается за пределами нашей территории, меня не интересует. Но именно вот эти гяги начинают баламутить и говорить, что типа ногчи тайп хаккой якобы является орствой, а орство является голыбу, кстати, фантик шуич. Бу хаккошен и схаттагатин хаккош шастагул хамдас хаккой ногчи бац и ногчи чурбац алкамелда. Сейчас любой очень хасторду. Но и балдик хаккош, алмадат сундача. Хаккой одни из первых воевали против ингушей во времена царской России, когда у них произошла ситуация с атагинцами. То есть это атагинцы, которые воевали, Хаккой бу, Пантуай бу, Нихлуай бу, Варандуай бу, которые воевали против и отогнали 2000 баранты. Пошла, вопрос насчет чего у меня был насчет кяки. Знакомый он кяки, короче, уйс, короче. Он мне что-то сотирает про территории, какие, кяки, и ты дойду, они же в Чечне тоже, если он какие-то территории, там, Чилуки, Серноводский, что-то Бамут, что-то мне не территория Чечни принадлежит чеченцам. 100%. И кто-нибудь, кто посмеет сказать, что это не так, что это гори ложи, пускай научным способом придут, докажут хотя бы. Уж там, да, и штаб Арбац, интересно, Дусун, сколько ногчи проживает в Казахстане. Проводились исследования, там есть тема, что до 100 тысяч элхунду. Поэтому не знаю достоверности информации, но по исследованиям, которые есть, сказали, что в Казахстане проживает до 100 тысяч представителей ногчи народа. Бодудат элсохуттервац, пичбуттервац.
Валикум салам. Подожди, вопрос дальше. Бехце был. Башла, Хокчуа мелхи уйти хайшун. Melchi до Instagram чауа язяш сюк. Масит вариант язирсу сунцага уйват сунбара. Дело, я, например, одинаково отношусь ко всем тейпам, одинаково уважительно. И периодически, вот недавно у меня был случай здесь, в Грозном, магазин, чего, Хадыч, с привычки, что любой танец, новое знакомство, холчи, тейпан, милу, мичеру, хвата, стать, всегда. И раз, Амелия, это взрослая женщина, продавец, стыканчу, что диалект камелта, интересных, это асбаишт, тейпан, милю, мелха и шеба. А мелха, и туда-сюда, Хадыч. Короче, ногти яча, бовцу в итоге. Ногти яча. Но важно заметить один момент, что Агаурашню Аиню Илирцу. Но это, я тебе так Да. скажу, у них есть небольшая разница, Юшан, в Израиле. У меня в 2018 году была тематика, одна тема, по этому вопросу вынесено решение, чтобы вы знали, ногти чуамел ашвал мелхиша цер илм долбах кичнаха гулам бин, гулам большхена, массара да элла душун, шесть ногти ду белхи тейпанду эл. Если вы встретите или кто-нибудь из Ингушетии или проживавший в Ингушетии, мелха начнет говорить, что отдельно до мелхи до оца, я ногти дать, я алгы дать, мелхи до я война, что ошбешь, на это не стоит обращать внимание, с этими людьми спорить не нужно. Это категория людей, которые на протяжении вот этих 30 лет, как и ингуши, все время долбили и говорили, что гош дать, что уж дать, бог лицин, хум что. На самом деле, чтобы было понятно, мне бы не трудно назвать любой, если это на самом деле было так, и они не были бы нашими представителями, вайкоман нах уштбацари, вайкоман тейп и дацари. Я вам поясню. Мне было бы абсолютно без разницы. Ну, во-первых, для начала Садейши Чуа Мелхибу, чистокровный Мелхибу. Фамилии я называл, и могу еще раз назвать Хаяури, Махаури, Чимаев. Чимаев фамилия, Сарьел фамилия ушушен. Садеева Шицеева, любой может позвонить, спросить, Ишбуя Бацха вещишен. Там есть остальные Хациевы и так далее и тому подобное. Но суть не в этом. Садеева Шизуда Мелхиюшен. Никогда в жизни я с ними разговаривал, никогда в жизни сейчас ночи дать царь Элда. Да, там есть у нас тейп ничукаю, тейп ничья. Со бено, уй, со мелхи, уй, со уарство. Ну, вот эти понты между собой, вот эти приколы есть. Но что касается вопроса, Оман, этот вопрос и не поднимается. Но там, к сожалению, в Ингушетии есть очень сильное влияние, подверженное этому влиянию. Я разговаривал оттуда, и выходили со мной на связь, когда начинали говорить, проверять. После этого разговора у нас есть, я сейчас не хочу называть, но в центре города Грозного есть одна мечеть, Цикчуаха имама Мелхиву. И когда к нему подошли, что Мелхи, Нохчи Бубат, туда-сюда, Эльшхана, он рассказал, что рассказал его отец, а ему рассказал дедушка, что Мелхи не просто Нохчибу, а самый чистейший Нохчибу Элацу. То есть там даже нету аудалхум душан и дица мадис лишался. Но что касается тейповой ситуации, шейнюка, свой масянюкаду и хатейп, ишту, хатейп, и хум жду, но ишта мелхи тейп ду. Так что если оговорка, что они проживают в Ингушетии, да, они называют, да, они многие говорят, мы отдельно, оштут хоша дачун, уша дачун, отца. Но запомните, никогда в жизни Мелхи, Мелхист, Мелхимох не был отъемлемой частью чеченского народа. Частично их несколько сел уходили в состав Грузии, частично. Но их в основе своей вернули. Там есть сейчас некоторые села, которые есть под сомнением, еще войнов чечуэхали ешу, но гюржи махкайснаш. Но так получается, Мелхи духобешнох чечуабу,
небольшая часть Панкисябу. Так что Цигаха у нас он не стоит как спорный с Грузией в этот момент. Поэтому, если бы мелхи жили бы отдельно, отдаленно или отдельным государством, исторически можно было бы указать, что они являются отдельным народом или отдельным обществом. ДНК – чистая ногчи, муат – чисто чеченский, наречие чуть-чуть говор другой. Культура – то же самое, браки – то же самое. Сегодня 90% из них проживают у себя на родине Нохчичуа, начиная от Асиновки и заканчивая вплоть до Гудримеса. Мелхи, я вам приводил, показывал документы, буквально до того, как Ермолов эти земли освоил, мелхи жили, мелхи тейп, и небольшой хутор был вплоть до Каспийского моря, они там шинвошо мелхичу основательно, оухмахкаха, шейч эрилоша, шей юахкар ицелилоша, мелхи бу алдайязин зафиксировали. Скажите мне, мелхи, которые живут глубоко в горах Чечни, каким образом оказались среди остальных ауховцев на берегу Каспийского моря? Поэтому не надо трогать мелхи, не надо коверкать. И мелхи шца душон. Абия штуца баунас, борг. Борз, абия штуца баунас. Мелхи они ковыряют. Тирвай они ковыряют. Уарствай они ковыряют. Ламэхки они ковыряют. Майстой, они добрались до Майстой, потому что им понравились, понимаете ли, замковые комплексы Майстой, и теперь они Майстой ковыряют. Хильдиярой они ковыряют. Почему? Потому что то Бузуртанов говорил, что Хильдиярой это рабский тейп, бош, амир ширцу газну. А его, ой, Хильдиярой, нохчи буцен ишбу эльчхайна, тап эльдасец. Это написал какой-то Иванов, Петров, эльдерзицу. Это что? Все, кто по границам, все, кто граничит, занимает какие-то земли, они их называют братьями и своим народом, и что якобы у них больше общего, нежели остальные. Это вот это ментальное навязывание, типа нохчи это нахчмахквай. Вот эта фигня там играет. Нет. Нохчи это не тейп. Понимаете? Нохчи это не тухум. Нохчи это кам. Нахчи, именно мелхи, тирвай, лом эхи, чанти, шарвах ашбо, чабарлуай, шотвай, они называют именно нахчи дуай, вай цанахду, цанметирду, иштхадовшту хитсос. А вот сейчас вот это появилась вот эта тема в 90-х годах. Я помню, когда были люди, клялись просто, дуйштуш, они клялись, что якобы Джохар Дудаев является мелхи. И он поддерживает только мелхи, ставит на лучшие места только мелхи, больше хамил штяшпа. Но Джохар Дудаев не был мелхи. Джохар Дудаев был цечо. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Но те, которые в Ингушетии, к сожалению, подвержены вот этому. Свекрач, внутренний сепаратизм надо Нет, они пытаются, это жестко, они пытаются причем. развивать. Да, они пытаются развивать внутренний сепаратизм. Они хотят не только это, вот эти вбросы, бунтабанс, флаг гойчи отдельные, хоктейпан флаг шуй, хоктейпан харюй, хартхарайон, тхарайон, флаг ишткарюй больше, это разжигание, это развязывание, это разжигание, развязывание сепаратизма, внутренний сепаратизм, чтобы расшатать Чечню, расчленить ее, раздробить, а потом поодиночке каждого добить. А почему не включили хотя бы чеченские села по границе с Чечней, такие как Эхюрт, Арштей, Чемульга и Бердюрт? Ну, Бердюрт это вообще новое образование, его не было. Чемульга, Арштей, да, это не от нас зависело, ваша мама. Это они заявили. Понимаешь? Это они заявили. А так-то и Даттах, и остальные, конечно, мы бы там вплоть до Карабулака, вообще. Город Карабулак и часть Малгобекского района тоже наши были. Но это было все спорно. С точки зрения нас, исторических документов не было. Но когда ты говоришь, если эти части забрать, Ингушетия не может состояться как республика. На самом деле. И сегодня она будет состоять из двух районов. Назрановский и Жайраховский. Все.
Кахирмаятска, по сути. Часть Малгобекского, это уже не Малгобекский район. Малгобек, мы знаем, сам город основан в 1934 году. В то время не было Малгобека. Поэтому договоренности надо смотреть, там, посмотреть основания какие. Ну, там в основе своей царит хараш, ванюка, спорный ерошар, ворх юртитара, договоренности арцерит. Ладно, мы оставляем за вами 7 сел и забираем обратно то, что было в 2009 году. Башлам, арштеха бол мелхишт, майстуаш шеш ногчи до эл, ма яз при переписи. Да, есть такое. Да, тха олар ногчи буоли. Но над этим работают, пытаются, чтобы, по крайней мере, если шеш хотя бы записывайте с мелхой или майстой, но не ногчи. Ногчи дуцаэльчани, вот это они очень не любили. Да, был Псидах и Псидахский район, я об этом говорил. Ну, есть такая фишка, что поделаешь. Шейхата ждешь. Пока вот я объясню. Горс Эльчонца. Пару минут шхайльч ирдерс горс. Мо мелкшхлас, хатер пабул, мелкшхлас. Просто достоверно, любое время, если зато он сокс камел да милет юге ишел что нахано цегна. Башлам с хадисом дополнение биятер, но достоверная информация. Ингушетия был мелхи, аште чемалха слипсос кадох мобул мелхи бум тюхан жолда вабях. Сон бойз гергер нах бузахал шку. Слипсоска Ингушетия был мелхи, нохчуча был мелхи. Первую пятницу каждого месяца и весь стоит по мелхи, старшин шку бахтаниш. Все они собираются аштах междиги. Рузбдеш. Последнюю пятницу каждого месяца шаниц коучуга, все они стараются поехать мелхиста междиги. Рузбда. Ниц махочу. Мелхи, по количеству башлама дико хордо, все качество 50-100 тысяч балах, током далахташ чер. По количеству дух буальцарица, но не знаю я. По количеству дух бачишь, но... Ну, спая не бу, да, спая не бу, бачо больше. Цара, дин заявление худу. Дин заявление официально башламс эйлер, az merdigska gulbalar تربين برت بين قيقم هبو شاش نخش غير دقيقة أخدينات سارة شاش نخش وات أو شو تصدوخر دوش ريز بوش بو إنخ لبا وريم أتروز بني حلا وأخنا أرشته إنجوشية تابول ملخي باش نامجم إلا باش تابلش بابو سانتي أقبل الباتون لاجس حق ديريزه ملخي جو تسباين بو إشتوخا بو برتا بو سار صبرت بني ووشك شو تيرچخ دوش دوس دا دوخ تخلر دوس صبرت بو شانس كاش تو يوتسي بو أورتايبا مغوليش إنت تكاش تعمل شيء كاش تقول أورتايبا تقمع قام تصعدو أمر سايو عادة تغيب قصادو شيء تدخل قور أرمي سنة شيء أمل مخيل يغيب قور تايبا ملخي تبرت خلي أتا أورينيرو شيما تا إز دو شوزلخ باش لما دارير تمثل وين يا قصتولش ومتعلمولش وجرجرسك سؤالر إشت بومتر ملخي ووز شيء موت خيس بلش شيء غيل قيس دلش شيء هما خيس دلش شيء ملخي عمل خبر قميص بوق بس سؤالر شيء داس دويتسال شيء داس دويتسال شاش دويسل كي ملخي استعبول شيء أنا شيء دين داس ملخي استعلام شاش دلش تيج ملخي استعطان قونخ شو صديقهم ديش شاش تريون اللي أعطاه كل صار يون اللي تعم ديش حسدوش أوش ملخي استعخيل دال إنك شيء وإسألي شيء كويس إيش لا شو الوضع كوزلك أحد عادي يرزق شو أتساعدوه تقوى الدرزو كي تكتب شو أتساعد قوم سروري وك نخشي كان سوى إلرس أمام تشيك قالك أز بولي تا بريم المأكورات سو مدر حي إلرشك نالغ شو مو قال شو نخشي دوي داتي الوبروس ورد جزء سامالغ شو شينا أسطوبال سو مسكوا ترالير شو تقيتل سنس حدك ده هذا بيتش ملوي من أرالير نا أسطو إلما شو سو شين دوي مالغ نخشي بوي باتي أجز مالغ شو شيك قالك حي إلرس سو نيني مويو شاش دو بوختر نخشي شايل جو نخشي دو شاش بوختر إيش دو قبرص دوي زما كاية قبرص أنا باش لعمل يوخا ديكو خودوز سخار سولاني سولا قوتشاوش خاص غيتسون قميل دشو قبرايتو نخشي بوخما نخشي أورم بوخما ديري جي تهن
уходил. Наживтовский, Веденской, Чабеловский, Шаройский, по крайней мере. Подавляющее большинство тейпов заявляют, что они выходцы из Галанчорского района Нашхар. Подавляющее большинство. Что там, я хасия арр ахкатсига лам аххан нахбу элтри да энкасэлч. Сия жи один жи два буш да энкасэлч. Иштук Нашхар. Мичер меттикшуш, ери Галанчор меттикшуш, هم меттикшуш. أت ملخشن لولر متكشو قوش ملخي لام أقا نشخ يخل غير متكشو قوش ويدرج نخش قام экспансия альчердухой после монголов татаршин башлам қиеті көтінақ как новая экспансия знашхар бухуем бух так иш мелхисте цигерю царел шалчо нохчи царел нохчи бухушты ладо де резкой башлам бяхма била соқаан қатайпан несвелла со гулмиш қатайпан تيروي بوش ترنا شيلت النقطة تعتقيت ملخ بوش ترنا شيلت النقطة تعتقيت لم أقبو ترنا شيلت النقطة تعتقيت تأك خور اللي ترنا تير بقى ترنا خو قومن أميو خو قومن دوغدو خو النقطة دو بوش خلشة ترى مثلا غو شقيت اتس لابكت واخئنا تعال نقطة شو تعال وهم دينا ال يتعمو تعدينا ال دا تعال ميستيشكو منين يوش تعال جينر حيق الدوش نحبو تاري يتي همش مثلا سون أسينت مثلا دال دوشون وي ما تحقيتيت تعال استجي ماريا نقصد تعال تايبان مثلا ماريا أنا ماريا حما يعني استيب نعمل وشون دينا نقيل قيقصو تير تاع اشتوات وشتوات وصل ات زودا другой вариант حيوتسو изуда شايل دعيالة تطيب نعيش عق مارع شي دوزل شي تيندس هرسن ديك تيب ده تقول طبعا البسيكولوجي شيز ديك خلشة ديك ولش تعالدر لويالشة دي تيب بيح باتي قومن بيح باتي اقويخ малые чеченцы, большие чеченцы бяхвайк, независимые чеченцы бяхвайк, мичекизовцы бяхвайк, масалла хаюсвай, мичекизовцы, качкалыковцы, боша, гюмсери, нажаюртари, оуховцы ал цигари, кистинцы ал грузиери, мухаджиры ал вуканараи, мирные чеченцы ал вуканараи, большие чеченцы ал вуканараи, ламройцы ал вуканараи, натеричные чеченцы, затеричные чеченцы, ой, цаул шумдат, ой, дир. Бутринцы, карбулаки. Да, буртиналцы, карабулаки, отбитывай там, отбитывай. Но это делается целенаправленно, что куда хочешь. Например, этому, это Аух и Ауховский район. В свое время жестко отстоять, хумчак цадахкар бахан дольше, أو موقع صار جزني سولي خير باش بول تخيط أخ عش قونكي بو وي تعني зависимый от одезвой между айна царет давай тюх юквал мостаг юкарвиевин ких тадатен мы хотим присоединиться к Дагестану тюх дадана أو موحكة سولش كداتو أخا все нету и чтобы хинца обратно 200 тысяч ночи у тебя аж 200 тысяч ночи мерк элладуи وي لمنشكر وأحمد يستني على دوئس از إديتا لادنا سولش يقي دعبغان أنسل تاي بطلي خي سؤاغو عش bola noqchi bosh noqchi DNK yosh sülit webshi tamdosh et sülir datar bil ter muat elat wa shu noqchi du khush bodo shu noqchi datar ha ta qaradu bosh ashnaq bu يحيات просто sülish lil atmadu ta غلق تيوش حياتي نورمال عدال شتوش عيشان noqchi خلقلدو تا تابارتي دو هم كشغدا قياته خوش سانست وام خلوش باتسا قار سانست وام تبو قانو قيبانا شيء نورمالنا под каблучник школа далеч сапартио маздоки ацуагу баса
As both шанохчу эльду. Вот сахок омаху эл ради каких-то благ земных, ради кидек, ой да эллак хадисту. Да я сам кусу Мухаммад поймали. عجوز غلتي عملت كاش بي حيدي خوات ألا حو ألا وي ووتك وين تأيزو وي غقدات وي بيش وي لري بيشاني وي ديق صديق شان سويك خوات وي государство وخليت وي موح حبيارزو وي شاغ خودا ديز يا سيدا قولي وين единство есть ويم تعمى دي ويم والله بالله تالله أسديتش شونخا إز شلشي вот и внутренний сепаратизм هرتخا بيتروغلفيو هرتخا بايرقيو تخو أدلنا قامدو that's way ناخش ما دوي way نوخشي دو تساعد نوخشي ما قواي ما دي أتخو شوتو أتخو أدلنا والله بالله تالله that's وارست قواي مخكر حبيل بالله أوخ مخكر قاتشوت قلت ترتعني خردو مسوط أمشي وقاخردو تخايو وازدل that's كير دل that's وجه داين خلق كلش خان قدامه ما تغل هين سوى تسوي شدول ولا تعمل برتا ودي برتا ويرجع يرزين история اشتباه но ويديل دولت وين يقير برت بوابا شو تشو درشود شو شيخ منصور قيري نيرشونا وارست باي بوي شوري تسوندل وارست واش الا تسوي ويلخ ور شيخ منصور بولش وميل دوك بيتندو وشرمي يويش والنوتشش نتاعي وارست واش كيف حقيقة هذاك التاديش ما داشتو كيف تحبه وشرمو ترجي يت وحبيل كيف شنبيه بوشة ندان وعين بوشة خلتوه وشرمو شيء ثاني دعبوش بالوارست واش إيمان كيف شنبيه لجيج سياهم تسأل كيف توي يقير حق ده كنا وشرمس جيج قيق وحيل ألير وشرمين مهتر تخوك إلو يو تخوغلغا وارست واش تخوك إلو خليات ألا سير أجر على والي شو سامع حق أدو بوش وشو حقيقتي كسوكي قاسم سون حق يغيتي تعمو وارست واشن وشيخ منصور دو عطوا مو بين أشهديت وارست واش إما شيخ منصور دو عطوا بين حالي نوخ شيء وشول شيخ منصور تعطى وشغاس بشن أخواتنا إمام شميل لنا دو عطوا بين باتت إمام شميل اللي أغلو مخلا وارست واش قبل نوخش ثاني يقولن بولشان تخونم نوخش منش بو خا دنيا خا نوخش منش بو شو جيز دينن طبعا ثاني اربل بو خو ايش ثاني داخلي دو ما با ورس شاش عم بقصير بقش ناغي سان خا ما خا تاع حي وسواتا حي جرجر واتا حي تينت داتا حور ويتن اغولا توامبو واتس ذير حيت دوغور заключительно توعد عيدو تكون نورمالنا يلتل وهرل وتكون أصلا وقتش توقل يدير مديتا خليتش أدلنا تخلى تسوندل مهاجر ستيرا باخا بخي إزر نوخشي سيميا دعيوغ چان تاني غير تا إزر إزر وارستو تعم داستا أول إيه 1500 семей أرستخويرца أولي عادي ها не 1500 أرستخويرца 5000 чеченцев. Из всех этих чеченцев 1500 орстов. Они такие же чеченцы, как и остальные. Но потом начали туда ездить эмиссары. Когда в 90-х годах Ичкерия, субъект федерации, Алдиек Мабульбел, да я Бульбел, эмиссар. Да я Бульбел. ها شو نوخشي دات شو أدلنا وارست وايدو وينا أخشدو ويأدلنا إنجلشدو ويأدلنا دوشون ويتقام دات شو بوشة يتقعبول ناخا يهمش يتني يقول بيتانشتنا غرش أرعبول مهاجر يقير برت بوخير شيشاني بوش مصنع العيازين مو شيشاني وارست خاني العيازين باتوش قلقاني العيازين باتوش شيشاني В то время они были шишане. Это теперь они стали вайхани. Извините за мой. Я не против слова война. Это обычно об этом, но не название, этноним. Делят, дробят. Максимально пытаются раздробить. Чтобы это было так. Киом сахалит. Война, яргенах, цамуат бючарам, алита. Но этнонима такого не было. تيجي بيش بيق إيه بيق
Почему? Потому что сегодня публикации делает. Сегодня делает публикации. Как делает? Алсиш? Турецкий ингуш. Турецкий уарстхо. Турецкий чеченец. Хинцут эделла. Башлам. Вот у Гольштейна, да, она это самая, там есть одна история про Шатили. Мелхиста, Хелмахеля, вот эти твои все, вот Мелхистин, Уля Юкеш, Шедел, Яц, Шатили. Да, рядом там, может километр, может 2, то есть недалеко находится. И Мелхист, Уля Юка, в общем, с дозом Уля. И вот в этом Гольштейн он описывает это. Времен Кавказской войны, по-моему, этот промежуток времени там указано, Сотилцавелла. Вот он там описывает, что в Шатиле проводились религиозные языческие мероприятия. В Шатиле. Что верховным жрецом был Хевсур, а знаменосцем был чеченец. То есть Хевсуры с чеченцами, они проводили, там указывается, что знаменосцем был чеченец, то есть Мелхивуке, Нохчевубош, Даязин, там путешественник, описывает эту ситуацию, чтобы было, ну, к тому, что ты сейчас говорил. Это реально профессор, из Грузии реально профессор. Цуобах и Джок Ола Нохчихилар Хабах, Цуо Кидаг Хавянио, профессору. Изери Язинил. Мольба. Туахабах, кистинцы, чеченцы, мелхистинцы. Да, поэтому это даже не только сегодня, даже в те времена, то есть 100-200 лет назад, вот эти описания о том, что Инцигар был нахос, мелхистир наха, тига, нохчебубош, язинбу, саненхой, саненхой, мелхибусон, мелхиш до лулкасон, чодик дойшдо, саненхой бас, хилархажан. Вот санюка, цацбаршбуй, бырк, цанхена. Еще 20-30 лет мелхостинцы бош, и гам эдин, но шаш... Яли во времена Ичкерии. Да, и вот асоуцин шаш мелхаш. Да, шаш мелхаш, и иногда асоуцин шаш милыш бош, да хаха, это, да лячу, это ерунда, это все, поэтому просто я говорю даже... Алла? Башлам хэшваца, Алла висла. Башлам, тебя не слышно. И Башлам, да, военчир, эрдерес дела, садврачу настроение, да, илисцу, и хуй, и штум хэш, до, нохчимат, мабуа, бютек, эцхасур, диавала, тига, сюлиш, бютсон, нохчимат, ба, سندمن ما تقمل دیشری زودی و قصد رژیمایتی مال خیوش آنها چیت شکل وچین باش. نه ایزم اسبار زود شو علی بارز. خشوی بارز. نه او خشون. خشون. Башлам ба хайрудо бахсук. Хайруд 103 единицы девятки. Башлам харц ухо бахсук. Цен нохчи матаязшу. Герданал циечуай соул. حنت أخرتو إيه دري عسيق حط إيه شو سبارس حجر أنا وقت سبار حقرتو حنت أخرتو صو دو ديالي شاح خور درقسون السلام عليكم وجري وعليكم السلام شو دقداش شو نلاقي أسكانا مصلا باخسا سون يهمش دلع حاري بس إدي در داوانا نخشي تيجو أشون كان حق يتواخن وشا عملش قوم وعلى صوت إيشو وصناخشي وقول تردوشو شون لا ملخيك قول تردوشو شون لا مرجوچنگ قول تردوشو شون لا جلايك قول تردوشو سشي شوي بو شون ملخي لا شون سشي شوي ملخي الحقبة الانسان أو نخشي شيء تعجيتا قولش بيش بالر بوشون شون لا شيء إن بات بوشلام أحكبوس يسالن زيني بوش ترديتين دول همش أسدوسي مثلا ديلي دواسيج ديلي وان دوخا بولشان دوز نو دي عائل دوبوي
سون سلع سوليلوش واحد بيتن شين سوق مديت تخون أقا ديك بويز تخون تيروا ديك بويز تخون ملخ تخون تخيقان ديك دويز حد إيه شو ولا حد ديها ولا أوبا لا صحيح إنستغرام دي راح اشتري لي هين وندير ده وزري تليجرام شو خيش بلشونا أوكا بكا بيوج شيء أوشتك حالة شر перезагрузить я аж Пошла. Знаете ли вы, что одна из крупнейших звезд южнокорейского кино живет... Хорошим дора изжёгал волметик. Цун тахкирия мичавел уиз. جوقل ويتصح دعوالنو اوش خزس انه تكش ميشادوم تا سونسون хотя это свой грозинский телеканал да гейтен милу جوقل ويتصح وانا بحكي ني داي майсховат алжоғал جوقل شيء موي اذا грузинский поэме авичвал جوقلو да майсто جوقلو شيء разный شيء جوقلو ал абуркхылник вицонас имам шамилов виетна гуйтя но мичавел уиз хай وتصح وينوقي تصح كزنت وينوقي ورت بحكمتنا حديث رح последняя информация иютуна имам шамилов ورت باقتين خصهم شي ندو على الوقت تعرف شو تفينك انت باقتين باقتين نو هايوتشول انفورماتيون شن باقتين على دقة تقدر تسوي عن خلي تسوي عن شيء وقوي صح إمام شميلن كروان شفت دوي يوانيا حدو يشتك تو كوارت باقتين على دوتن ميشح ودو دعوة لني إزي وده конечно есть положение у себя. ويشوك وشم ويشوك تعجو الولا خش ويسو так Арцана у вас тут просто терроризировать веш. Специально ли лош вала? Чего ла? Шаун поддержки. Бош. Амилш деш. Нас бокола цакал дохш дошсан. Сразу зажимался малейший. Вона осталось канал легче стахоиш воду ишта. Само моя терёча. Специально дает иншаться дает им больше муасису. Ладно, худу шухатта шхалтатта шей дала визри. تابع خاطر بس في جيل شوي هو ميلادو ديوتشن لديو خاطر عليه بس تعطيت ثلاثة في صبو ده خاطر جوي رقص ديس ده الشيء ديلا وبعدك دي شويتان أرجونسكي وشيلير ال استيمان ده دادو دلير وباينشتير دادو دلير ويا ويا نسام ديله صوت وان سيدقع سيدق باتيوم كشير حوان إجلوان بعلقات إزجلوان جدوتس إش جلكات خليز هور باينه صورت خلديز وي حسن إتون قال حسن باين شوش ميتك ما بعد سري وجي бош вусосун я-то рассчитывал я-то думал примерно думаю да плюс-минус 100-150 объект хрюмя чусо это да довольно each entity эвэ цу итон қалалас дейти ю инглишетер бахкин бол 200 беженец вийти ушашт элатер дейти ю бодик дич цацмавен читер цу несправедливо шекхлел шена вас вир дейтер этя палаточный лагерь, а сейчас занял Харцу и сердце. Ну ладно, это я не буду рассказывать, а детардуи, и что нах озлоблено больше. Новый год. Карбула кавини гамаси держен за Новый год бишен вини. И палаточный лагерь, а ца юк ивален ца дискотеки, а штан ца
نوخشي عن خل بيوستا دوجينياش خلتيجا لا يجري على بولشنا هو وان يقيقنا تان حي بوي يختن وقن كروتش أول كروتش أخي واقي تغورت عشاش مو قتل دارتش عن دوجينا أدين والويزال ديا واتمت جاي تنسى ديا موالنا حاجة كتبش داوينا بانت شناك وسط يسونديس نقولي توشي دوحته وبالي Loksadig water kan hier no god buisen na duchtisch god der is no god on buisen duchtisch per der duchtisch der met duchtisch per god der met wel sentara no god buisen wir es ist adina palaf sin garba karbola katers idu mir torsos Karbola serers و تيجا اشتغل في случай башам разный случай лош старелир Bašlām, hatta da diesta svoboda момент вечер. Sunčo važni tiem hietas обсуждать союз. Я сейчас группу ролик мочу пусос. Всети хезисо. Хези. Сахез. Сахези. Хез حديثة. Bašlām сахез бабан. Правильный вопрос. Вера хотя собрание хил. Сонахца последующее продолжение хилер. Соналяться с ролик я чем писас. Сети 50-100 саголо. Ночью группа шат само реагирует на этот вопрос. Вопрос. Пьяно бору агреевый лишний был. Я это знаю лет 40 назад еще. Лишний махкар Джейрах или шпой основатель Джейраха является Лиану Бору Ахриеву. 2 года назад было собрание в Джейрахе в Ютубе в свободном доступе есть этот ролик. Сега Халгулбель Сайра, Итум Халинский, Видинский районе, Нохчу Духой. Лишний халак кайфана Джейраха собрание. Джейраха собрание инсар кайфан бина Ютуб джайол ши ролик. Ак Джейрах илен шашду, Петер Джейрах мaqis. Algeria Liano Boru Agrio Boccialata Duchdats Duhka Madukilas Kachtai Panachan family or Kach family Duhkan Sakla Kash Hadoch Pushula Algeria Day Shash do Elche was a Rabba addition shaler at home Dohker do Shell Shun Dohker do Jazbor is Disney Bubog Madwitzer. Ich amel Isabran Khaz ein das Gasten Schuld Opros Chum. Газ қастын шул яха царти метик қойшы қаматхана цуру бохса шитайпту. Но не знаю, они азгалга шаш олшто они происхождение из Осетии. Так, метик шай ю шаш дайбу бохса сляну бору агливас қойш и шитайпту. Очень тайпа наха кабо азгалга шошах катаин ролик юсю гайолшу. Суча вопрос к чему я сейчас веду. Царь камел дечхен хуэйлер. إيش تقميل ديش ونعدلنك ديش سياحي بيوخ ساو نقشي غلغي خاص قميل ديش سياحي بيوخ سان عين مدوي سان بيعي معينوي سان بلغش ديش سان سيسكل شوش معينوي سان يقع زاخونش مدوي а потом такой вопрос поставили غلغي دلا дуэль дата что то قميل دي дубов угроза прямая угроза в этом ролике адрес наш Лиану Бор дишли букву Сюекач ногчи букву И ногчи хелебил бухой от ролик, что ответ Хаматханова, цуру, что حق تنسجوا هرشم دعبخان جخر دده في انشخينه خنوخ دو خو حكيك الدعيست خو تشينسكي اسمه بيوقع يسبوك لير جيرا اخر لانه بورو اخريو تماميت بسويقع вопрос давление Дел возложил еще ролик ссылка еще вопрос состоит у меня в том, что по сей день там идет явное, нескрываемое давление на людей, которые хотят заявить, что они чеченцы. Шаш дага нохчу бу альтанах еш полнах явное давление тига еш. Вала галга вал фаца хал бухсар. Так قالوا ролики остал قوسم بالله tradition مخكردو und ehrlich المجد تشاوش اللي يتسجنيشن. جينا مجد تشاو أرى. أسبيرو خلاص حتى رولك ترحيوش بس ليتستي. يهون ده اللي أشبوش. tradition ده هون ده اللي أشبوش ليتسبو إنها خوشة. دولين يتسجع يوج.
او تجوز دولة نيسي قاعد وين ريسبوبليكا روسيا دولة نيش عيد جوخ يانا زميت خلق تجوش دور تا قد سكودن تابتا سنخوش عائلة قصون هو واجنا فيش تاني سقيتا بوشونخا تيم مسونجا جنيرة بعد قديتشا إنس أبوش تيم إشتشاش نوخش دوي هر دودا وش هر دنيري وش دنيري بوش وريان سون تفزي سون تفيديوم جنا إتون قال حد دشني مجدك حد يرشلوش فينا رسول الله سيت حوا بروسن جواب لوردون حابحكنا جير خوي بو حابحكنش جير خوي لانا وبورا وأخري ورش بو حابحكن ويجري دو مرة لألفوش ورق قدرت لأستيقع سالح لا جنا يقول يوم تشوف إيرولك يو سيقع ديك ساديل تأخذ سن بقدوش ويجري بو حقول يجري بات العدو دل خن أشوف إيدو إيدين كبرايكتيو إز دين كبرايكت ثاني ترى جيرا خير تشارز داتنا يعوت البرقش يوز دات ماينة وباتشون جيرا خير دشني ساوما داتشون تياتوازن ساوما داتشون تيتاق باتشون إش قال بوستلي دين كبرايكت تدابيد بليرش يقاميان ده أستعون إيدو أعمد سليمانوي حدوش تخديش حدوش بقي شادوش حدوش تساوندو أدخوش سي مثلا مول قوي تأسي إيش باتوي قوة شو أديتر دو حدوش أعمد سليمانوي استعيازنا إديتر دع يازنا قوة شو يحدوش دوس يوغا تابريدانيو أدخل إيش باتوش دوش خزسون إذا تارا شوغا عدخوي بوي تشلسي أوتر عدخوي أوتر غيبت لا أوتر ثاني مول قواشي إيش باتو تأسي جرجل ودر ثاني شو جرجل ودر ثاني ألدي شو مدر أما تغليش دين داخشة دين كدعيل يولدش ده شيء كويوش تأسي ثاني جرجل ودو مثلا نمول قواش ثاني دين كسر بدأت صدق مو قواستدو سرخ بدأت نبرو دشنيش دوت خسرخ بدأت دشني جرجر دين كهوندرچ دشني يقبل جروبيو دشني تارز دهتيناش باتي هوندرچ دشني دقتا يبدو شيء كويوش تانا تير однородный массият تير مثلا اتومنت يردعدو دلدرتاني وهي مودون الچ حل بو ебать ногчис гергало дольше и вопрос, это вопрос, да, еще. Мы можем этот вопрос рассмотреть, мы можем задавать его. Но с другой стороны, есть вопросы внутренние. Там не кроме этого, из оттуда, там против этого была ситуация, это Ирвай, Тейп Луцига. Да, из-за остаадахна маслабах асфига я закинул этот вопрос, точнее нашел истории источник Йоша, что они являются чеченцами, чеченским тейпом, а ссылки прямо есть в книге эта ссылка, документ, асчукасери. Бьюхиц энеюич так чуэрир. Шау короче окунах. Тхонах шидат сон троллы дон. Делда бокмадон. سويت زعاني ويلي تيمور يرمع شو ستنتي يا محمد يري تيمور ير اتشينا تسعير تنتي он выходит со мной на связь, говорит, Дейла, Моша, бях мобила бахцу, ша илой у бахцу, илой душа шере начуса. Шей ду тяцани дюич доу бахцу свик. Дейл да ханхал даца, тхонюк аиш, цадар дацаш дырхил бахцу. بقدر تسون تاني وقع تشيلو يحتاس إنه إذا تعبير واقع وقت سيتواتي يبتاني. كلام كوي وقع سام بتصير بس عم بيحكي كله يقول كلام كوي وقع بويوت كله يتاكل طبعا. ساعات مخ كوي سلام تعدو بتصير. Ну, короче, сун хатер ите мюха сун иштетюкер дайохкариат раба. То есть сатинаха сакомах волчу бюхит эне ючусует. Тер агу волчу стер хонту асюгишт. А да-да, харе куза ишта непонятно. Шер эцуман баня.
أصلا العداقة العداقة قيد مباتي كينش في عيازين دوي سموكشو العداقة عدوش تانسي تيرويش تخاف بالشيء بوي تيروي مفكح قولن بولشن سوما خلي سوما جرينش إنكو شيء ترحاب بيحكي تيجا ويشادر سعدو بوش أميال دنيسة بس دوتيجن إدات خورني أدمن بدقلاجوت نيسولر سنيسلو масла бахаса. Так, ищем не только это, и ируй хаоши мулквай 100% шейни бубош ашбуш. То есть мулквай уже хинзгалгай хушбу. Эхс батой галгай бу, мулквай галгай бу, мелхи галгай бу, эхки галгай бу, ируй галгай бу. И пошло-поехало. Диц дюйцер думается там внутренний цер и темы, через внутренний тема нюквей. Реальто нисту эл сун цахит. Und وينك دو وي إش بحث صباح يدي بورو أخري إش بحث صباح أس والله سونو خيطة ميت إش بق مبوك شوي но тига يوم моментش цер يوم внутри и вопрос острый дует цер внутренней кухни и цюк реактора я боюсь что усугубить ситуацию тех которые есть там и что оплуду асона здесь вопрос задает Расул Альдиев задает вопрос мне такой, нам точнее задает вопрос. Башлам, правда, что чеченцы раньше назывались ламанхой, а иноверцев называли, инородцев, которые разрешили селиться в горах, называли ламур, ламру. Я сам недавно об этом узнал. Расул, ответ. То, что я знаю, и то, что правильно или неправильно. То, что я нашел и по преданиям, и по фольклору, и говорят старейшины, они говорят, что правильно говорить всех, кто наши проживают в горах, ламан хуай алам нистубахцар. Ламуро или ламур они называли только пришлых и поселивших армян. Да, есть такое предание. Но дело в том, что язык и диалект, который используется в основе западной части нашей Родины, откуда все произошли, и большинство людей, которые спустились раньше или позже, восточные части спустились раньше, и они сохранили за собой это название. А те, кто остался в горах, сохранили тех, кто остался рядом с ним, в горной части, то бишь это ингуши. Есть две версии. Одни лингвисты говорят, правильно говорить ламру, мол, мы всегда так говорили. Но по преданиям и в книге, по документу, который я прочитал, я его опубликовал, тоже вы можете посмотреть на моей странице, говорят, что правильно говорить ламан хуай. И ламруай называли только тех пришлых, которым разрешили селиться среди нас на определенное время. Ламур я не слышал, ламрой слышал. И они говорят, что лингвистически это неправильно. Ламан хой, хой, бога, ломан, стражник, ламниш, лердяш, лам лербяш, получарах царах, ламан хой, нисту. Но это, к сожалению, из той области, как называть правильно. Вейнах или войнах. Каждый выбирает себе. По мне, я думаю, что это просто усугубленно мое личное мнение. По мне это синонимы. И ламрой, и ламанхой. Я могу ошибаться, я не лингвист. Это лучше будут знать лингвисты. Но азбахкачар, реально бахкачар, кахтинчхайнаха, за 90 лет, 97 шударчун, шатои цвори, нис моду альчатсо, ниса ламанхой алар бубар. Вай ламанхой бу элерцу. Ду цели бу элерцу. Аламрой حلقت ابحكنا ابحكن سنا اخبر تان وين وقع اسكن خليته ايداش در حلق خينت ادعداله خينت حيقدر نبقي شار شي حيقل خلرتر يتحي يقدر بي درب داسل سو اس ابوبليكوات اسان كارينيو فولكلور يقير اس ابوبليكوات بير نوتوي ال شو ده اس عدي فرقه موش بوتي اوني براف Уразицию, лам, рой, ламан, хуай. Не истеговый, действуешь, нохчи, алмаса, дизивай. Из оттуда суна прекрасно, что нахчи, алдизивай. Но там, вай, нохчи, ваха, нахбук, духа беш сун.
Нахчи язду, нахчийские истории, ол, мадия и вайгица, с нахчи дер, нахчи дисад езвой, ол, абилуш. Что ты скажешь? Ты им объясняешь, что более древний, правильно так, нет? Им подавай только современный литературный язык. И штунду. Я надеюсь, я вам ответил. Rezul son hit çağırdı atıyor. Dik boş. Aylam na bu lingüist sen bir komodu sonra hit. Да, Асун Бадыгдич, царь, сокиет и хаттар хинсуек хундела сокиет из оттуда, хокиет херуй ушар. Потому что они же очень сильно любят и ночи. Ну, зачем врать какому-то бирже или каким-то другим ученым российским? Царская Россия говорит, что они сами себя не любят, когда их называют чеченцами. И называют себя нахчи. Царь-орчигашку, чува, нарнить. Хагайдар такарт нахчи элязин гасхиш. То нахчи дуа. Как дамаду? Нандакки бух, чеченцы нахчи. Буа перечисляться даже. Галашевцы, назрановцы, карабулаки. Чадик, это, а как поду? Причем настолько детально, детализировано хаязи. Из حقوق إياز وغات وعطت إتوغات هيل دعوات سون سينوش يوقع تويشبو يوروبي دعمانش صباح حال شابش قد عديكم كيسك بالبرسة. Это были внутри тейпа разборки, бах. Тебе какое дело до этого? Хашудичку тешь, уже шесть движений умятся. Это были внутри, бах. В Ютубе есть в итоге Ляновы, Боровы, потом сказали, что они не дышные, а Джейрхуай. Хуек Бауни. Из оттуда. Хэшуё? Хуек Язина. Тебе какое дело? Это внутренний Лязин. Некий Мухаммад. В Ютубе есть, бах, в итоге Ляновы, Боровы, потом сказали, что они не дышные, а Джейрхуай, бах. В итоге. То есть давление признаваться дешец. Купленные провокаторы это сделали, бах. Само. Короче. На момент присутствует Башлам. Вопрос, что Телеграм что-то помял дешмовой, Инстаграм что-то согласон. Телеграм что-то помял дешмовой. Но сам факт признается, что они говорили, что они дышли, потом отказались Мабарису. Да. И Айлер признавая, сам не осознавая, он же признает, что был такой момент в Богцу. Да. Сейчас лишний Айлер отказался Богцу. Нам этого достаточно. Мы просто констатировали факт. Да, мы просто констатировали факт того, что было. Мы от себя ничего не говорим. Он сам признает, что такое было. Вопрос, он хаттер на ответ делака стоит. Ассаламу алейкум, Башлам. У наших Ваштрой, Эхка и других есть Г2 бах ДНК. Как у Сванов, Осетин и так далее. Они могли предками Сванов и Осетин быть, как думаешь, или наоборот. Но насчет Осетина я не могу сказать. Если бы ты сказал дигорцы и сваны, сваны наши предки говорили, пшавы, сваны, хевсуры, тушины. Они ушли, потеряли некоторые слова. У сванов очень много слов. За 200 слов как минимум совпадает полностью с чеченскими. Пяслилер и хумшеду подал национальный цель. Пеши, ойчара, терьевш, там моменты в культурном сваны автоматически, ой, баккачар, еще в 14-15 веках, 13 веках, что касается осетин, если ты конкретно имеешь в виду дигорцы, я согласен. То, что у нас Г2, да, там почти 7% среди наших ДНК веток. Раньше я думал, что только 4, но сейчас последний ДНК-проект, который у нас до сих пор работает, показывает 5 веток. Это J1, J2, L3, Q1 и G2. Так что это все у нас есть. От нас ли они ушли, или мы от них к нам пришли? Если бы вопрос был бы только адыгов в данной ситуации, я бы мог бы сказать, потому что там есть во времена шейха Мансура у Шурмы, что пришли, остались здесь, влились полностью, никогда с ними проблем не бывает, и как их называют, Черкези Олеха Уайнцарах, Абзой Олеха Уайнцартайпах, Ишнох Чехила полностью, Муатта Шады Гилхвай Хаэц Буйвайн Хупштуйс.
Хотя мы знаем, что Шхат Эбяхкин будет маслаб ахаса. Нету с ними никаких проблем, никогда никаких трений не было как таковых. А вот что касается сванов или осетин, вот этого я, конечно же, осетин я не слышал, хотя барин осетин, кмаря, его шнок чужунга иду, но осетин прям большим числом у нас такого нету. С дегорцами, дегорцы это 100% ногчи холмах был, он дальше, лам ахка хабир лош буди горч. Те же Дударовы, те же остальные. И ученые есть, да, пишущие об этом. Благо, я могу ссылаться на них. И ДНК совпадает у них, и фамилии совпадают у них, и в основе своей ищут ситуации в цараде. Насчет сванов я вам и так сказал. Осетины есть и дегорцы, да. А остальное не знаю. Но у нас с грузинами очень близкое родство, я вам говорил об этом. Потому что сегодня с грузинами родство, потому что сегодня тушины, пшавы, хивсуры, сваны, они себя считают полноценным грузинским народом. Знаешь, вай цертани, вай ормаш сигадук. Сегодня это только начало темы, но пройдет поколение, будет хуже, бах. Наши соседи учат своих детей ненавидеть войнахов, бах. Почему они сами не остановят своих провокаторов? Абад Банукаев говорит, я не знаю. Наверное, это им выгодно. Так, дальше. Баслам, G1 из вообще войнохчин касается, что я доедаю. Дудер, G1 Мацаба, Цабай? G1. G бая? G Дудер, G1, G2, аудис. Ах, шути, ах, итон калей, G1. А? Итом халаду G1. Я с Бакрой, ах, итом кал, ах, шути, мою G1. Юдер, G1, ой. Но сам иду, сразу сам душун. Сюлищи G1, ой G1, разные маркер шушун себя, они разные. Вы можете посмотреть дагестанский ДНК проект, сравнить нет, это не чеченский кластер. Там разница, у них тоже J1 есть, но в очень совпадает. Там кроме J1 снипш оцера, разница уж. Ассаламу алейкум, бахсову дишни, тайпан. Помню, когда еще в школе учился, мой классный руководитель Амнат Ахметовна Лянова называла меня Тайпан Вошбах. Вот. Аминат Ахметовна Лянова, но Тайпан Вош Уларбах. Сейчас школа движ случайно. Конечно, Тироч, Инхой, Майстой и все остальные Галгай. Здесь на Кавказе повторяется то же, что было и в Монголии, где в разных степях и лесных племен и групп объединяли в нацию Халха. Не понял я, ладно. Шона это близкий Шона это близкий он типа говорит, что среди монголов есть там общество Халха, они тоже всех объединяют. И здесь пытаются Галгай объединить и взять, приписать к себе Тирвай Бог, Дуцуне, я если правильно понял. Шона это близкий буй Эл-Хезна Сун Сванж. Шона это Сванж близкий бац. Сванж Шона Шана самый близкий беш. Шонуай, Эхсбатуай, Гуардлуай, Энгнуай, Дишни, Мазар, Хуайц, Эсибу. Шонуай гаплогруппа Q. 90% почти что. Так что Шуной Сванш Сани. Ну, Олцара, Гергелу, Дуоли. Но опять же, по ДНК это не подтверждается. По ДНК это не подтверждается. Дальше. Башлам, что тебе нужно сделать, дабы стать? Что мне нужно? Мне ничего не нужно. Мне единственное, что нужно, это когда появляется, нам бы найти хорошую поддержку, кто-нибудь, чтобы нормально наш проект поддержал. Пару не хватающих где-то и хороший один
ноутерсунеш. Это для того, чтобы начать хотя бы что-то делать. А так, кидадегам бахюштацер. Почему на картах исторических Чечни не отмечают тот кусок территории Веденского района возле озера Казиной Ам? Ну, потому что там очень сложно. Исторические карты они не могут указать, но они не указывают, как и Дагестан. Есть карты 80-х годов, где озеро Казиной Ам входит полностью в Чечню. Есть такие карты. До того, как их передали Беков или Боков, передал их в 1983 году Дагестану. А до этого времени Казиной Ам полностью был чеченским. Со мелхиш юкир мешиву то эггерц энахчарах нахчидук ват сияхчун вал да хакы. Из оттуда как раз вышло видите дол восьмодар. Да дуква хваль да си дуэль. Мелхи визри. Мелхи майс дуайт ирвай. Ища сунц и цани. شيء ميرا ثاني شيء دونا ثاني دوق بيشبو يقبل لخير بالمتك بات سندير وين خاشون شو مشتو نахчи духа дал сидуар. Письменности какая была у Нохчи над Исма? Письменность использовалась разная. Свою письменность мы, к сожалению, потеряли, но у нас была письменность, мы использовали, в первую очередь использовали латиницу, использовали арабскую вязь, использовали грузинскую асалтамруле, использовали греческую вязь, использовали, потом кириллицу начали использовать. В свободном разговорном стиле использовали тюркский тоже. Но не все, конечно, та часть, где проживали в низовьях, Ауховский район, то есть там, где проходили в основном Кизляр, Аух, вот эта область, где занимались торговлей, то есть экономический язык был тюркский. Вот такие языки были. Но письменность тюркская не сохранилась у нас, и, честно сказать, вообще нигде не используется. Арабская вязь сохранилась, латинская вязь сохранилась, кириллица сохранилась, грузинская вязь сохранилась и греческая вязь сохранилась. Остальное не сохранилось. То есть использование в письменности тюркской вязи нет никаких документальных подтверждений. Нету никаких доказательств и подтверждений. Поэтому вот такая вот ситуация. Хадеших как-то ждала хасих выжриса уже поэтому так, Ламро называли пришлых армян. Ты правильно говоришь, Башлам, поэтому потомки армяна Эги из племени Галгай называли Ламур и писали, что своих соседей они называют Нохчи. Не знаю. Остальное это уже твои слова, я этого, как говорится, не говорил, но факт, я тебе поделился той информацией, которая у меня есть. Вот. Друзья, что касается завтра, если с эту боли, если я хотя бы чуть-чуть варианты, завтра мы обязательно проведем эфир. Вот, я уже давно, у меня просто, я даже половину не смог с вами рассказать вам. Сейчас уже 2 часа ночи. У нас Ибраим, в эфире Мастагу Ала YouTube чё? Здесь 27, 24, уже 50-60 секунд. Антипонт ТВ пишет. Я знаю, что государственный аппарат не разрешает и запретит это, но единственный вариант оставить эту суету, официально заявить, что ингуши это не нация. Я не понял вопроса. Ну, нация, не нация, это не наше дело. 102. В Ютубе 102 человека. Ютубовский вам, Берзлай. По вопросам, которые были, я провел эфир с Ильясом. Вы знаете, наш брат Хальдиеро с ним провел эфир. Обсудили многие темы. И, как говорится, для дискуссии. Какие вопросы еще у вас есть? Задавайте. Завтра я постараюсь провести. Не уверен, что завтра у нас будет, хотя вот эта ситуация, когда одновременно идет по Телеграмму и Инстаграму, это, конечно, многим нравится, но
я одновременно и тяну теорию отца и отцу. Я боюсь, что финансово я обе не потяну. Завтра в любом случае YouTube, в TikTok и в Инстаграме вполне может быть есть. Башлам, какие родовые села чеченцев остались в других республиках? Сайт, да я не знаю, он приходит иногда в эфир, я не знаю, он пользуется VPN или нет, не знаю. В выезде в Аргунское ущелье сайт тоже присоединился ко мне, ну, по своей тематике, я по своей. Давно не видел сайта, имеется в виду здесь в прямом эфире. Я его видел, когда был в эфире с Ильясом Цакаевым. Он туда вроде бы заходил, если я не ошибаюсь. История Чечни, история Чечни, Алирас, если у тебя будут какие-нибудь хорошие, сильные по истории, если будут, ссылка Хаяит, чтобы я мог сразу зайти и подключиться. Но история Чечни пропала у нас. С Ильясом тоже надо эфир делать, еще раз интересно слушать. Но это зависит от него. Ильяс может прийти, и мы можем сделать. Как говорится, с ним эфир Вайцанов учдать, никаких вопросов, проблем с этим нету. Скоро я надеюсь, что сделаем эфир, точнее опубликуем подкаст. У нас эфир был с Нохчи фильмом. Я думаю, мне, по крайней мере, показался очень интересный диалог. Посмотрим, понравится он вам или нет. Ну, как он появится, я попрошу Ибраима, он на YouTube-канале разместит его. Так, какие родовые села чеченцев остались в других республиках? Ну, это очень сложный вопрос. Я не буду отвечать на него, поскольку это раскрывает некоторые планы, даже если есть у Нохчи народа. Поэтому я называть эти села не буду. Есть ли они? Есть. А оставим это для тех людей, кто может с глазу на глаз это обсудить. Башлам, я раньше слышал, что есть книга «История Чечни» в Армении где-то. Ахмад Банукаев. Может и есть. Не встречал. Я не могу никак книги купить здесь. До Армении мне еще далеко, как говорится. Брат, мне тот эфир как-то под диспут виделся с Ильясом. Возможно. Ну, как говорится, тут тоже прошел где-то часа 2 или 3 он продлился. Альдиев, провокатор, бах. Альдиев. Я не знаю, кто такой Альдиев, ну ладно. Здесь мнение, здесь высказывание 3. 3 часа длился, да? Вот. Мнение людей я отвечаю. Кто хочет, может зайти в Телеграм. Кто хочет, может зайти в Инстаграм. Кто хочет, может в ТикТоке задать. Без разницы. Почему армяне называют Карабах, Арцах, Войнохчиду, Ашмадуй? Ну, это уже из такой области, почему называют. Ну, во-первых, не они назвали, а это название было, когда уже пришли туда армяне. Вот для начала. 2 миллиона Нохчи будет численности, я имею в виду. Будет. Даже, возможно, больше будет. Если все Нохчи скажут, что они Нохчи, будет 2 миллиона. Так что вот такая вот тема. Конечно, будет армия. Барзайл, Асвайгайл, Майлер, все не так, как мы с тобой думаем. Мы предполагаем, мы с тобой говорили насчет этой темы, я тебе рассказывал об этом, что призывы и зов, и общение, и работа, к сожалению, не все это понимают. Башлам, вопрос не по теме, сколько процентов продовольственно мы независимо. Башлам, вопрос не по теме, сколько процентов продовольственно мы независимы. Очень даже по теме. К сожалению, очень слабо.
Мясо, возможно, мы вытянем. Птицу, может быть, вытянем. Сельскохозяйственное, зерновые, возможно, ну там меньше половины. Молочка очень слабо. Я бы сказал, процентов, возможно, это мое мнение. В лучшем случае со всеми оборотов процентов на 30, на 40. Вот честно тебе скажу. К сожалению, не больше. Башлам, я помимо тейпов тухума, Аштхвай, есть еще предание про тейпы происхождения от горных акинцев. Ялхаро. Есть, они описаны предания, фольклор, я эту книгу показывал вам. Но я ее зачитывать не хочу, потому что там очень много оскорблений идет. Ну, как в нашем сегодняшнем понимании оскорбления. Там как эхкей, варсхуай, там прикалывались, издевались над ингушами, что я не хочу его зачитывать вообще. Ну, я думаю, мифы и предания книги купи, там все это есть. Это все там есть. Я не хочу никого огорчать и зачитывать это. Мифы и предания чеченцев и ингушей. Посмотри, там есть рассказы очень много про эхкей, про уарствай. Но они там в основе своей там, такие очень не самые лицеприятные, конечно, моменты. Ну, сейчас такое время, что все страны зависят друг от друга или торговых маршрутах. А что такое этногенез? Ну, этот вопрос не нужно задавать ко мне. Вы можете зайти и прочитать в любом толковом словаре, более понятно будет. Село Хахалги – это какого-то... Село Хахалги – это какого типа село? Я не знаю. Я не знаю такое село Хахалги. Насколько я знаю, Нохчичуа Сунца Хахалги Ушюрт. Я не слышал. У других, может, есть. Хехалги – это мое... Не знаю. Хехалги, может. Хахалги, да, царь? Или с ошибкой кто-то написал. Акбурс Big Amazing World Alchumba. Хехалги это мое. Хахалги. Царь засун. Ничего не слышал, того не слышал. Башлам. И напоследок про тейп Аларвай. Скажи, откуда происхождение мы Аларвай снова от Эгов. Аларвай док тейп ду. Вот. Не скажу, что молодой тейп, он где-то 700 лет тому назад они вышли из Нашхи. Нашхи есть родовое село, считается местом происхождения. Аларвай являются чистокровными Нохчи. В свое время считался очень воинственными. И воинственным тейпом считал и экономически развитым, то есть экономику очень сильно развивал. Не знаю, как сейчас. Хехал не село, это гора. Это гора в горной. Ну, село я не слышал, чего не слышал, того не слышал. Басфам, оставь политкорректность и будь намного жестче. Твоя политкорректность вредит чеченской нации. Моя политкорректность не дает меня посадить в тюрьму. Сихвало. Нахшмахуай юк тейп дуй аларгура. Аларвай дуде нахшмахуай тейп не кудо, что Аларвай это нахшмахуайский тейп. Сквано-чеченский. Количество в пределах 35 тысяч. 35-40 там говорится. Не знаю, насколько это достоверно, но последняя информация. Живут в восточной части Нохчичуа, в этой области. Вышли из Нажа-Юрта. Не знаю, про что говорит
Про что говоришь хехалг, это ахкаба. Я хехалг ахкиюм харсон, юрт хехалг урсон, цай забаз. Хахалг али айтерцос, я не знаю, алла пасен цау алла. Хехалг хезасу, но юрт юяц ацасу. Нам надо с Грузией дорогу открыть. Грузии дорога уже есть, это зависит от политического решения. Сейчас то же самое, все алры очень хорошие экономисты и бухгалтеры. Не знаю сейчас, что есть, но раньше было так. Это может и генетически передать. Сам человек не знает про свой тейп и спрашивает у тебя, вот дают. Нет, про тейп знает. Исторически можно многие вещи не знать. Он может нехай знать, Гары знать, свои 10-15 этих колен чеченских знать, там, отцов имена. А история это совсем другая. К сожалению, история тейпа бывает иногда намного больше, намного меньше. Что скажешь про Цичоеву? Цичоев был, есть в основе своей но Цичуабуш, они себя чеченцами считают. Вот Цич Ахкер Хабюлабу, так Гахардудай, Цичуаву. J2 в основе своей, J1 и J2 у них, насколько я знаю. Цечахкер Хабюлабу, Уарсвай, Тукумюк и Бохшбу. Что еще знаю? Ну, то, что уарствоевцы были достойными воинами, это все знают. Были ли те, кто перешел на сторону царской России? Не слышал такого, что был среди них какой-то представитель, который был на стороне царской России, не слышал. На стороне имама Шамиля, то, что они воевали, это знаю. Есть часть, которая переселилась в восточную часть нашей родины. Есть те, которые остались здесь. Ну и часть, конечно же, есть в Ингушетии. Башлам. Чанка юрта бол аларвай мух боган буцик. Этого я не могу тебе сказать. Четко и понятно ответил про толерантность. Хехалг это гараба. Ну, ладно. Я прекрасно знаю свой тейп. Интересно мне, человек, расслабься. Выжри оши юка дома, да, потому что мужхо это выходцы из мужаха. Ну, блин. Это то же самое, что Цечуа спрашивать Цечоеву выхода из Цечахки. Конечно, проще простого. Но Мерджи, допустим, Мерджа аж разный тейп нашел. В определенное время там было больше, проживали эхты даже, нежели чем сам Межвай. Межвай проживают на большой территории, части Нохчичуа, и в Шатое проживают, и в Бертгелах проживают, и в Очхой-Мартане, то есть, насколько я знаю, в Урус-Мартане тоже есть, в Аргуне есть. Межвай тейп очень распространенный, в разных уголках живет в Чечне. Просто Галай спорят, что это их. Не Мерджи, Мерджу. Я не буду в их спор улазить. Галай, конечно же, очень древний тейп, очень серьезный тейп. В их внутренние разборки я влазить не буду, это я не хочу. Ищайный кордус. Суна, Галай нохчубуха, Мерджуай нохчубуха. Остальное цаню кадол, хумша, свою плеертервать. Еще уарствайбу. Единственное отличие между них. Галай очень древний тейп, но очень реальный тейп. Древнее даже, чем Орствай. Тухум имеется в виду, как Орствай. Галай очень древний тейп, поэтому про них ничего плохого сказать не могу. Не потому, что Сашичвай был исторический болгусы. Галай древний тейп. По крайней мере, да. Но сейчас там это не говорит, что у них однородная масса. Так получилось, что Галай есть и J2, и J1, и даже L3 тоже есть. Насколько я знаю ДНК. Вот. Есть ли у них Q или нет, или G2, я не знаю. Пока, по крайней мере, не все сдали. Может быть, и не узнаем об этом. Мужихо, Межу разные же. Да, абсолютно верно. Бертгелах, Мушхуайбу, Мужихуайбу. Они разные. По крайней мере, они говорят, что они разные. Как-то встретил ингуша в возрасте в Москве. Он
Яра утверждал, что две башни, которые находятся по дороге в Шатой и Тумкали, это ингушские башни, построили ими. Просто смешно стало, откуда они это придумали. Ну, они много чего придумывают, конечно, я не удивлен. Их спросить, они все башни, которые находятся в Чечне, в Грузии, везде строили они. Однако мне очень интересно, каким образом они построили башни в Чечне, допустим, поскольку их сам же ДНК-проект говорит, что первый из тейпа Галга появился 1000 лет тому назад. И их больше, как говорится. То есть в 11 веке любая башня, которая была 10, 9, 8, 7, 6 веков, она никак не могла принадлежать или не могла быть построена ингушом. Потому что как ингушей, как Галгай вообще не существовал. Я ссылаюсь строго на документы и ДНК-проект Ингушетии. Хотите подтверждения, я скину. Сами ингуши скинули. И они говорят, что 1000 лет тому назад появились первый праотец тейпа Галгай, там, Евлой и так далее. Это говорит ингушский ДНК-проект. Что ты вообще думаешь о ДНК и есть ли польза для наших народов? Честно сказать, ДНК... Ой, блин. Про ДНК это, конечно, наука. Она, конечно, очень много изменила, очень много мифов разбила. Вот. Ну а с другой стороны, в нем есть и великий раздор. Вроде бы люди, которые говорят, то есть вот у нас это ДНК, других ДНК нету, эти не наши. Смотришь разные ДНК, все. И начинает ход эляцу, сот эляцу, гадуш, юкер гергалон, шхидду, дуат халдадул, соценуй, хабьюй, оледабью, лотах. Это приводит к раздору. Это мое личное мнение. И плюсы, и минусы, как и в любой другой науке, наверное. Кто, допустим, может сказать, математика плохая наука? С одной стороны, математика делает все, расчеты, и многие вещи без математики невозможно. А с другой стороны, точно так же математика распределяет взрыв, уровень взрыва, сколько все это надо подсчитывать. Кто на что использует. Если во благо использовать, то благо будет. Если во вред, то во вред. И все. Так, в дополнение. Турбо Ютубе. Ассаламу алейкум, вашаламу алейкум. Энгно тейп мичер хаделду. Энгно тейп. Нохчичер хаделду. Нохчибу. Энгно шей хоп юртю. Энгно дох тейп. Без привлечения там, если я не ошибаюсь. Без малого почти что под 80-90 тысяч идут энгнотейп. Но у энгеноевцев есть очень большие минусы. Хоть они нами братья. Энгно считают себя прародителями всех. Энгно шахабельбо, вардлуай, эшбато. То есть многие, у кого кю-гаплогруппа, они говорят, что от тех произошли. Не все, конечно, но некоторые. Это вот первородство моей. Хабельбу, Давану и захила, вожахила. Но вардла это вардла, эшбату это эшбату, шона это шона. Вот у нас, хоть у нас и одна гаплогруппа, да, грубо говоря. Я сам не сдавал, я не знаю, поэтому сразу вообще теоретически по ДНК общества. Сундера ищ ситуации, олдера, энгдо, дох тейп, ценно, читейп, никаких. Ну, как и в любом тейпе, есть и чудики, и в этом тейпе. Энгно, бойс хари нанхла тейпан энгно. Байсан гурбиновский нана энгно. А зуда бойс хари белхтур. Хиллак точнее. Да, это клавиатура телефона не создана для пальцев горца ногчу. Башлам горе блогер Артем Плата в Ютубе выпустил, где Тушинов либо Басвицев, не помню, приписывает к ингушам. Ну, давайте так скажем. Посмотрите просто-напросто возраст этих людей. И мы получили сегодня от Марьям первый donation. Марьям, да, сей дуайл.
Марьям задонатила и поддержала наш канал. За 5 часов нашего эфира впервые Марьям задонатила. Марьям, да, дуэл болдистек, эзашка содоли, ты да, не важна сумма, важно то, что ты поддержала наш проект, наш канал, да, си дуэл, онохчи буарзепо. Да, так, ну, посмотрите Тушинов, посмотрите Бацбийцев. Если у них есть история 9, 8, 7 веков, то вы поймете, что на тот период, если у них есть история, не существовало такой нации, как Галгая или ингуши. К сожалению, к радости. Я говорю по проекту ДНК. Ингушский ДНК проект говорят, что буквально 1000 лет тому назад впервые появился человек из степи Галгай. Поэтому, если они старше 9 века, точнее, они могут быть, или в 10 веке их история, то они не могут быть этим народом, потому что они в то время уже существовали, когда появился первый представитель Тайпа Галгай, или Евлой, или остальных. Это ДНК-проект есть, вы можете прочитать, тут ничего сложного. Клёсову, ладно, Клёсову можно не верить, но сами ингуши, по крайней мере, я по их данным говорю, я сам не знаю, я ДНК ингушский не залазю, честно сказать, ситуацию. Что там говорит Артем? Ну, что Артему сказали, то не сказал, наверное. Может, обманули. Артем что знает, откуда-то. С севера или откуда-то. Может, кто-то ему написал, сказал. А может, он сам так думает и считает. Я не могу сказать. Я не приписываю ни бацбийцев, ни тушинов к нам. Наши предки говорили, тушины, бацбийцы, хевсуры, сваны, пшавы. Вот 5 обществ, которые имеют одни корни с чеченцами. Родственные. Я вам говорю то, что они говорили. Кто там остальные, не знаю. Белла 3, король Венгрии, чеченец, ты знаешь эту инфу? Белла 3, Цахидук, король Венгрии, чеченец, ты знаешь, что за... Я не понял, короче. Башлам, на канале Марат есть видео, где он говорит и верит, что в горах, где они нашли... Я так скажу, этот вопрос мне задают часто. Я отвечу так. Последние 6 минут у нас осталось. Дальше я уже продолжать не смогу, к сожалению. За эти 6 минут постараюсь ответить. Марату за энтузиазм 5. Но за доказательства нет никаких. Никаких. Я был там, я видел в эту яму, залазил, смотрел. Но более далее нет, не вижу в этом ничего. Так что ищет ситуацию, что ищет Хамаш, что Телеграм что больше цахата дуйло, ведре. Всем дуй. Центу полная пошла. Надо Связь, да, Ялир, трафик, да, я лакса. Пахрудин опубликовал ДНК результаты погребенной в могильник. Оказалось, что король Венгрии Белла III Нохчи. Не знаю. Я не знаю, похороненный. Это уже Пахрудина нужно спрашивать. Король Венгрии кто был, я не знаю. Если же венгерский король был из аланов, вполне возможно. Потому что бесланский могильник, который был найден и показывал ранее аланское захоронение, показал чистые ногти ДНК из тейпа, опять же, Шонуай, Энгнай, Уадлай, Эшбато, их гаплогруппу показал. Так что это зависит не от Пахрудина, не от меня, а что есть, то есть.
не могу утверждать и говорить об этом. Ну что, уважаемые мои друзья, братья, сестры, вы меня извините, но, к сожалению, Башла, решмуат. لا داعي للنفس. Да, عيال باشا طب شوي انستغرام Хэшуй. Раз. инцу Массарна всем YouTube, Telegram, TikTok, Одноклассники, Telegram, ой, массарна эфире Дахкин Чандерес, Хилдал, Духладуэл. Завтра я очень постараюсь, если сожиматься эту более, я постараюсь сделать эфир, завтра будет еще интереснее. Я многие вопросы не успел даже зачитать, но поскольку я сказал вам, что в каждом эфире мы будем зачитать с кодекса нашей книги Онхалла по одному кодексу, так сказать, по одной статье, я хочу, мы остановились на первой зачитали, и сейчас второй зачитаем. Насколько я знаю, задонатил, бисмилля, шам, дал сейдуэл. Второй кодекс Онхалла Нохчалла, вот он, из этой книги. Это наши традиции, наши адаты. Я зачитаю на русском и чеченском языке. Запоминайте, передавайте своим детям, это очень важно. Онах присягает и дает клятву верности только своему народу и отечеству. Ради своего народа и отечества он готов пожертвовать жизнью, но никогда, ни при каких обстоятельствах онах не поступается личным достоинством и честью. Онах чего чагваю ширкоман деймехкан тесмехила. Деймехкан духак онаха шин сададала кейчу. Амма шин си цханна хуман цуа хуйцардат. Это чеченский этический кодекс, пункт 2. Из этой великолепной книги Онхалла. Я постараюсь, каждая, их не так много, их всего лишь, как я вам сказал, 56 статей этических, так сказать, пунктов кодекса. Постараюсь в каждом эфире зачитывать. Если меня слушает мой брат Мусаки Ваша, я наконец-то нашел одного брата, который сейчас ее переведет в PDF-формат, и я тебе отправлю в Штаты твою книгу в PDF-формате. Ты меня по-братски выручил, я тебя по-братски выручу. Дал Сидуэл. Сейчас я нашел человека, который, по крайней мере, мне обещали, что он переведет ее в PDF-формат. Мусаки Алязимуэ, Арстроевский Борз, который поддержал наш канал и задонатил. Это я ему, кто помог купить эту книгу. Одну из самых важных. Мастер Бюстеев, я прошу ради Всевышнего Аллаха, если я каким-то образом кого-то обидел, задел, я прошу вас просить ради Аллаха. Я никогда никого не оскорблял, не обвинял, ни народы, ни тайпы, шахары, тухумы, фамилии. Мы здесь рассказываем лишь версию истории, изучение и трактование в различных источниках, исторических документах или в исторической литературе, картах и так далее и тому подобное. Поэтому не обижайтесь, смотрите, учите нашу историю. Всех моих подписчиков с Ютуба и везде, я прошу вас, подпишитесь на Telegram, Instagram, YouTube, ВКонтакте. Везде по-разному бывает информация. Лайкайте, оставляйте 1-2 комментария или смайлик отправьте.
собирайте нам больше подписчиков, чтобы у нас было больше просмотров. У нас будет очень много интересного материала, как с Европы, так и с Чечни и всего остального. И, конечно же, огромная моя благодарность всем братьям и сестрам, которые финансово пытаются поддержать, несмотря на свое положение, поддержать наш канал. Благодаря вам мы еще существуем, пытаемся как-то работать, покупать книги, покупать карты и так далее. На многое, конечно, не хватает, с каждым днем все меньше и меньше людей, но все-таки в Телеграме я записан Башлам, нижний дефис и 20, кажется, если я не ошибаюсь. Башлам.39 у меня там канал точно так же называется, кстати. Башлам.39. В Ютубе. Ибраим, оставь ссылку в Ютубе на наш Телеграм-канал, чтобы они могли нажать и перейти по Ютубу, по Телеграм. В Телеграме есть чат-бот обратной связи. Есть варианты голосовой отправлять и задавать вопросы, и принимать вопросы. В Твиттере мы есть. Везде какой-то новый. Допустим, то, что есть в Телеграме, я не могу закидывать ВКонтакте. То, что есть ВКонтакте, я не могу закидывать. Почему? Потому что есть цензура, есть Россия, Европа, и для каждого новость бывает или широкой, или маленькой. Но все это касается в основе своей нашей истории, нашего народа, нашей географии, тайпов, культуры и так далее и тому подобное. Я на связи, спать не ложусь. Если какие-то вопросы будут, пишите в директ. Если у вас есть книги исторические, отправляйте в директ. Карты исторические, касающие нашего народа, отправляйте в директ. Или Инстаграм, или в Ютубе. Я везде есть связь. С вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Tädik propus hello от тебя.